Республики Коми. Площадка называется «Цифровая образовательная среда». Во время площадки у нас работают эксперты. Абдуразаков Махбет Мусаевич. Да. Быстрова Виктория Александровна. Китайгородский Михаил Дмитриевич. Поэтому, если будут вопросы, это у нас самые главные специалисты в области образовательных, информационных технологий, цифрового образования. Если будут вопросы, можно им задавать. Они постараются ответить. Коллеги, цель нашей сегодняшней площадки — ответить на вопрос, что же такое цифровое образование, которое нас ждет в рамках реализации национального проекта образования. Хотелось бы, чтобы вот как-то во время площадки эта дискуссия, может быть, завязалась. Что такое информатизация, что такое цифровизация, что такое цифровая экономика. То есть те моменты, на которые предстоит, может быть, ответить в ближайшие годы. То есть что ждет наших детей, будут ли у них тетради или электронные блокноты. Ну, посмотрим, жизнь покажет. Первое слово я хочу предоставить Виктории Александровне для приветствия. Ну и, наверное, сразу начнем. Магомед Мусаевич, потом еще. Виктория Александровна, пожалуйста, вам слово. Сюда, Виктория Александровна. Уважаемые коллеги, уважаемые участники площадки, уважаемые участники форума, хочется поприветствовать вас от имени Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, от имени Натальи Алексеевны Михальченковой. Она очень хотела успеть заехать сегодня и посетить нашу площадку. Мы действительно, как сказал Вячеслав Алексеевич, очень надеемся на то, что у нас будет некая дискуссия. Правильно был поставлен вопрос о том, что такое информатизация, что такое цифровизация, что такое, может быть, какой-то иной процесс, электронное, мобильное обучение. На самом деле мы этими вопросами так или иначе занимаемся очень давно, и сейчас, наверное, термин информатизация как таковой, который Республика Коми, наверное, более так серьезно начала изучать и погрузилась во все эти процессы, наверное, этот термин у нас на слуху и в работе, наверное, как минимум 2012 года. Понятное дело, что в рамках нацпроекта образования, федерального приоритетного проекта, нацпроекта образования, мы очень много сделали для республики, но это была другая республика, это была другая страна, это были другие условия, и тогда нам было достаточно того минимального доступа к сети интернет, тех минимальных ресурсов, и совершенно другие компетенции были востребованы нашими образовательными организациями, нашими обучающимися, воспитанниками, в принципе, гражданами нашей страны. Сейчас мы ведем речь совершенно о другой стране, о другой республике, о другой образовательной организации, совершенно о других гражданах, вне зависимости от возраста и уровня образования. Поэтому мы планомерно с определенного времени поэтапно перестраиваемся на те условия, на те тенденции, на те запросы, которые нам представляет общество. Поэтому эти запросы, я не говорю проблемы, эти задачи, и мы призваны сегодня с вами обсудить. Я желаю удачи нашей площадке и очень хочу, чтобы мы действительно с вами очень хорошо поработали. Я прошу вас не стесняться и задавать вопросы, и ставить проблемы, а проблем в наших образовательных организациях накопилось достаточно много. Да, именно тех проблем, которые связаны с новым термином, который является цифровизация образования. Спасибо. Так, коллеги, первое слово предоставляю Магомеду Мусаевичу, доктор педагогических наук, Институт стратегии развития образования РАО, город Москва. В большей степени. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Большое спасибо за приглашение и предоставленную возможность участвовать во всех мероприятиях очень замечательного, прекрасно организованного форума. Большое спасибо Наталье Алексеевне за это приглашение, которое была пригласила еще в Москве. И здесь встреча в Институте развития образования. Мне очень приятно сегодня изложить
свое видение, представление в направлениях информатизации образования с точки зрения основы этой информатизации, основы цифровизации и что остается вне поля зрения, прежде всего, преподавателя, педагога, целыми образовательными учреждениями. С самого начала своей профессиональной педагогической деятельности я постараюсь уложиться 8-10 минут в общем целом и на вопросы ответить. С самого начала своей профессиональной педагогической деятельности это было первое поступление в компьютерных классов Ямах, и с тех пор, как бы, идя в ногу с развитием технологической основы информатизации образования, я периодически сталкивался, что отстаю самих этих технологий, которые можно использовать и эффективно использовать в образовательном процессе. Почему? Потому что, осваивая сами технологии, мы в личном опыте сталкиваемся, потом осознаем, что сам процесс интеграции педагогических и информационных технологий остается вне такого достаточно внимания, поле зрения нашего внимания. А много лет назад единственным контентом, как принято сейчас говорить, содержательным учебным предметом было единственный и учебник. Там учебник единственный. Это учебник был и в руках учителя, и учебник был в руках ученика. А с 80-х годов контент чуть-чуть расширился только в сторону помощи учителя. А это тот же учебник ученику, учебник учителю, мы еще дополнительно некий учебник методической рекомендации учителю по этому предмету в помощь, и все. И вот с 90-х, середины 90-х, не само с 85-го года с введением основы информатики и вычислительной техники школьный курс как предмет изучения и обучения. Вот. А с середины 90-х, когда появились первые возможности представления содержания учебного предмета в оцифрованном виде. Образовательное пространство Российской Федерации громоздко, инертно. Не все школы, вузы имели возможность приобрести технику, не все вузы, школы имели возможность получить, прямо скажем, приходили подготовленные кадры. Была единственная возможность оцифровать и каким-то образом облегчить труд преподавателя. Это продолжалось до середины 2000-х годов. Когда впервые появились мультимедиа-технологии, мы решили были, что настала такая эпоха, эра, можно все и подряд оцифровать и использовать в учебном процессе. Это не совсем так оказался верным шагом. И опять у нас сейчас лозунг «Цифровое образование для цифровой экономики». Недавно на заседании отделения философии и истории педагогики от Российской академии образования была дискуссия, и выступающие, и там решили посчитать, сколько решений, постановлений принято локально, на государственном уровне. Их посчитали больше 28. Только формируется концепция, и думаю, что в ближайшее время, в течение 2-3 лет, как всегда, аврально, если будем выполнять указ президента, или его, сейчас я даже назову это, с собой взял, вот, послание президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года реализации программы «Цифровая экономика» была объявлена магистральным путем развития страны на ближайшие десятилетия.
У нас, естественно, появились центры, которые работают над этим посланием, поручение президента, и сразу образовались 5 центров компетенции. Технологии, инфраструктура, нормативно-правовое регулирование, безопасность, кадры и образование. Во всех этих моментах всегда присутствует образование и образовательные кадры. Почему? Потому что все, что происходит в обществе, это влияет на образование. Образование, оно как система открытая, самоорганизующая, имеет внутренние и внешние факторы влияния. Внутренние – это самопотребности образования, подготовить. Это как некий канал передачи культурных ценностей, знаний из предыдущего поколения к следующему поколению. Это внутренние потребности формирования культуры, личности, а внешние – это социокультурные ситуации, состояние общества. И в этой связи я хотел бы обратить внимание, что в последнее время огромное внимание оказывается следующим направлением, вопросом представления образовательного пространства в настоящее время это в киберпространстве. Пространственное представление в сфере образования имеет несколько направлений, но оно в любом случае имеет 3 очень важных составляющих, на мой взгляд. Это, прежде всего, представление, это субъекты образования. Кто такие субъекты образования? Это мы, носители и получатели образовательной информации, который считается базовым измерением представления образовательного пространства в киберпространстве. Второе измерение – это образует средства обучения, информационные, электронные, образовательные электронные ресурсы и ресурсы медиа. И третье измерение, которое я хотел бы отметить, это электронные технологии, средства коммуникации. Каждый из этих измерений имеет свое представление во множестве постоянных и переменных измерений, имеющих самостоятельную значимость. Ну, отсюда вытекает один важный вопрос. А какова роль информационных и коммуникационных технологий в этих измерениях? Всего лишь оцифровка знаний, представление информации, создание медиа-среды. Здесь сразу привожу пример. Есть опрометчивые попытки растворить предмет информатика. Буду скрывать интересы лоббирования внедрения робототехники, производителя этой техники, образовательных учреждений. А основа изучения, цель изучения информатики в чем? Не просто овладение этой техникой и технологией, а формирование основы информационной культуры любого обучения личности. Появилась экономическая информатика, биологическая информатика, историческая информатика. Каких только информатик не появилось. В любом случае, мое убеждение, это и я не считаю, что это истина, но имеет право на это, что представление образовательного пространства в киберпространстве и само учебно-образовательный процесс в любом современном образовательном учреждении всегда присутствует педагогика, дидактика. Мы знаем, что у нас было 138 педагогических вузов. Осталось 31. Вузов имеют 5 институтов. У нас скоро, через 6-7 лет, будет нехватка педагогических кадров. Это аукнется. Единственным особенностью этих педагогических наших вузов было, все много кто учился, знает, что была педпрактика. 2 раза проходили. Обязательное условие было, если даже человек шел на красный диплом, если он педпрактик получил 4 или 3, он не получал красный диплом. Настолько статус был хороший. Методика преподавания.
предмета и реализации межпредметной связи. Вот эта дидактика играет огромную роль. Это почему? Почему я говорю? Потому что интеграция педагогических и информационных технологий без методики фактически обречена. Мы можем просто не рассматривать эффективность этой технологии обучения. И обязательно этот элемент должен присутствовать в профессиональной педагогической деятельности любого преподавателя. И в конце хотел бы обратить внимание, что много, и такой важный момент, федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет 3 требования. Да? К структуре основной образовательной программе, требования к результатам и требования к условиям реализации. Когда результат – это определенная деятельность присутствует. Если деятельность человека происходит в какой-то среде, если образовательная деятельность преподавателя происходит в этой среде, там есть учебно-методическое обеспечение, само содержание. Это все образует информационно-образовательную среду. Эта информационная образовательная среда, чтобы представить в настоящее время, вот, как мы говорим, в образовательном пространстве, то мы должны еще рассмотреть это вот основное направление, которое сейчас вот, хотел бы в заключение отметить, смарт-образование. Смарт-образование встроенными интеллектуальными технологиями, техника, смартфоны, компьютеры, они не могут эффективно реализоваться без опоры, которые вот мы часто за видимым эффектом новых технологий забываем, без медиа-среды. Вот, каждого преподавателя объяснить, что медиакультура является основой вот, как бы современного направления представления образовательного пространства, медиакультуры как составляющие содержание его профессиональной педагогической деятельности упускают. Смарт-образование базируется на смарт-средствах, смарт-технологии, но вместе с тем это смарт-технологии, создавая виртуальную реальность, уводит многих эту реальность. Окружающий мир, реальный мир мы не все можем осознать, ощутить никакими чувствами, как бы ни старались. Виртуально можно моделировать. Это модель, некая модель реальности, в которой мы находимся. Это в реальности, в виртуальной реальности человек уходит. Не только дети уходят, мы сами уходим. Мы не замечаем, как 3-4 часа сидим. В кафе приходит молодая пара, вечером, днем-то пусть будет, сразу уткнулись в смартфон. Поговорите, делайте комплимент, то скажите. Сидят двое, меня это удивляет. Неужели нет возможности в таком месте сидеть и работать с смартфоном? Извините, что-то немножко, потому что это засасывает. Это вот этот эффект возможности и доступности всего тут же приводит к тому, что мы реально забываем ту содержательную часть, содержательную часть преподавания, содержательную часть предмета образовательной области, который надо донести до обучаемого. Еще один момент в заключение хотел бы сказать следующее. Компьютер с помощью программного обеспечения, смарт, отличие от мультимедиа-технологий, смартом, интегрированными интеллектуальными системами, сама может обрабатывать технологии, может обрабатывать информацию, выдать новое, рисовать, красиво синтезировать речь, выдать эффекты. Но педагогическое, человеческое общение, ощущение коллектива, диалог культуры взрослого, младшего, старшего, нынешнего поколения ощутить ни одна технология этого не может.
человеческим чувством, человеческим вниманием, заботой, тепло ощутить ни одна технология не может. Этого точно никогда ни одно образовательное какой бы технологии ни было, представить его в виртуальном пространстве не может быть. И в заключение хотел бы сказать следующее. Много интересного вносят эти технологии, много возможностей представляет, но в каждом из нас есть талант представления о своей деятельности, своей значимости в учебно-воспитательном процессе. Вот это всегда сохранить и с собой нести в аудиторию, в классе. Это всегда надо знать и чувствовать. Спасибо, что я упустил силу ограниченного времени. Я еще хотел бы много чего сказать насчет распределенного контента. Время ограничивает, потому что особое внимание профессиональной педагогической деятельности играет вопрос создания распределенного контента для образовательных. Вот этот момент, но времени ограничено. Спасибо. 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 Давайте. Так, следующее слово предоставляется Виктории Александровне Быстровой, начальнику отдела общественной безопасности, информатизации Министерства образования и науки Республики, молодежной политики Республики Коми. Уважаемые коллеги, мы с вами, как я уже сегодня говорила, не первый раз рассматриваем этот вопрос. Мы с вами давно занимаемся вопросами информатизации образования. У нас итоги реализации концепции информатизации образования в Республике Коми рассматривались на 2 межрегиональных конференциях в 2015 и 2016 годах, которые у нас действительно носили статус межрегиональных, принимали участие представители других субъектов нашей страны. Несмотря на то, что концепция на данный момент она завершила свое действие, она утратила силу, но мы, тем не менее, в рамках этой концепции планомерно работали по 3 основным направлениям. Они представлены сейчас на слайде и прежде всего были направлены на то, чтобы была развита ИКТ-инфраструктура образовательных организаций. Мы особенно плотно занимались этим вопросом именно, наверное, с 2008 по 2013 год. Самые масштабные поставки компьютерного оборудования, мобильных устройств, они были осуществлены в 2013 году. У нас более 102 миллионов тогда было выделено средств с учетом регионального и федерального бюджетов. И плюс еще, конечно, мы в этой цифре не учли муниципальные бюджеты. Тем не менее, сами образовательные организации, они также работали, и муниципалитеты работали над этой задачей. Было принято решение о реализации или развитии организационно-методического обеспечения информатизации образования. У нас данным вопросом занимается соответствующий мой отдел в Министерстве и Центр информационных образовательных технологий в Институте развития образования. Все это было направлено на то, чтобы планомерно заниматься формированием, повышением уровня ИКТ-компетентности участников образовательных отношений. Далее, я бы хотела сказать, что Республика Коми, она, как некоторые другие субъекты, но далеко не как все, подавляющее большинство, в принципе, субъектов нашей страны, очень сильно отличается. У нас расстояние от Сыктывкара до Воркуты, крайней точки, практически 1000 километров. Это столько же, сколько от Сыктывкара до Москвы. Наша республика, она очень растянута, она очень большая, географически сложная. Это накладывает определенные трудности и сложности в развитии инфраструктуры, которая касается непосредственно не только того, что творится в самой образовательной организации, но и то, что позволяет ей выйти в онлайн. И из тех
даже если взять цифру, что у нас 337 общеобразовательных организаций, надо отметить, что треть, 104 организации, это малокомплектные школы, в которых учатся не так много обучающихся, и тем не менее мы обязаны в рамках 273 федерального закона, так же как и всем остальным, предоставить качественное и доступное образование, которое реализовывается на основе современных технологий. Мы также с 2016 года не совместно с, сейчас уже Минпросвещения, но параллельно федеральному проекту, на тот момент еще Минобрнауки Российской Федерации, работали над реализацией регионального приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда». Мы, в отличие от федерального проекта, ставили себе несколько другую задачу. Я вот об этом говорила в рамках форума в прошлом году, но я хочу повторить, потому что это очень важно для перехода уже непосредственно к теме моего выступления. Если в федеральном проекте задача стояла создание условий в принципе для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан, то мы в этом проекте, как и другие субъекты, не были заявлены и в принципе вообще не предполагалось участие субъектов в этом федеральном проекте. Мы реализовывали свой региональный приоритетный проект, понимая, что в Республике Коми должна быть создана некая точка входа на все наши региональные инструменты, ресурсы, сервисы, все, что нами здесь наработано в рамках региональной политики или на уровне образовательной организации. И, естественно, должна быть точка выхода на те ресурсы, которые полномерно создавались и развивались в рамках федерального приоритетного проекта. Поэтому мы сегодня еще будем слушать доклад по внедрению российской электронной школы, это федеральный ресурс, на который мы сейчас имеем выход. Мы будем рассматривать вопросы онлайн-обучения и так дальше. Но тем не менее мы в Республике Коми такую точку входа-выхода создали. В 2016 году мы разработали техническое задание. Нашими постоянными партнерами в этом процессе, конечно, является администрация главы и Центр информационных технологий, которые помогли нам и предоставили площадку для создания образовательного портала Республики Коми. Задачи этого проекта представлены на слайде, я не буду их озвучивать. Почему? Потому что портал, он уже с 1 сентября 2017 года введен в опытную эксплуатацию. Мы его не переводим в никакую другую эксплуатацию, потому что это такой постоянно развивающийся ресурс, в котором постоянно добавляются все новые сервисы, новые ресурсы, мы никак не можем остановиться и определить для себя, что все как бы вот это конечно. Наверное, это правильно, и мы перейдем к следующему этапу, проведем его в промышленную эксплуатацию. Но тем не менее, те задачи, которые мы перед собой ставили, они все были решены на данный момент. Точка входа-выхода создана, созданы условия для разработки курсов дистанционного обучения. И сегодня единую систему дистанционного обучения будет презентовать как раз Вячеслав Алексеевич Лешок. Созданы возможности для предоставления услуг в электронной форме. Это некое единое окно и некий ресурс, в котором можно найти все, что нужно для образовательного процесса. Обращаем внимание, что те ресурсы и сервисы, которые в частности, услуги, которые мы переводили в электронную форму, они размещены задействованы в рамках государственной информационной системы Республики Коми электронное образование. Но, тем не менее, опять же, с помощью Центра информационных технологий были созданы удобные интерфейсы для граждан нашей республики, для того, чтобы они могли, имея некие уникальные странички, например, там дети11.рф, да, для летнего отдыха, или, например, школа 2018.рф, могли через эти сервисы перейти на непосредственно формы написания заявлений, и эти заявления уже направляются туда, куда им нужно, направляются на нашу информационную систему. Но для того, чтобы гражданам не нужно было каждый раз запоминать, а какой точно адрес сети интернет отвечает, например, за то, чтобы подать заявление в детский оздоровительный лагерь, или какой ресурс нужно найти для того, чтобы подать заявление в 1 класс.
Для этого именно на портале создано единое окно в сервисы, в котором представлены абсолютно все ссылки на все инструменты, на все формы заявления, на все автоматизированные информационные системы не только регионального, но и федерального уровня, для того, чтобы, зная всего лишь один адрес в сети интернет comeedu.ru, можно было туда зайти и любую ссылку для себя найти. Это очень важно для граждан республики, очень важно для нас, и мы знаем, куда нам нужно обратиться, чтобы найти то, что нам нужно. Работая над порталом, мы также задались такой мыслью и целью, когда встал вопрос о том, что у нас очень много малокомплектных школ. У нас есть проблема, когда не хватает учителей-предметников и даже непредметников, да, в образовательных организациях. У нас остро стоит сейчас проблема учителей русского языка, иностранного языка, учителей физики и даже в городских школах. Да. У нас стоит очень остро проблема в учителях начальных классов, несмотря на то, что мы планомерно готовим и принимаем студентов по целевым договорам для того, чтобы они потом возвращались в образовательные организации. Что делать в этом случае? Мы, конечно, недавно я прочитала статью, в которой, по-моему, в Омской области презентовали единую систему дистанционного онлайн-обучения, и я прочитала те комментарии, которые написали граждане вот к этой статье. Они написали: да, наверное, дистанционное онлайн-обучение – это хорошо. Как вы сказали сегодня, никто не заменит живое общение, да, никто не заменит учителя, никто не заменит личное участие и внимание каждому обучающемуся. Это очень важно, очень принципиально. Но что делать, если вот проблема существует? Надо искать варианты ее решения. И эти варианты, они могут вот в нашем случае, в случае республики, рассматриваться не только с точки зрения действительно эффективного использования дистанционных технологий, онлайн-технологий. Если действительно мы не можем решить вопрос с закрытием вакансий в образовательных организациях, мы все равно должны этот вопрос так или иначе решать. Поэтому, когда мы стали рассматривать этот вопрос, то единое окно, которое было создано, и та единая система дистанционного обучения в Республике Коми, она есть как инструмент, но на данный момент она не в полной мере задействована, мы ее только будем презентовать, да, сегодня. Нам бы хотелось, чтобы это единое информационное образовательное пространство, которое на региональном уровне поднимается как задача, и на региональном уровне нами поддерживается и также рассматривается как региональная задача. Мы должны понимать, что все уровни образования, и федеральные, региональные, и муниципальные, и уровни образовательной организации, они все должны быть задействованы. Учитывая, что нам никуда не деться от дистанционных онлайн-технологий, мы возвращаемся к 273-му федеральному закону, в котором написано, что любая образовательная организация, которая использует в своей деятельности дистанционные технологии, обязана создать электронную информационно-образовательную среду. Для того, чтобы помочь образовательным организациям, мы вместе с Институтом развития образования хотели разработать для разных типов образовательных организаций некие типовые положения об этой электронной информационно-образовательной среде. Разрабатывая эти документы, мы пришли к такому мнению, что невозможно разработать типовое положение в отрыве от республики и в отрыве от федерала, да, от Минпросвещения в данном случае. Это невозможно сделать, это не замкнутая какая-то экосистема, да? Это электронная информационная образовательная среда, которая, имея свои собственные инструменты, любой учитель, мы знаем, вправе выбирать сам для себя инструментарий в части средств контроля, средств обучения и так дальше. Тем не менее, он в рамках региональной, федеральной политики и в тех инструментах, которые создаются на региональном, федеральном уровне, не только может, но и обязан в первую очередь обращаться к ним. Поэтому мы приостановили процесс разработки этих типовых положений об электронной информационно-образовательной среде образовательной организации и вышли на новый документ. Мы долго смотрели, общались с Минпросвещения. На данный момент на федеральном уровне концепция
единой информационной образовательной среды Российской Федерации, она была в разработке, но не утверждена. Мы понимали, какие в принципе цели и задачи там ставились, но тем не менее мы перешли к разработке положения о единой информационной образовательной среде Республики Коми. И в это положение мы включили, и, вернее, отметили структуру единой информационной образовательной среды Республики Коми и предложили некий типовой набор инструментов и сервисов, который может быть задействован в образовательной организации. Поэтому это означает, что каждая электронная информационная образовательная среда образовательной организации, она как сегмент единого информационного образовательного пространства региона должна включаться в единую информационную образовательную среду нашей страны, Российской Федерации. Обособленно развиваться образовательная организация не может, и это неэффективно. Мы можем развиваться только тогда, когда мы работаем в одном едином этом пространстве. Структура единой информационной образовательной среды Республики Коми, которая как раз прописана в положении о ней и утверждена распоряжением правительства Республики Коми, она представлена на слайде. Есть те базовые системообразующие компоненты, и их 4. Это, безусловно, государственная информационная система Республики Коми, электронное образование. Это не только система, в которую мы, как сейчас говорят, цифровизовали, да, и информатизировали образовательный процесс. Это тот сервис, который позволяет нам анализировать то, что происходит в нашей образовательной организации, видеть, что у нас западает, принимать взвешенные управленческие решения, и более того, это система, которая нам позволяет переводить процессы предоставления услуг в сфере образования в электронную форму. Иные компоненты или элементы единой информационной образовательной среды Республики Коми тоже представлены на слайде, но сюда, как я уже говорила, могут включаться непосредственно то, что используется конкретно образовательной организацией. То есть иные компоненты, любая образовательная организация вправе в свое положение включать то, что она считает необходимым для использования в своей работе. Если брать электронную информационно-образовательную среду образовательной организации, то, как видите, системообразующие должны быть в любом положении, а основные элементы, федеральные, региональные, может быть разработанные, собственно, непосредственно самой образовательной организации, они включаются именно вот сюда. Презентация будет представлена, я думаю, на сайте, да, конференции, форума, извините. Поэтому можно не записывать, да, а просто потом ее взять для себя, для работы. Ну и переходя вот уже к той теме, которая была заявлена в моем выступлении. Региональная составляющая федерального приоритетного проекта «Цифровая образовательная среда». Если ранее был федеральный проект «Современная цифровая образовательная среда», в котором не предполагалось участие регионов, то сейчас в новом проекте, который будет реализовываться с 2019 по 2021 годы, субъекты предполагаются, и более того, они активные участники реализации этого проекта. И на слайде я отметила те основные направления, в которых те основные мероприятия, в которых мы, Республика Коми, обязательно будем участвовать. Это не означает, что у нас нет, опять же, своей вариативности, да, своей уникальности Республики Коми. Но это те мероприятия, в которые мы будем заявляться. И во всех этих мероприятиях участие субъектов, как мы понимаем, будет осуществляться на конкурсной основе. То есть мы, Республика Коми, будем везде заявляться на эти конкурсы. Сами мероприятия я бы условно разделила здесь на несколько блоков. Первый блок посвящен, возвращаемся, наверное, к первому слайду, с которого я начала. То, что мы делали в рамках реализации концепции информатизации образования в Республике Коми, это непосредственно инфраструктура, ИКТ-инфраструктура образовательной организации. Сюда, в первую очередь, на федеральном уровне будет в 2019 году разработана и утверждена целевая модель цифровой образовательной среды. Эта целевая модель должна быть внедрена в идеальном варианте, да, во всех образовательных организациях нашей страны, но, естественно, Республика Коми тоже будет заниматься этим вопросом. Эта целевая модель предполагает не только, вот первый блок я сказала, инфраструктура,
не только создание материально-технической базы образовательных организаций. Уже сейчас мы с вами должны понимать, что мы понимаем под этой инфраструктурой, потому что то, что мы делали вплоть до по 2013 год, сейчас уже нужно менять эти подходы. Этот инструментарий, он может быть не совсем актуален. Никто не отменяет компьютерные классы, мобильные классы, никто не отменяет мультимедийное оборудование и так дальше. Но интерактивные доски кто-то использует в полную меру, а кто-то использует их не по назначению. Мы все это признаем. Проблема в компетенциях, проблема в программном обеспечении, которого более чем достаточно сейчас, в том числе и бесплатного. Разные есть ситуации, но тем не менее мы должны пересмотреть сам подход к инфраструктуре. Что нам необходимо? Это, безусловно, локальные сети внутри, то есть это развертывание системы управления внутри образовательной организации. Как задача и отдельным, таким вот здесь отмечен оранжевым цветом, да, я отметила те мероприятия, которые идут в пересечении с приоритетным национальным проектом «Цифровая экономика». Это обеспечение интернет-соединением. То есть для городских школ, для городских образовательных организаций это не менее 100 мегабит. Если изначально, когда еще разрабатывался проект паспорта, федерального проекта «Цифровая образовательная среда», стояла цифра не менее 10 мегабит, и вы наверняка все получили приказ министерства о том, чтобы расшириться, да, до 10 мегабит хотя бы, то сейчас стоят совершенно другие задачи. Не менее 100 мегабит для городских школ и не менее 50 мегабит для сельских районов и даже для поселков городского типа. То есть если образовательная организация расположена в такой местности. Это серьезная задача, и мы должны понимать всю степень ответственности, которая ставится перед нами. Для чего расширяется именно до такой степени интернет в образовательных организациях? Именно для того, чтобы мы могли не только внутри офлайн, мы могли работать онлайн. Работать онлайн, и это постоянное повышение компетенций не только обучающихся, но и педагогов, непосредственно самих работников образовательных организаций. Создание центров цифрового образования детей IT-куб. Это такое новое, скажем так, направление, и вот в сентябре первый такой центр был открыт в Волгограде. Это некая площадка, она чаще всего реализуется на базе организации дополнительного образования. Эти IT-клубы, они предназначены для того, чтобы развивать компетенции обучающихся в части программирования, робототехники. Это некие зоны для совместной коллективной работы. Это те ресурсы, которые позволяют заранее, как в кванториуме, подобранным, обученным педагогам заниматься не со всеми подряд детьми, а только с теми, которые прошли некое тестирование, некий экзамен на то, чтобы получить право заниматься в этом IT-клубе. То есть это работа с определенной категорией, мы говорим, одаренных, да, детей, которые занимаются узконаправленными направлениями в части ИКТ. Это основная задача этих клубов. Мы, Республика Коми, также будем заявляться на конкурс по созданию такого центра. Я говорила, что сейчас, вот, по-моему, в 12 субъектах в 2018 году такие центры создаются. Но вот первый был открыт в Волгограде. Следующий блок мероприятий я бы отнесла уже не сколько к инфраструктуре, сколько к содержанию образования. Это связано с наполнением, обновлением, развитием и переформатированием того, что мы даем и как мы даем нашим обучающимся. В первую очередь это в чистом виде написано в утвержденном уже паспорте национального проекта образования. И именно в части мероприятий по цифровой образовательной среде это обновление, информационное наполнение открытых и общедоступных информационных ресурсов. Причем в этом мероприятии также заявлено участие субъектов. Что мы под этим понимаем? Мы понимаем некие федеральные платформы, мы понимаем, что мы не оставляем свои ресурсы, и наша единая система дистанционного обучения она будет работать, но мы понимаем, что мы должны включаться, и уже в 2018 году реализовывать эти мероприятия со своим контентом, со своими потенциальными
обучающимися, как, я имею в виду детей, да, непосредственно кто учится в образовательных организациях, так и обучающиеся, я здесь имею в виду самих педагогов, которые проходят переподготовку профессиональную или курсы повышения квалификации, в этот федеральный контент. Формирование индивидуальных портфолио обучающихся на созданной платформе «Современная цифровая образовательная среда». Такой вариант мероприятия уже, наверное, частично реализовывается в рамках российской электронной школы, но тем не менее мы предполагаем, что некая платформа единая, она будет создана. На данный момент мы, я в частности не владею информацией, как это будет реализовываться. Может быть, вы, как федеральный эксперт, нам подскажете, что именно здесь будет иметься в виду. Но тем не менее мы, когда реализовывали проект по созданию подсистемы, да, регионального сегмента федеральной государственной информационной системы контингент обучающихся, мы тогда уже закладывали вот этот функционал и сервис по формированию портфолио. Это портфолио сейчас в рамках государственной информационной системы электронное образование у нас уже есть. Оно, может быть, требует переосмысления, может быть, у вас будет предложение, как еще или как более эффективно выстроить работу по его формированию, но тем не менее, должна сказать, что портфолио нам сейчас очень важно для работы по направлению одаренные дети. Это портфолио означает, что и вот федеральная политика говорит о том, что у нас нет неодаренных детей, у нас каждый ребенок одарен. Но главная задача образовательной организации, начиная с дошкольного уровня, вовремя понять, в чем, собственно, эта одаренность. Попытаться ребенка направить на разные направления, понять, что ближе ему и в чем он может себя проявить, и дальше, переходя с уровня на уровень образования, продвигать его развитие, имея уже информацию о том, что где-то каких-то результатов достиг. Вот это вот основная задача этого инструмента. Включение в работу платформы навигатора и набора сервисов непрерывного образования. И вот здесь вот я веду пересечение еще с двумя мероприятиями. Это повышение квалификации в области современных технологий онлайн-обучения и профессиональная переподготовка руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти. Вот говорят, век живи, век учись. Да? Это касается не только наших детей, это касается нас самих. Мы постоянно находимся в постоянном профессиональном развитии. Как только мы перестаем профессионально развиваться, значит, наверное, мы уже немножко должны по-другому поменять, наверное, вид деятельности, и мы должны этим вопросом заниматься. Повышение квалификации в области онлайн-обучения. Понимая, что одной из задач национального проекта «Цифровая экономика» одной из задач является подготовка кадров для цифровой экономики. Эта цифровая экономика, и эти кадры для цифровой экономики, они не могут взяться из людей, которые сами по себе не подготовлены. Мы должны начинать готовить эти кадры, начиная с наших образовательных организаций. И переходя уже на более высокий уровень образования, эти кадры, они, имея за плечами опыт работы с современными инструментами, сервисами и с инструментарием, конечно, мы понимаем, что такие кадры будем формировать. На федеральном уровне должны быть утверждены профессиональные образовательные стандарты, должны быть внесены изменения соответствующие. Мы будем в этом участвовать и будем к этому готовиться, но на данный момент уже на 2019 год на федеральном уровне ставится задача по повышению квалификации в области современных технологий онлайн-обучения. Особенно хотела бы отметить вот это мероприятие по профессиональной переподготовке. Вот уже сейчас, вот если говорить о органах исполнительной власти, пришло письмо от Министерства цифрового развития о том, чтобы делегация от Республики Коми приняла участие в профессиональной переподготовке по направлению цифровая экономика. То есть эти задачи и эти мероприятия, которые на федеральном уровне были поставлены, они уже сейчас начинают реализовываться. И это все, в том числе это обучение, оно обязательно коснется образовательных организаций, руководители должны будут начать тоже мыслить по-новому. Вот буквально вчера я выступала по вопросу о комплексной безопасности на совещании с интернатными учреждениями. Говорила там одну фразу, которую я хотела бы сегодня повторить. Все начинается с руководителя.
Вот если есть личная заинтересованность руководителя, если руководитель понимает и правильно ставит перед собой задачи, значит, сама образовательная организация также будет развиваться, соответствуя и следуя этим задачам. Если руководитель не может или не хочет включаться в этот процесс, то и сколько ни толкай снизу, наверное, будут определенные препоны, будут определенные препятствия. Это не будет происходить так, как должно происходить на самом деле. Ну и последнее мероприятие – это внедрение механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах. То есть должен быть виден эффект той работы, которую мы проводим. Да, надо было первым пунктом поставить. Но знаете, как обычно в образовании говорят, есть входной контроль, да, а есть итоговый контроль. Вот, и если брать вот входной контроль, давайте разберемся, что у нас сейчас происходит с инфраструктурой. Мы понимаем, я не случайно ведь назвала сегодня, я очень ждала в конце выступления проблемный вопрос, что будет сейчас, да, почему после 2015 года мы ничего не поставляли. Вот, потому что мы сейчас посмотрели ту информацию, которая нам была представлена вами же в отношении ИКТ-инфраструктуры. Мы прекрасно понимаем, что порядка минимум 80% компьютерной техники нам следует заменить в образовательных организациях. Молодцы те муниципалитеты, которые самостоятельно работают в этом направлении, но мы пока не поставляли, и у нас не было финансовых возможностей это поставлять. Но должна сказать, что на федеральном уровне этот ведь вопрос тоже поднимается. И когда я говорила о создании материально-технической инфраструктуры, уже сейчас мы должны сформировать на основе коммерческих предложений определенные цифры, сколько конкретно нашей республике необходимо средств для того, чтобы эту ИКТ-инфраструктуру сформировать. То есть на федеральном уровне этот вопрос поднимается, и мы ждем, конечно, в рамках софинансирования с республикой это будет происходить, но мы ждем предложения, объявления конкурса, мы будем участвовать для того, чтобы поднять этот уровень в наших школах и в садиках, и в организациях дополнительного образования, и, конечно, в профессиональных образовательных организациях. На этом, пожалуй, я готова закончить свое выступление и готова ответить на вопросы. Спасибо, Виктория Александровна. Давайте поблагодарим. Можно вопрос? Да. Информация, какие субъекты федерации в России находятся в списке лидеров. В списке лидеров? Знаете, когда мы общаемся с информатизаторами, скажем так, да, на региональном уровне из разных субъектов, у всех идет по-разному. Конечно, есть те субъекты, которые изначально закладывали большое финансирование. Согласитесь, когда в школе у каждого педагога есть ноутбук, это мотивирует. Когда нужно приходить в учительскую, занимать очередь, и дай бог, чтобы в учительской были ноутбуки, да, такие электронные учительские, это тоже как-то мотивирует, но не так сильно, как если бы у него был свой. Или когда, например, в образовательной организации, ну, в принципе, ну, вот, кроме как там, с какого-то одного устройства у секретаря, больше невозможно поработать. Это тоже мотивация. Вот один из таких субъектов, который, ну, системно всегда подходит к этому вопросу, это Татарстан. Вот они изначально ежегодно закладывают очень большое финансирование на этой цели. Они изначально дарили каждому учителю ноутбук для того, чтобы он мог работать. Это системный подход. И это действительно мотивирует. Есть субъекты, которые по разным направлениям деятельности тоже уделяют большое внимание. Возьмем, например, Забайкальский край. Они тоже пошли по нашему пути. Вы все помните, что у нас была внедрена система контент-фильтрации на региональном уровне. У них тоже на региональном уровне такая система внедрена и функционирует. То есть они тоже пошли по этому пути, и как бы они пошли еще дальше. То есть у них интернет полностью для всех образовательных организаций в рамках одного конкурса предоставляется подведомственным, ну, Министерству образования, там, наверное, да, Забайкальского края, учреждениям. То есть каждая образовательная организация там договор на интернет не заключает, у них единый договор на всех.
То есть есть вот такой подход. Вот этот вариант очень нравится. У многих, так же, как и у нас, реализованы системы дистанционного обучения. Практически, ну, нельзя отметить какие-то субъекты, в которых это не сделано, это была федеральная задача, и нельзя было ее не сделать по дистанционному обучению детей-инвалидов. Да? Это везде реализуется. Ну и еще очень много направлений. Ну вот сказать, что, допустим, например, наверное, лет 7 назад буквально мы были в комитете по образованию Санкт-Петербурга. У них нет таких проблем, как у нас, например, с графической удаленностью, да, населенных пунктов, когда нужно протягивать за миллионы. Например, недавно пришла с Сыктывкарского района, да, чтобы там дотянуть интернет широкополосный до нескольких школ, нужно 46 миллионов. Да. Понятное дело, никто не выделит эти деньги. То есть, ну, у них нет таких проблем, поэтому у них и тогда уже было не менее 10 мегабит 7 лет назад, да, в каждой образовательной организации. То есть все это зависит от разных вот таких вот нюансов, от разных сложностей, но некоторые субъекты, они действительно, на мой взгляд, ну, нет, может быть, не сколько являются лидерами, но нам нужно, наверное, брать с них пример. Вот. Но если брать, допустим, Республику Коми, мы, я считаю, тоже в лидерах. Может быть, не сколько в части инфраструктуры, я уже говорила, да, мы очень занимаемся сейчас этим вопросом. Но, например, когда внедрялась государственная информационная система электронное образование, это было не на основе каких-то, а вот давайте вот с этой, ну давайте с этой, да, компанией будем сотрудничать, или, допустим, давайте вот такой вот сервис реализуем для дошкольного образования, а вот этот инструмент возьмем для общего образования. Республика Коми один из немногих субъектов, который комплексно подошел к этому вопросу. У нас единая система, и есть несколько подсистем, которые заведомо интегрированы друг с другом, и у нас нет необходимости в несколько систем что-то вносить. Возьмем систему показателей электронной очереди, да, которую мы ежемесячно выгружаем, даже ежедневно выгружаем. Некоторые субъекты до сих пор решают проблему, как в разных образовательных организациях, в разных муниципалитетах внедрить одну систему, потому что изначально закупались разные решения. И у них сейчас есть проблема стыковки и выгрузки этих показателей на федеральный уровень. То есть мы тоже как бы молодцы, я считаю. И по многим другим направлениям тоже. Еще вопросы? Так, ну все, регламент, давайте. Спасибо, Виктория Александровна. Я хочу предоставить слово для приветствия заместителя министра образования Республики Коми, молодежной политики Максиму Алексеевичу Газову. Максим Алексеевич, Ага. Доброе утро, уважаемые коллеги. Разрешите мне вас всех поприветствовать от руководителя комитета форума образования гражданского общества, поблагодарить за то, что так оперативно удалось сформировать эту секцию, потому что действительно в первоначальном плане мы как-то где-то упустили моменты информатизации, но и Наталья Алексеевна, и коллеги, и Виктория Александровна, отдел, Карьеро наш, замечательно сказали, что без этого вопроса, наверное, современное образование невозможно. Я не буду углубляться в детали, потому что Виктория Александровна очень обстоятельно рассказала о том, что делается в республике. Хочу сказать, что для нас, для министерства, информатизация образования – это не только информатизация самих образовательных услуг, это в первую очередь вообще информатизация всех процессов, которые так или иначе связаны с отраслью. И Республика Коми худо-бедно, несмотря на достаточно скромные возможности финансовые, делает определенные успехи. В этом году мы реализовали, можно сказать, так, 2 пилотных проекта, которые не в каждом регионе даже более достаточным в плане бюджетного финансирования является. Мы в этом году внедрили модуль по выделению путевок в детские оздоровительные лагеря, пусть пока только в стационарные лагеря, но я думаю, что в течение следующего года мы сможем расширить перечень предоставляемых услуг. Да, все там идет не так гладко, как хотелось с первого раза, но тем не менее и разработчики, и наши муниципальные учреждения, и наш отдел делают очень много для того, чтобы совершенствовать эту систему. Кроме того, вы все знаете, наверное, уже как родители, что ввели тоже в числе пилотных субъектов систему персонализированного финансирования в дополнительном образовании. Тоже ее вводим в электронном ресурсе, благодаря поддержке в том числе и нашего Центра информационных технологий. Мы смогли договориться с разработчиками, найти возможности интегрировать эти системы. Вообще глобальная задача у нас
на базе ГИС «Электронное образование» синхронизировать все информационные процессы, которые касаются наших детей, будет это доп. Образование, будет общее образование, дошкольное, профессиональное образование, в том, чтобы информация вся была в одном месте, и по каждому ребенку мы могли бы получить всю информацию. Кроме того, также в начале года мы, наверное, пустили в эксплуатацию модуль по одаренным детям, о чем вчера было рассказано. Поэтому, уважаемые коллеги, я желаю нам всем совместной успешной работе в этом учебном году. Поздравляю всех педагогов с наступающим праздником, всех педагогов средних профессиональных образовательных организаций с наступившим. Ну а нам желаю, чтобы этот учебный год, новый учебный год, стал еще более успешным и в плане информатизации, и вообще в плане успешности наших детей. Большое спасибо гостям и экспертам, которые приехали извне нашей республики, и те, кто будет, сколько знаю, выступать в онлайн. Успехов и плодотворной работы. Спасибо. Коллеги, продолжаем нашу работу. Я предоставляю слово Маниной Кристине Андреевне. Программки у всех есть на руках, поэтому ориентируйтесь. Коллеги, прошу придерживаться регламента, иначе мы теоретически тоже не закончим. Добрый день всем. Очень приятно, что Министерство образования и молодежной политики нас пригласило на этот форум. Если бы я знала глубоко, что он посвящен цифровизации и информатизации, я бы еще 10 человек привезла своих коллег. Да? Но поскольку мы пришли вдвоем, и тема у меня интернет, во многом ее Виктория Александровна уже частично озвучила. Мой доклад будет коротким. Действительно, сейчас у нас в школах совершенно разные подходы к организации доступа к сети интернет. Безусловно, все это завязано на техническую возможность, которая у нас в населенном пункте присутствует. Где-то уже это есть оптика, да? Действительно, широкополосный доступ есть, и добиться тех самых 100 мегабит, которые нам ставят задачи Минцифраз по линии информатизации, по вашей линии Министерства образования, уже несложно. Да? В каких-то школах у нас есть только медные линии связи, то есть у вас есть ADSL там, с максимальной пропускной способностью 2 мегабита в секунду. Где-то до сих пор у нас есть спутники, которые очень дорогие в обслуживании. Там, вы платите, я думаю, порядка 10 тысяч рублей наверняка в месяц. Да? Конечно, хотелось бы все привести к какому-то единообразию, чтобы у всех был широкий доступ, да, чтобы все те сервисы, о которых мы сегодня говорили, функционировали в полном объеме, и не было проблем ни у учителей, да, ни у учащихся в пользовании современными услугами и сервисами. Что нас ожидает в ближайшем будущем? Вот вместе с Викторией Александровной мы недавно были на селекторе, который проводит у нас Минцифраз. Непосредственно нам довели такую информацию, что распределение, да, вот, интернета будет осуществляться совершенно по новому принципу. Если на сегодняшний день развитие сетей связи у нас осуществлялось в рамках программы устранения цифрового неравенства, которую также реализует Минцифраз, определяли населенные пункты с численностью от 250 до 500 человек, и там устанавливали пункт коллективного доступа к сети интернета. Ну, это некий столб, грубо говоря, в деревне, да, куда ставят роутер, и он раздает Wi-Fi зону, ну, небольшую, порядка 50 метров, она бьет, и вот туда дети ходят сидеть в интернет, да, он там бесплатный. Что это дает для школы и для каких-то других социально значимых объектов? Да ничего не дает. Да? То есть огромные миллионы денег, на самом деле, выкинуты вот на вот такую инфраструктуру, но она неэффективна, и, в принципе, Минцифра это признает, да, поскольку сейчас там, полностью сменилась команда, да, они пытаются услышать регионы, которые говорят, что это неэффективно и не нужно, и, в принципе, слышат нас и придумали новую модель. Да? Сейчас в приоритете подключение именно социально значимых объектов к широкополосному доступу к сети интернет. Безусловно, туда входят образовательные организации, входят учреждения здравоохранения, входят различные другие, да, учреждения государственные, муниципальные. Соответственно, наша задача сейчас, да, вместе с ведомственными
ведомствами смежными, вбить до 15 ноября все наши пункты, да, все ваши школы мы туда вбиваем, обозначаем там текущую скорость подключения к сети интернет. Соответственно, дальше все эти данные у нас уходят в федерацию, да, анализируются. И по какому-то принципу, который нам пока, к сожалению, сейчас непонятен, будет определено, сколько финансирования требуется для того, чтобы все эти социально значимые объекты подключить к ШПД, да, к широкополосному доступу к сети интернет. И, соответственно, вот это необходимое финансирование будет доводиться в регионы в течение 5-летнего периода, как нам озвучили. Регион сам будет принимать решение, в каком пункте какую технологию он применит. Да. Мы, конечно же, ориентированы на оптику. И в результате мы за счет наших, то есть региональных вложений здесь быть не должно, да, ну, на наш взгляд, и, по крайней мере, так нам озвучивают сейчас наши коллеги, да, с федерации. То есть как будто бы, да, в течение 5 лет все наши школы, включая малокомплектные, должны получить такую возможность и пользоваться услугами доступа в сеть интернет уже на высокой скорости. Для городской местности это 100 мегабит, действительно, а для сельской местности это 50 мегабит. Вот в силу особенностей нашей республики, действительно огромной протяженности, малой плотности, да, населения, возможно, я допускаю, что где-то будут применяться спутниковые технологии, где будут огромные суммы по именно проведению туда этого непосредственно на кабеле, да, но, конечно, мы будем стараться использовать именно вот технологию оптового окна. Если есть ко мне вопросы, я готова ответить. 100 мегабитный интернет за ту же цену, а то у нас на последней конференции инфокомитета представитель Ростелекома обещал увеличить в 2 раза и увеличивает цены. Насколько Вот, я кстати, знаю, коллеги, увеличили в 2 раза и цену в 2 раза. Насчет Ростелекома. Ростелеком не единственный оператор, да, хоть и, конечно же, он превалирует у нас на Республике Коми, и по факту он, ну, наверное, монополистом его можно назвать. Но, тем не менее, в выборе оператора мы будем свободны с вами, да, это будет, скорее всего, ну, какой-то конкурс, да, кто победит сильнейший, да, и поэтому Ростелеком не панацея, я знаю, что в многих других населенных пунктах, в силу того, что я связью занимаюсь, есть прекрасные местные операторы, которые также эту работу с удовольствием выполняют. И что касается подхода, да, сейчас действительно каждый самостоятельно выбирает провайдера и самостоятельно заключает контракты на интернет. Мы очень бы хотели, чтобы это было централизовано, да, как у нас на уровне республиканском. У нас Центр информационных технологий является единой точкой входа для всех республиканских учреждений. К сожалению, вот такой опыт переложить на муниципалитеты нам пока не удалось, да, потому что все-таки разные уровни, да, бюджета, и мы централизовать муниципальный бюджет не понимаем как, да, пока у нас нет такого инструмента. Но на самом деле это удобно и эффективно. И если мы вот юридически найдем такой механизм, чтобы школы действительно убрать головную боль от них вот эту, да, по поиску там контрагента, заключения контракта, а забрать это именно на функцию информатизации, да, чтобы мы определили для вас оператора, заключили централизованный договор, а вы просто получаете услугу, пользуйтесь спокойно. Если у вас что-то случается, обращайтесь там в центр поддержки, мы уже все чиним и стараемся, чтобы у вас все всегда работало. Вот такой подход очень хотим внедрить, и тогда вопрос цены он будет не ваш, да, поскольку централизованные контракты, они всегда дешевле, нежели много маленьких. Да? Мы все это понимаем, и эффект от экономии, безусловно, возникает. Вот так. Ну, хочу еще в дополнение, да, сказать, что Министерство образования, наверное, по нашей линии, да, линии информатизаторов, один из передовых вообще органов власти, который очень системно, во-первых, подходит, да, к вопросу информатизации. Мы на самом деле и копья переломали, да, много у нас было разных взаимоотношений, но тем не менее мы всегда находим какой-то общий консенсус. И очень приятно, что именно отрасль образования, она всегда думает обо всей отрасли образования, не только о региональном уровне, но в том числе там, до самой последней школы, да, муниципальной, до самого последнего садика считает все это своим хозяйством и болеет вот за каждую организацию. Поэтому очень это приятно, и на самом деле немногие органы вот практикуют такой подход. Спасибо. Коллеги, вопросы еще есть? Спасибо.
Следующее выступление у нас Габова Марина Анатольевна, проректор по образовательной деятельности КРИРО. Это Российская электронная школа «Путь к качественному общему образованию». У нас несколько выступлений касаются именно электронного контента. Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде чем начать свое выступление, я бы хотела обратиться к секции «Цифровая школа», «Цифровое образование», которая прошла у нас год назад на прошлом форуме. Кто-то из вас присутствовал? Ну, я вижу, по крайней мере, несколько человек здесь, которые точно на этой секции присутствовали, просто, видимо, забыли. Основная проблема, которая там поднималась, это как раз отсутствие в школах возможности, да, вот такого хорошего подключения к интернету. Да? И сегодня мы с вами видим, что действительно проблема решается. Нас услышали. Органы государственной власти подключились к решению этой проблемы. Проблема будет действительно решаться, и мы с вами сможем в полной мере воспользоваться всеми теми ресурсами, о которых сегодня мы будем в том числе говорить. Да? Прежде всего, это Российская электронная школа, которая создана в рамках исполнения подпункта Б пункта 1 перечня поручений президента Российской Федерации от 2 января 2016 года с целью обеспечения массового использования дидактических и методических образовательных ресурсов в образовательной деятельности всеми участниками образовательных отношений, и обучающимися, и родителями, законными представителями несовершеннолетних обучающихся, конечно, педагогическими работниками, организациями, осуществляющими образовательную деятельность. Все дидактические и методические материалы, которые публикуются на портале Российской электронной школы, разрабатываются в рамках реализации ведомственной целевой программы Министерства образования и науки Российской Федерации. Российская электронная школа рассчитана на 2016-2018 год. Да? То есть в этом году эта программа завершается, и Российская электронная школа должна заработать в полную силу. РЭШ является структурным элементом государственной программы Российской Федерации развития образования. Интерактивные уроки, которые располагаются в Российской электронной школе, строятся на основе специально разработанных образовательных программ, успешно прошедших независимую экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам и примерно основной образовательной программе основного общего образования. Упражнения и проверочные задания, которые предлагаются в Российской электронной школе, все контрольные работы, самостоятельные проекты, все это направлено на усвоение школьникам требуемых обществом знаний, умений, навыков, формирования компетенций. Задания, предлагаемые ребятам, в максимальной степени приближены к образцу экзаменационных тестов. Что такое РЭШ? РЭШ — это Российская электронная школа, созданная по поручению президента. Это то, что сделает учебу в мире новых технологий проще, удобнее и эффективнее для учителей, для учеников и для их родителей. РЭШ позволит создать единое цифровое образовательное пространство. РЭШ — это современные технологии плюс качественное образование для каждого ребенка, вне зависимости от места проживания. Каковы задачи Российской электронной школы? Повысить качество образования школьников, сделать возможным график индивидуального обучения, помочь учителям освоить новые методики, помочь родителям заниматься с детьми дома, сделать новые технологии частью образовательного процесса, использовать образовательный потенциал регионов. Российская электронная школа расширяет границы процесса обучения. С РЭШ можно выйти за пределы школьного класса, совершить виртуальное путешествие в музеи и побывать на концертах, быть на уроке вместе с родителями, выполнять интерактивные задания, заниматься по индивидуальному графику. Как и в обычной школе, в РЭШ есть контрольные и ставятся оценки. Как составляется программа Российской электронной школы? Уроки проводят лучшие учителя страны. Программа проходит экспертизу Российской академии образования. Для учителей РЭШ — это способ создавать собственные уроки с помощью новейших технологий, а также использовать опыт коллег. База РЭШ — это самая крупная библиотека уроков в России. В ней есть методические материалы и видео, тексты и рисунки, тесты, контрольные, интерактивные задания, фильмы и театральные постановки. С РЭШ учитель может преподавать ученикам, которые не способны посещать занятия, обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку, выявить пробелы в знаниях и быстро восполнить их. Родители школьников часто задаются вопросами: как помочь ребенку справиться с домашним заданием? Как грамотно объяснить пропущенный материал?
Эти проблемы поможет решить РЭШ, расширяя границы школьного пространства. В РЭШ родители могут заниматься с детьми ровно столько времени, сколько необходимо каждому ученику для усвоения курса по каждому предмету. Электронные тренажеры помогут ребенку лучше усвоить материал. А электронные контрольные покажут родителям, насколько хорошо их дети справляются с программой. Мир не стоит на месте. Новые технологии, новые знания, новые методики. РЭШ — это доступные современные технологии качественного обучения для всех школьников страны. Единые методики обеспечивают преемственность образовательных программ. Учиться в РЭШ интересно не только детям, но и родителям. Действительно, как мы с вами видим, российская электронная школа предназначена не только для учителей и учеников, но и для родителей. В разделе «Справки» вы можете найти инструкцию, гид по российской электронной школе, как зарегистрироваться, как работать. Гид предназначен для всех категорий пользователей. Для учеников есть свои возможности, которые могут быть реализованы с помощью российской электронной школы. После регистрации ученикам доступна запись в школу в электронную, можно посмотреть расписание электронной школы и будет доступ к контрольным заданиям. Для учителей есть возможность создавать свои классы. Ну, вот я зарегистрирована на портале «Как учитель», и сейчас мы попробуем зайти. Регистрация, она доступна для различных категорий. Да, вы можете выбрать учитель, вы ученик, либо родитель, и дальше заполнить небольшую форму и поступить в школу. Ну, поскольку я уже зарегистрирована, зайду через форму входа. Для входа нужен e-mail и пароль, который вы сами себе придумываете при регистрации. Итак, я зашла как учитель, и сразу у меня появился дополнительный интерфейс. Я регистрировалась как учитель 5 класса, да, и здесь мы видим, что у нас есть список учащихся, моя статистика, расписание занятий. Я могу зайти непосредственно, посмотреть список своих учеников, но, правда, список у меня пустой, поэтому никого я не регистрировала. Вы можете зарегистрировать и дальше наблюдать за продвижением своих учащихся. Вы можете использовать задания, предложенные в электронной школе, через функцию «Добавить задание». Выбираете тот урок, который вам необходим, тот предмет, который вам необходим, и добавляете задание для своих учеников непосредственно из этого урока. Ну, я так наугад просто щелкнула какой-то урок. Предмет изобразительное искусство, 5 класс, каноны красоты человека, наброски. Мы формируем название задания, описание задания и в каком виде мы ожидаем результат. Либо ребенок должен будет представить нам ответ в виде текста, либо он должен прикрепить файл. Несколько похоже, наверное, на задание в системе Moodle. И далее сохраняем и публикуем наши задания. Кроме того, можно отправлять сообщения в системе для своих учеников. Можно формировать свое избранное, складывая сюда те уроки, те видеоматериалы, которые вам необходимы. Можно формировать заметки, и будет активирован доступ к различным коллекциям. Это то, что доступно учителю. На сегодняшний день в РЭШ представлены уроки с 5 по 9 класс. Начальная школа пока еще, к сожалению, не разработана. Возможно, в разработке находится, но еще не выложены уроки. И средняя школа 10-11 класс тоже пока уроки еще не представлены. Но с 5 по 9 класс полностью все предметы выложены. Ну, если мы выберем какой-нибудь предмет, далее у нас будет выборка по темам, по урокам, допустим. В каждом уроке представлен видеофрагмент, небольшой по времени, от 5 до 12 минут, поэтому он не утомляет нас. Мы можем использовать, если у нас действительно широкополосный интернет будет в реале, да, то тогда мы можем включить видеофрагмент непосредственно на уроке.
Если такой возможности нет, либо вы каким-то образом по-другому выстраиваете свой урок, можно предложить видеофрагмент для домашнего задания, либо после урока, да, либо, если мы работаем по модели перевернутый класс, можно предложить до урока просмотреть этот видеофрагмент, составить свои вопросы к нему и затем организовать обсуждение уже непосредственно на уроке. К каждому уроку идет конспект, который вы можете взять за основу разработки своего собственного урока. Также к каждому уроку идут упражнения и задачи. Упражнения можно проходить несколько раз, тренироваться, а вот проверочные задания, они доступны только после регистрации, и здесь уже все ответы будут сохраняться и будут доступны вам для организации контроля. И можно формировать свои заметки к каждому уроку, да, вы можете потом быстрый доступ к этим заметкам иметь вот в том меню, которое я вам показывала, меню учителя. Аналогичные доступы есть и для родителей, и для учеников. Также хотелось бы сказать о том, что партнеры Российской электронной школы, это канал «Культура», представили очень много видеозаписей, театральных постановок, очень богатая фильмотека, все то, что вы можете использовать не только на уроках, но и в организации внеурочной деятельности. Не все пока еще сервисы доступны нам в Российской электронной школе, но к концу 2018 года все должно быть нам доступно, и мы можем организовать работу уже так, как это задумывалось авторами и разработчиками Российской электронной школы. Если есть вопросы, готовы ответить. Спасибо. Коллеги, вопросы? Это все бесплатно. В отличие от некоторых других ресурсов, Российская электронная школа – это полностью бесплатный государственный проект. То есть, может, учитель может по своей какие-то туда залить видео, допустим, использовать существующие? Да, там есть экспертный совет. Вы, как учитель, можете предложить свою разработку, экспертный совет рассматривает и затем выносит решение о публикации. Вот здесь внизу есть... Ага, это доступно только в режиме учителя, когда вы заходите. Мы можем увидеть список учителей Российской электронной школы. И там среди учителей, которые выложили разработки своих уроков, это победители конкурсов «Учитель года». Это профессора, доктора наук различных университетов, как правило, московских пока. Да? И я видела, например, там тех людей, которые были оппонентами моей диссертационной работы, те, которые входили в диссертационный совет. Вот Вита Федоровна точно знает этих людей тоже. Еще вопросы есть? Спасибо. А у нас кто-то в республике пользуется из учителей? Конечно, да, учителя республики уже очень активно пользуются Российской электронной школой, поскольку был у нас приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми о том, что все учителя должны включать ресурсы Российской электронной школы в свою образовательную практику. И в городе Сыктывкаре мы знаем, что во многих школах уже эта работа ведется с начала нового учебного года. Зарегистрированы все учителя и все ученики. Ну и на этапе апробации Республика Коми тоже участвовала в апробации этого проекта, поэтому уже Да, два половина года школ уже. республики участвовала в апробации, да, и многие те предложения, очень хорошие предложения, которые прозвучали от наших учителей, они были разработчиками учтены и реализованы. Спасибо. Коллеги, небольшие перестановки у нас будут сейчас в программе. Цифровая школа без кадрового резерва, наверное, у нас не состоится. Поэтому вот я предоставляю слово сейчас Михаилу Дмитриевичу Китайгородскому по тем направлениям, которые реализуются сейчас с целью подготовки педагогических кадров. Здравствуйте, уважаемые коллеги. В самом деле в тезисах выступающих уже звучало такие мысли, что без учителя, без преподавателя развитие цифровой школы невозможно. С фамилией. Хотя понятно, и все мы видим, что и ученики, и студенты владеют информационными технологиями во многих случаях намного даже лучше, чем учителя, преподаватели, но с другой стороны, во многих случаях это владение не теми технологиями, которыми хотелось бы видеть в них именно преподавателями, и содержательно, и технологически. Поэтому, конечно же, подготовка учителей, преподавателей
она необходима. И здесь есть разные варианты. Что касается Ставропольского государственного университета, то этой проблеме мы ее рассматривали уже десятилетия, и при подготовке учителей разной направленности, разной предметной направленности у нас были единые курсы для всех. Это информационные технологии в образовании, это современные мультимедийные технологии. Но пришло время, когда необходимо было более системно готовить специалистов в области цифрового образования. И в университете появилась, ну и это вопрос, он актуализируется в связи с тем национальным проектом образования, который сейчас проектируется. Один из федеральных проектов, он по-разному называется, там, цифровая школа или современная цифровая образовательная среда. Виктория Александровна сказала, что паспорт утвержден, но не увидел еще утвержденного паспорта, поэтому нет его еще, да? Ну, пока в открытом доступе нет. Да, поэтому название пока не очень, непонятно, какое название туда войдет, но один из вариантов цифровая школа здесь представлена. И основная цель этого федерального проекта – это создание современной безопасной цифровой образовательной среды, которая обеспечивает высокое качество, доступность образования всех видов и уровней. Сформулированы в проекте паспорта определенные мероприятия, и один из вопросов – это включение вопросов цифровизации образования в образовательные программы подготовки как управленческих кадров, так и педагогических кадров. Я уже говорил, что мы готовим учителей разного профиля, куда вопросы цифровизации образования включены как отдельные дисциплины. Но с 2015 года в университете разработана и реализуется программа магистерская, связанная вот с цифровым образованием. Такие программы, похожие, есть в разных вузах. Есть стандартное название информационной технологии образования, и такое название у нас было до сегодняшнего года. Такие программы реализуются и в Питерском университете Герцена, и в Северно-Атлантическом федеральном университете, в Минском университете. Есть название Организация современной информационной образовательной среды, Московский педагогический государственный университет, электронные образовательные технологии, цифровая педагогика. Мы остановились на названии, которое сейчас у нас действует, это электронное обучение. Эта магистерская программа относится к направлению подготовки педагогического образования, уровень магистратуры, квалификация, которую получают наши выпускники, это магистр. Стратегическая цель нашей программы – это подготовка как раз высококвалифицированных специалистов, которые способны решать профессиональные задачи, связанные с цифровизацией образования. Она направлена на формирование профессиональных компетенций вот в этих областях, но мало сформировать компетенции, важно еще сформировать некоторое системное мышление таких специалистов, которые будут способны не только потом транслировать то, что мы им дадим, да, но и формировать и контент, и новые технологии, получать эти новые технологии и внедрять в образовательный процесс. Магистерская программа, она основана на стандарте, федеральном образовательном стандарте высшего образования, которое имеет индекс 3. Сейчас появился новый стандарт высшего образования 3++. К нему мы нашу программу тоже адаптируем, но в большей степени программа разработана с учетом профессиональных стандартов. Стандарт педагог, педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании и педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования. То есть наша программа, она рассчитана на широкую такую педагогическую общественность, начиная от дошкольного образования и заканчивая профессионального образования. И пытаемся
и получается рассматривать те технологии, которые возможно использовать на разных уровнях этого образования. 2 года обучения по очной форме обучения, 2 года 3 месяца по очно-заочной. И что касается областей профессиональной деятельности, к которым мы готовим выпускников, это образование, не только образование, но это и социальная сфера, это и область культуры. Объектами профессиональной деятельности, то есть где специалист, наши выпускники могут работать и чем они могут заниматься, это обучение, воспитание, развитие, просвещение и работа в образовательных системах. Виды профессиональной деятельности не только образовательная, то есть педагогическая, но и научно-исследовательская. И это тоже важно, потому что специалисты должны, преподаватели, учителя, еще раз повторюсь, проводить исследовательскую работу, находить то новое, что они могут использовать, и не только транслировать то, что им предлагают. Ну, некоторые виды профессиональной деятельности тоже представлены, проектно-управленческая, но они являются не основными видами профессиональной деятельности. И проблема, которая стояла перед нами при разработке, это все-таки какое содержание необходимо ввести в эту программу, какие формы, средства, технологии. Но остановлюсь на содержании. То есть, чему мы должны учить все-таки наших магистрантов в области цифровизации образования. И одна из идей или концепций, которые можно здесь использовать, связана с тем, что вообще почему, каким образом информационные технологии вошли в образование. Появились вычислительные системы, это 60-е годы, и понятно, они занимали, наверное, знаете, да, то есть большие помещения, и использование таких вычислительных систем в образовании практически было невозможно. Они использовались в научных целях, в оборонных, в промышленности. И только с развитием микропроцессной техники, радиоэлектроники, когда эти системы стали компактными, когда они смогли появиться на столах, тогда эти информационные технологии, связанные с вычислительными системами, стало возможно использовать в образовательных системах. И что касается содержания, то говоря о том, каким образом, вернее, таким образом, что современное развитие технологий, которое не связано с образованием, наверное, изначально, они развиваются в первую очередь для промышленности, для обороны и просто ради любопытства научными работниками. Только потом они входят в образование в виде современных средств образования, в виде определенных технологий, ну и содержания тоже. Существует, знаете, наверное, о промышленных революциях, и третья промышленная революция, которая считается, появилась во второй половине 20 века и до начала 21 века она осуществлялась, связанная с развитием вычислительной техники, автоматизацией, роботизацией. Именно эта промышленная революция позволила создать те технические средства, вычислительные средства и информационные технологии, которые мы используем в настоящее время и в образовании тоже. Но начало 21 века оно отмечено определенными прорывами технологическими, и можно говорить о четвертой промышленной революции, которая связана не просто с интернетом, а с интернетом вещей, с аддитивными технологиями, с развитием теории нейронных сетей и исследований в области искусственного интеллекта. Промышленность от автоматизации переходит на полностью автоматизированное цифровое управление, интегрированное между собой производство, это смарт-заводы и распределенное производство и энергетики. Это четвертая промышленная революция в настоящее время
имеет название «Индустрия 4.0», которая введена в Германии уже в 2011 году. У нас в стране тенденции этой индустрии 4.0 оформлены в виде, наверное, тоже слышали, в виде проекта национальной технологической инициативы, куда входит там несколько десятков проектов, связанные с технологической модернизацией нашей страны, с развитием технологий, в том числе и в большей степени информационных технологий. В концепции и в проектах национальной технологической инициативы есть проекты, связанные с образованием. Это университет 2035, полностью виртуальный университет. Это кружковое движение, которое в этот проект входит. Основными направлениями индустрии 4.0, передовыми технологиями, которые в настоящее время развиваются стремительно, их много, но наиболее существенное и важное – это интернет вещей. В настоящее время к интернету количество устройств, подключенных к интернету, значительно больше, чем количество пользователей людей. И поэтому то есть пренебрегать этим невозможно. И что касается образования, то создание цифровых лабораторий, имея в виду дистанционных лабораторий, в которых можно измерять, вычислять, запускать станки на другом конце света, в другом городе. Это все связано, такие технологии уже существуют и развиваются, все связано с интернетом вещей. Аддитивное производство – это 3D-печать, и эти технологии также входят в образование. В примерной основной образовательной программе общего среднего образования и аддитивные технологии введены, и 3D-моделирование тоже, по-моему, в разных предметах, и в математике, и в информатике. Должно быть технологии, но думаю, что тоже это войдет. Искусственный интеллект и робототехника, то есть область, которая также развивается стремительно, и с этим связано появление в образовании такой области, как робопедагогика. Это создание помощников учителей, преподавателей. Тоже говорили сегодня о том, что без прямого общения с учениками процесс обучения невозможен или неэффективен. Нужно говорить с каждым учеником, и вот этот тезис, нужно говорить с каждым учеником, здесь появляется проблема, потому что обучение у нас фронтальное, и работа с группами, учет индивидуальных особенностей, пытаемся, очень хочется, но не хватает на это время, возможностей и средств. А индивидуализация обучения, конечно же, необходима, именно оно дает наибольший эффект в образовании. Поэтому появление помощников, интерактивных, роботов, появляются сейчас чат-боты, боты-тьюторы, боты-консультанты, боты, которые тестируют учеников. Они позволяют на каком-то уровне выполнить такую работу учителя, передав это искусственному интеллекту. Большие данные, блокчейн, тоже слова, которые вы, наверное, слышали. И в образовании эти технологии тоже начинают вводиться и будут вводиться, потому что, что касается, тоже вот говорились сегодня, да, единая информационно-образовательная среда. Огромные данные, большие данные. Вообще большие данные – это, ну, если не путаю, 3V, 3 большое. Это большой объем, это большая скорость передачи данных, и это большое количество пользователей этими данными. Поэтому без блокчейна, без технологий распределенных данных, вот эта единая информационно-образовательная среда, наверное, эффективно работать не будет.
Ну, виртуальная дополненная реальность, которая пришла, опять-таки, из промышленности, с оборонных систем, она вводится в образовании. И тоже вот говорили о том, что мы входим в виртуальную реальность, и это не очень хорошо, наверное, нехорошо. Дополненная реальность, которая появилась после, смягчает эту ситуацию, когда мы видим реальность, но она дополняется некоторыми виртуальными объектами. Мы можем смотреть в электронный микроскоп, и одновременно будут появляться какие-то пояснения, или смотрим в телескоп, и можно будет видеть не только реальные звезды, но и очертания созвездий с их названиями. То есть в образовательных целях эта виртуальная дополненная реальность, конечно же, будет использоваться. Ну, что касается, еще вот здесь дополню, тенденции, интернет вещей, виртуальная реальность. Конечно, человек входит в эту виртуальную реальность с помощью своих органов чувств. Мы смотрим, мы что-то говорим, что-то вводим своими руками, но наравне с интернетом пользователей, наравне с интернетом вещей будет появляться и интернет интеллекта. Уже проведены эксперименты, когда человеческий мозг, несколько людей подключаются между собой и передаются сигналы мыслительные от одного человека к другому с помощью интернета. Пока это все примитивно, простые сигналы, но, еще раз, технологии развиваются, наверное, появится и наравне с интернетом вещей, интернет интеллекта. Ну, вот эти тенденции технологического развития и еще концепция, которую мы использовали, это концепция опережающего образования, которого основная мысль, да, то есть к чему мы должны готовить учителей, преподавателей, потому что есть в школах. Наверное, мы должны готовить их к тому, что будет в школах. Да? И тоже многие говорят, приходят учителя в школу и потом переучиваются, приходят специалисты на производство, потом переучиваются. Должна быть система опережающего образования, когда от вузов выходят специалисты, которые на шаг впереди той области, в которую они приходят. Учителя должны прийти в школу на шаг впереди тех технологий, которые сейчас используются. Наравне с такими стандартными дисциплинами, которые в нашу магистерскую программу включены, современные проблемы науки и образования, методологии метода научного исследования, дистанционное обучение, мультимедиа технологии образования, включены и дисциплины, которые, то есть мы считаем, будут, зачатки появляются, но будут использованы в ближайшее время. Это робопедагогика, это компьютерное 3D-моделирование, проектирование, это интернет вещей и блокчейн в образовании. Ну, образовательная робототехника развивается, и пока такого стандартного названия, хотя STEM-образование более общее название такого развития инженерного образования. В магистерской программе большую часть деятельности занимает научно-исследовательская работа, и если дисциплины это 63 зачетные единицы на фоне 120 общего объема, примерно половина, то примерно половина, 50 с чем-то единиц, это практики. И наши магистранты занимаются научно-исследовательской деятельностью, выполняя исследования в области как раз цифровизации образования. Опять скажу, на разных уровнях. То есть у нас учатся и учителя, и начальных классов, и предметники, и дошкольного образования, специалисты, которые связаны с цифровизацией, но не преподаватели, преподаватели средних и высших профессиональных образований. Некоторые выпускные работы, которые у нас были в 2017 году, просто пролистну, в 2018 и то, что будет у нас в 2019 году, показывают, что те технологии, о которых я сказал, они в исследованиях также присутствуют. То есть каким образом эти технологии можно использовать в образовании на разных уровнях. Здесь присутствуют и наши магистранты, и те, кто окончили нашу магистратуру. Поблагодарили за сотрудничество. И приглашаю тех, кто
вот такую программу хочет освоить Сыктывкарский государственный университет. Это прием 2019 года уже. С 20 июня прием документов можно обратиться или ко мне напрямую. На титульном слайде мой адрес есть, или в приемную комиссию. Спасибо за внимание. Могу ответить на некоторые вопросы. Спасибо. Коллеги, вопросы? Благодарим за выступление. Завершились такие концептуальные доклады, которые были на нашей секции предусмотрены. Сейчас мы предлагаем сделать небольшой перерыв. Минут на 10. Нет, 5. Минут 5, да. Выпились И, уже вообще. да, 5 и минут, чтобы во второй проветрить. части будем представлять уже непосредственно ресурсы, сервисы. Хотелось бы пожелать выступающим краткости и оперативности, чтобы мы до 14:30 могли завершить работу нашей площадки и все вместе Коллеги, пройти на тезисно развитие выступаем. Саш, надо приостановить. Что тут нажать мне надо сейчас, чтобы приостановить трансляцию? Вячеслав Алексеевич, Перерыв. А? Что надо? Остановить трансляцию, нет? Ну ладно, не буду ничего делать. У меня где-то в сети ничего. Григорий, как называется твоя? Потому что там, но... Это моя поправка. Здесь что берем? Давайте статья 3 нужна, там просто вот статья 3 нужна. И вот отсюда просто презентацию группы формы. А моя папка сетевая какая-то. Все, убираю, да, первое. Какая-то там для отмен для СНРУ. Да, вот она. Так. Презентация сразу. Вот, по-моему, ну, а сайт это самое. Браузер. Так. уважаемые коллеги, занимаем свои места. Да, Давайте, а тут мне первое выступление занимается соседнюю аудиторию. Если хотите, вам, в принципе, выступать. Да, давайте выступайте там. Вернусь к нам, спасибо. Потому что вы все равно у нас где-то в конце. А у вас далее... Я вас хочу познакомить. Это представительство Академии образования.
Ну и наши коллеги, Но не много площадок. а наши коллеги предлагают наши Надеюсь. Ну, я понимаю, но я знаю, как это, потому что я разговаривал с людьми. Хорошо, мне главное в час успеть. Гимназию Пушкина, потому что там тоже. Это важно, все муниципалитеты сегодня представлены, в большей степени, конечно, сектор. трансляция. Это включили муниципальное здесь у нас такая направлена. Высшее образование, высшее школы, профессиональное образование, все Уважаемые коллеги, мы продолжаем работу нашей дискуссионной площадки, которая посвящена вопросам формирования единой цифровой образовательной среды. И нам очень важно было сегодня, что вы обсудили те направления нашей совместной деятельности, которые прежде всего направлены на качество образования. Мы сегодня обсуждали вопросы методологии, технологий формирования цифровой образовательной среды именно в контексте постановки государственных задач, уже изложенных в национальном проекте образования. Уважаемые коллеги, позвольте мне предоставить слово Маркову Валерию Петровичу, члену Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представителю от законодательного органа государственной власти Республики Коми. Валерий Петрович, мы очень рады, что вы нашли время и сегодня работаете на нашей площадке по цифровому образованию. Валерий Петрович, вам слово. Спасибо. Добрый день всем участникам образовательного форума. Очень приятно, что республика пошла на новые формы общения, такие, как, скажем, этот форум, образовательный форум республики, он первый раз. Хотя, скажем, форум сельских учителей, он состоялся 28 августа и был очень хорошо воспринят и собрал очень большое количество учителей, которые сами приехали на этот форум пообщаться со своими коллегами. И вот эта площадка, та же самая возможность пообщаться с коллегами по работе, послушать, может быть, что-то узнать для себя новое, а это всегда будет.
что-то можно для себя перенять, а с другой стороны и себя показать. То, что чем можно похвастаться, что можно, скажем, проверить на соседях или на коллегах, насколько это хорошо, насколько это удачно, и тем самым убедиться в правоте своего выбранного направления в педагогической деятельности. А сейчас ваша работа становится очень непростой. Любому преподавателю, не только преподавателю математики, информатики, физики, скажем, те, которые сталкиваются с компьютерами гораздо более чаще, чем другие преподаватели, но и всем остальным, цифровая образовательная среда, она необходима. Цифровизация, ну никуда мы не денемся, если уже дома все говорят про умные там кофеварки, микроволновки, кухни, там еще чего-то и тому подобное. Дома. А сам Бог велел это иметь в школе с детьми, потому что дети быстрее нас с вами всему этому обучаются. И быстрее схватывают. Так что, конечно, очень хочется, чтобы современные информационные технологии, они пришли в школу. И наши дети, даже, скажем, Сыктывкар еще может позволить себе, скажем так, устраивать разные мероприятия или там, скажем, дополнительные площадки для учеников, а вот отдаленные сельские школы этого лишены. И где, скажем, ученику что-то получить новое, как не через интернет или еще через что-то. Но, к сожалению, наши эти маленькие школы на сегодняшний день лишены этой возможности нормальной работы, потому что у нас, к сожалению, нет широкополосного интернета. Это проблема, которую нужно решать, проблема, про которую говорили и в Совете Федерации, и мы знаем о той задаче все, которая поставлена перед министерством, соответствующим федеральным, о том, чтобы был широкополосный интернет во всех школах, но, к сожалению, пока она до конца не реализована. И прекрасно, что получают возможность ученики знакомиться с опытом лучших педагогов России, послушать их уроки, послушать лекции выдающихся ученых, популяризаторов науки, знакомящих с современными достижениями не только в сфере естественных наук, но и, скажем, в сфере гуманитарных наук, в сфере творчества. Ну, я сам очень внимательно, могу вам сказать, смотрел программу, которая идет по культуре, по программе «Культура», по каналу «Культура», прошу прощения, по каналу «Культура», связанная с изучением иностранных языков. Вы кто-нибудь смотрели? Вот там ведет Петров разные языки и так далее. Вот подход. Но я с таким подходом не сталкивался. Правда, я в школе не учил иностранный язык. У нас не было учителя, но тем более мне хотелось послушать педагогов, которые начинают с азов, что называется, и как их подход, как они, скажем, могли бы приучать. Мне, например, очень нравится. Это одна из возможностей, которая открывается не только перед детьми, а перед самой широкой аудиторией. Там сидели взрослые в аудитории. И они занимались изучением языка. То есть могут знакомиться с лучшими приемами, технологиями обучения. И, конечно, это площадка и для педагогов, для того, чтобы делиться своим опытом и познавать опыт других. И мне очень хочется пожелать всем вам, не только от себя лично, но и от нашего комитета, который, еще раз повторяю, немало внимания уделяет, я бы так сказал, я не скажу, что все внимание уделяет, потому что, видите, наука и культура еще есть помимо образования, вопросам цифровизации, цифровой школы, всему этому направлению. Кстати, слушали по этому поводу, тогда был первым замом министра образования и науки России, а сейчас первый зам министра науки и высшей школы Трубникова. Кстати, ученого, очень интересного человека, как раз по этим вопросам. И я надеюсь, что все-таки цифровая электронная школа, она будет хорошей базой и для учеников, и для учителей, и даст новый толчок в сфере образования, даст новые технологии, даст новые возможности для освоения того или иного предмета, что поможет нашим детям, ну, для меня уже внукам, более грамотно, более
обоснованно выбрать свой путь в жизни и стать хорошим специалистом. А вам, педагогам, поможет в вашей очень непростой работе, потому что вы не просто, как я уже вначале говорил, преподаватели там какого-то предмета, но вы еще должны и быть почти преподавателями в сфере информатики, знакомы не на уровне, не хуже, не намного хуже, будем так говорить. Должны быть на современном уровне психологами, разбираться в этих вопросах, потому что современные классы – это более разнородные, чем в советские времена, классы, которые были. И вот, например, прекрасное выступление было вчера на пленарном заседании Совета Федерации. Я думаю, для многих знакома фамилия академика Российской академии образования Ямбурга. Вот, он вчера выступал со своим взглядом на современный подход к системе образования. И статья у него была в понедельник в Московском комсомольце, тоже связанная с этим, то есть с современными педагогами, как им видеть современного педагога, задачи современного педагога и так далее. Понимая всю сложность вот, вашей работы, хочу вам пожелать, чтобы эта работа вам приносила радость, чтобы вы были востребованы детьми, и чтобы у вас хватило здоровья на все это вообще всего. Не просто и нервов, а вот для того, чтобы вы могли, как говорили раньше, довольно высокими словами, воспитать достойную смену для будущего нашей страны. Стамбур Сапиенлы. Я послушаю, по крайней мере... Присутствовать на нашей площадке, а мы продолжаем демонстрировать те ресурсы и те возможности, те сервисы, которые мы можем использовать для организации обучения. И мы приглашаем нашего гостя, Антона Леонидовича Бурвича, который расскажет нам о возможностях организации учебного процесса с использованием образовательного ресурса chip.ru. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Бурвич Антон. Я представляю образовательную платформу Учи.ру. Прежде всего, хочу поблагодарить организаторов от лица платформы за приглашение и возможность участвовать. Я сегодня постараюсь быстро рассказать, вкратце, точнее, о том, что такое образовательная платформа Учи.ру, какие возможности для учителя она предоставляет и каким образом на ней выстроен образовательный процесс. Но прежде всего, хотел бы кратко пройтись по статистике. На нашей платформе в настоящее время занимается более 2,5 миллионов учеников, это масштаб всей страны. Пользуются платформой более 200 тысяч учителей. И по состоянию на 4 октября, получается, в Республике Коми уже приступили к занятиям 7 тысяч учеников. Для сравнения приведены цифры по другим регионам, можете вот сравнить. Соответственно, в прошлом учебном году на платформе занималось 11 тысяч учеников. Подавляющее большинство – это начальная школа, дальше я объясню почему. Просто для них уже есть полный спектр предметов. И прошу обратить внимание на эту цифру, несмотря на то, что у нас только в прошлом году появились курсы для основной школы, уже на тот момент 2000 учеников, с половиной почти, и проходили. И рост числа учеников по сравнению с позапрошлым годом тоже можете увидеть практически 2 раза. То есть динамика здесь явно прослеживается, она очень положительная. В текущем учебном году уже 7 тысяч, как я говорил. То есть за неполных 2 месяца получается, что больше чем 50% от показателей прошлого года. И цифра по основной школе также уже показательна. Далее это разбивка по муниципалитетам. У меня есть это все в распечатанном виде, чтобы время не терять. Можете подойти на последнем столе, взять, посмотреть, найти себя. И, соответственно, могу сказать, что практически в каждом муниципальном образовании есть дети, которые уже приступили к занятиям. И напоминаю, это лишь только неполные 2 месяца. То есть цифра явно будет расти. Далее, для того, чтобы учителя полностью и полноценно могли использовать возможности нашей платформы, наши специалисты проводили обучение, в том числе в сентябре. Были ряд семинаров, обучающих в Сыктывкаре и Ухте. И можете увидеть, что мы обучили 300 учителей.
Вот. Также в ближайшее время, 8-9 октября, в Печоре также пройдут мероприятия для учителей. Они бесплатные, интересны, учителям обычно нравятся, вот такие у нас положительные. А теперь непосредственно о самой платформе. Нашей платформой пользоваться очень просто. Ничего скачивать, устанавливать не нужно. Единственный тот момент, действительно нужен интернет. Но наши разработчики работают над тем, чтобы даже самый такой слабый проходимость интернета могла дать возможность заниматься на платформе. Нужен также ноутбук, планшет или компьютер. Соответственно, выстраивать образовательный процесс с использованием платформы можно по-разному. Мы условно берем два способа, они не основные, просто они самые распространенные. Первый, это, естественно, в школе, и мы за него очень сильно агитируем, чтобы занятия на платформе исходили именно от учителя. Соответственно, разные школы используют платформу по-разному, в зависимости от технической оснащенности и от организационных моментов. Один из вариантов – это проведение одного урока в компьютерном классе в неделю. То есть как происходит? Учитель приходит с детьми в компьютерный класс, организует образовательный процесс, а дальше дети под контролем учителя занимаются на платформе, учитель по итогам урока видит уже результат. Либо, если нет возможности еженедельно ходить в компьютерный класс, либо если на данный момент компьютерный класс пока еще не полностью организован, есть возможность использовать платформу в рамках 10-15 минут в течение одного урока. Это может быть интерактивная доска, если она есть, или проектор. Соответственно, учитель может показывать материалы на нашей платформе в качестве методических материалов, либо включать деткам упражнения, и по одному они выходят к компьютеру, решают, и дети в классе на проекторе видят весь процесс решения. Другой способ, естественно, это использование дома. Ребенок в комфортных для себя условиях и темпе проходит задания, а учитель удаленно, у нас есть отдельный инструмент, чуть позже я о нем скажу, учитель удаленно следит за его успехами и контролирует вообще в целом образовательный процесс. Далее, я хотел бы теперь поподробнее остановиться минутки 3-4 о том, вообще, что из себя представляет задание на нашей платформе. Да. Так. Соответственно, в чем уникальность платформы? Наша платформа, как я уже сказал, она интерактивная. Соответственно, все обучение построено через взаимодействие ученика и платформы. И вообще в целом весь образовательный процесс на нашей платформе выстроен вокруг ученика. Как это происходит? Система выстраивает, платформа, диалог с учеником. Она ему задает вопрос. Сейчас. Даже здесь не так быстро тянет. Я вам могу сказать, что даже в Москве Нет, есть в Москве проблемы. не везде. Да, но пока грузится, я тогда продолжу, дальше наглядно продемонстрирую. Видимо, какой-то очень сложный технический урок. Да нет, кстати, я включал буквально 5 минут назад, все нормально. Ну, там коллеги открывали, наверное, нужно, то, что я не буду открывать. Итак, что такое? Вот. Ура. Что такое диалог? То есть, как я уже сказал, платформа задает вопрос ученику. Ученик на него должен ответить. Соответственно, вопрос. Отвечаем. Если ученик отвечает правильно, платформа переходит к следующему этапу, более сложному. И таким образом, по мере прохождения, появляются новые вопросы. Если же ученик ошибается, давайте ошибемся. Двойку не ставит? Нет, об этом чуть позже. Давайте здесь тоже ошибемся. Что происходит? Система не ругает ученика, не ставит ему двойку. Она, чтобы ученик не терял мотивацию, она задает ему уточняющие вопросы. В данном случае у нас ошибка в знаменателе, да? И мы должны ответить на вопрос, что не так, и в числителе. Соответственно, здесь важный момент, что она не дает ему, во-первых, она ему не ставит двойку, она ему не говорит сразу правильный ответ, и ученик таким образом сам приходит к правильному ответу.
Так как мы допустили ошибку, система это зафиксировала, и дальше она дает подобное упражнение, только с другими условиями, на отработку. Таким образом, ученик, не усвоив эту тему, дальше пойти не сможет. Поэтому здесь мы исключаем пробелы. И, соответственно, если ученик сильный, начинает работать с платформой, то быстрые задания, легкие задания, чтобы мотивацию не терять, также быстро проскакивают. И ему дается там на уровне сложнее. Если же ученик слабый, ему нужно больше повторений и отработок, соответственно, система будет до победного его обучать, задавать вопросы, пока он не перестанет делать ошибки. Вот, все, мы можем вернуться к презентации. В принципе, я показал механизм работы. Да, концепцию. Давайте. Так. Вот. А теперь подробнее о том инструменте для учителя, о котором я говорил. Он называется очень просто «Личный кабинет». Соответственно, учитель регистрируется на платформе сам, вносит деток в класс свой, и здесь у него вся разбивка есть. У меня, к сожалению, мало времени, но через 45 минут я буду в гимназии Пушкина, там я все буду подробнее показывать. Соответственно, учитель по каждому ребенку и по всему классу в целом видит статистику, как ребенок проходит тот или иной предмет. Он может увидеть, какие задания вообще решил ребенок, сколько времени он на них потратил, какие ошибки где допустил. И более того, здесь времени у меня нет показать, но он может перейти конкретно в то упражнение, где была допущена ошибка. Таким образом, у учителя полная картина по каждому ребенку, и он может индивидуально, в уроках это сложнее прорабатывать, практически невозможно, да, скажем, но на дом он может уже давать какие-то определенные упражнения, которые ребенок должен решить, чтобы быть на уровне со всем классом. Все эти успехи, которые детки показывают на нашей платформе, подтверждены независимыми исследованиями. Мы проводили 3 эксперимента в 3 регионах. Это Казань, Республика Татарстан, Тюменская область и Кемеровская область. Вкратце, как это выглядело. Там ничего сложного не было. Была выборка учеников по 3 регионам 1500. В начале учебного года сделали контрольный стресс, посмотрели текущий уровень успехов. И дальше разделили их на 2 группы. Одна занималась в соответствии со стандартной программой, другая в соответствии со стандартной программой плюс УЧИРУ. И по итогам года сделали еще один контрольный срез, и получилось, что рост успехов у тех ребят, которые занимались с УЧИРУ, он на 30% выше, чем те, кто занимались просто в соответствии со стандартными средствами и программой. Все эти экспертные заключения есть на сайте. Если нужны конкретные цифры или механизм эксперимента, можно дальше ознакомиться. Теперь о так называемом контенте, да, о том, что есть сейчас на платформе. У нас на данный момент есть цикл основных предметов начальной школы. Это русский язык, английский, математика, окружающий мир. Плюс в скором времени появится программирование. Это пока для деток младшей школы выдуманный псевдоязык, так скажем, программирования, на основе которых ученик будет вообще понимать, что такое языки программирования, как это работает. И в дальнейшем планируется перейти уже на конкретный язык программирования, это Python. Может быть, многим, по крайней мере, мне это много не говорит, но сам факт, что это будет конкретный язык, говорит о том, что курс будет прикладным. То есть ребенок его в дальнейшем, в будущем может использовать. Для основной школы у нас на данный момент есть полный курс по математике с 5 до 11 класса. В ближайшее время появится русский язык. И уже есть задание по английскому языку. Курс по английскому языку у нас совсем свежий, он активно развивается, и практически каждые недели-2 появляются новые уроки. И в ближайшее время, мы надеемся, что в этом календарном году мы запустим еще ряд новых курсов. Это, естественно, научный цикл, физика 7-11 класс, биология, география с 5 по 11 класс, и гуманитарные науки. Это история 5-11 класс и обществознание. Отдельным направлением нашей работы является проведение организации олимпиад. Олимпиады у нас бесплатные, и проходят они в онлайн-формате. Задания на них такие же интерактивные, красочные, даже в некотором случае даже более красочные, чем то, что я вам продемонстрировал. Соответственно, их невозможно повторить на бумаге, и таким образом дети действительно мотивированы, им интересно их проходить. И тут еще важный момент, что участие в этих олимпиадах принимают не только детки с какими-то успехами, либо где-то успевающие по одному предмету, да, но и вообще в целом даже те, кто в каких-то моментах западает.
И как практика показывает, это их мотивирует на участие. И более того, мы сделали следующим образом. Детки не получают оценки или там рейтинг за олимпиаду, они его не видят. Там в зависимости от успехов, причем ребенок этот принцип не знает распределения, он получит либо сертификат, либо грамоту. То есть он в любом случае будет, так скажем, награжден за старание и за обучение. Но учитель, естественно, будет видеть статистику по всем ученикам. Вот. И учитель за участие своих учеников также получает сертификаты, и во многих регионах наши сертификаты учитываются при аттестации. Вот. У нас сейчас уже идут 2 олимпиады по математике. Вот. Это математика Заврики, 1-4 класс, и математика, олимпиада УЧРУ по математике с 5 по 11 класс. У меня также есть распечатанные плакаты, если вдруг кто хочет свою школу проинформировать. У нас обычно учителя их берут, вешают просто на стенд на общий для информирования. Также на последнем столе можно взять. Вот. Помимо математики у нас есть олимпиады по английскому языку, по русскому языку. Также варьируется начальная школа, основная школа. И межпредметная олимпиада ДИНа. Это олимпиада, которая не заточена на знание определенного предмета. Да? Там стык разных областей. И направлена она на развитие нестандартного мышления и логики у детей. Вот. В завершение хотел бы сказать, что так как я ранее упомянул, что ребенок является центром образовательного процесса на УЧРУ, он является и центром вообще в целом образовательной платформы. Что это значит? То есть ученик работает на платформе, ну, учится, проходит задания. Родители и учителя могут это контролировать с помощью личного кабинета. Ну, учитель, естественно, возможностей инструментов больше. Вот. На уровне школы администратор, это может быть завуч, может быть директор, может видеть статистику по всем учителям, по всем детям, по всем классам в разных разрезах, в том числе и по олимпиадам. И уже на высшем региональном уровне министр образования может видеть статистику по всему региону, тоже в разных разрезах. В разрезах отдельного муниципалитета, отдельного города, населенного пункта, школы и даже класса. То есть сверху практически до конкретного ученика. Здесь представлен рейтинг. Так как мы онлайн-платформа и все действия происходят в интернете, то есть ничего скачивать не нужно, мы рейтинг, этот выбор проделали именно по посещаемости. И вот среди всех ресурсов подобного рода, мировых, УЧРУ занимает 37 место. И могу сказать, что мы работаем уже не только в России, у нас есть проекты в странах БРИКС, которые курируются на высшем уровне. Это Россия, Индия, Китай, Южная Африка и Бразилия. И есть ряд курсов, которые мы сейчас готовим для внедрения в другие страны. То есть это отечественный продукт, который востребован за рубежом, причем обоснованно и объективно. Вот, на этом все. Если какие-то вопросы ко мне будут, у нас мало времени, вот моя почта. Пишите, я с радостью отвечу. Пожалуйста, вопрос. Вопрос есть по платности контента и встраиваемости в этот платный контент учителей. Да, смотрите, самый важный момент, который я не упомянул. Платформа для учителей и учеников абсолютно бесплатна. В учебное время с 5 утра до 16:00 учитель может проводить неограниченное количество уроков. Ученик, соответственно, также в рамках этих уроков, у нас один урок 60 минут, не 45, потому что, ну, там есть организационный момент, учителю, может быть, там нужно больше времени, чтобы его организовать. Вот, соответственно, после 16:00 у ученика 20, он может решить 20 заданий. Мы делаем это следующим образом, что дома его, по идее, должен контролировать родитель, но мы не можем, тем не менее, нарушать нормы Санпина. И как практика показывает, что 20 заданий в день – это как раз в порядке получаса рекомендованных Минздравом вот, к работе с компьютером. Спасибо. Спасибо. Да. Можно, да? Да, да, да. Планируется ли интеграция с ГИСЭО этой площадки? С чем? Образовательной площадки. Сетевой город наш, ГИСЭО. Вы знаете, планов таких пока нет. У нас есть интеграция, вот как проект один из МЭШ, это Московская электронная школа. Это конкретно в регионе Москва. Как дальше будет развиваться, покажет практика, потому что, ну, вообще есть такая востребованность, да, чтобы наши задания были в каких-то общих каталогах. Работа над этим ведется, но, к сожалению, по срокам определенным я сказать пока не могу. Мы сейчас больше, ну, у нас основная
наша забота о детях, чтобы у них был полный спектр заданий, и параллельно, естественно, мы развиваем всякие кооперации и сотрудничество. Спасибо. У меня вопрос такой чисто меркантильный. Вот. Очень интересный проект, могу сразу сказать. 25 лет работаю в качестве, в том числе и в системе образования в университете. Вот. Могу ли я, как физическое лицо, в данном случае дедушка, у меня внуки учатся, вот, скажем так, воспользоваться вашей системой, зарегистрировать себя в качестве, как учитель, скажем, своего внука или внучку в качестве ученика, пусть он работает, я буду контролировать, как он все делает. Можете, но здесь проще сделать, у меня опять-таки было мало времени, там есть 3 роли. В том числе есть роль родителя, то есть вы можете регистрироваться как родитель, все, конечно. Все, поскольку не было упомянуто, мне Да. вопрос сразу. Для родителей тоже бесплатно. Да, но смотрите, если ребенок занимается в отрыве от школы, то есть когда у нас учитель зарегистрирует ребенка на платформе, тогда до 16:00 в неограниченном количестве заданий, после 16:00 20 карточек. Если родитель ребенка регистрирует сам, у него есть 2 пути. Либо ребенок будет проходить 20 заданий в день, если этого мало, есть возможность купить подписку, это вот чисто для родителей монетизация. Но она опять-таки там порядка 150-100 рублей в месяц за один предмет. Либо можно попросить учителя зарегистрировать вашего ученика, вашего ребенка, родственника на платформе, и тогда он будет работать в том режиме, в котором я сказал. Все понятно. Есть вопрос. Антон, подскажи, если довольны дедушка с бабушкой помогли ученику, это 20 заданий, половина они помогли. Как учитывать учителю? Это вопрос. Ну, смотрите, да, этот момент такой спорный, потому что платформа хоть и интерактивная, но ответственность за воспитание детей она брать не может. Это ровно. Да? Это лишь помощник детям и учителям. Поэтому это на совести родителей. Да, остается. Уже, скажем, в данном случае своему дитю, или там, это значит, вы не знаете, что есть такая платформа, и просто по просьбе внука решил помочь, подсказать. Но тут есть еще один, кстати, момент. При регистрации учителем ученика на платформе ученику дается квиток, ну, лист, да, где написан его логин и пароль, и код приглашения для родителя. И учитель видит, кто из родителей, каких учеников подтвердил своего ученика, сына да, на этой платформе. То есть здесь механизм контроля тоже есть. Некоторые. Да. Вот. Но все остальное на совести родителей, тут мы не можем ходить по квартирам, стоять над душами. Конечно. Спасибо. Поблагодарим еще раз. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, в нашей республике, в том числе и в городе Сыктывкаре, используются также ресурсы Московской электронной школы. И сегодня нам Болеслав Владимирович Скотский расскажет о мобильной электронной школе в образовательном пространстве на примере гимназии искусств во главе Республики Коми. Ну, хотел бы сказать, что видите, сколько много у нас разных компаний, которые могут предложить свои услуги. И эта избыточность, она нас радует по одной простой причине, что возникают некоторые конкурентные отношения. В данном случае перепутали мобильную МЭШ электронную школу с московской электронной школой, потому что мобильная электронная школа была переименована в мобильное электронное образование, МЭО. Но вот мы занимались в МЭО, к московской школе это никакого отношения не имеет, это тоже еще наш друг. И я бы, наверное, сказал о том, что более на практические вопросы обратил внимание. Первое, так как говорится о результатах, я немножко их коснусь, но прежде всего это, наверное, такой мостик к рэшу. Дело в том, что сегодня мы послушали рэш, да, и в принципе нам нельзя стоять в конце, потому что мы этот год достаточно успешно преодолели, прошли. Многие из вас были и на прошлых форумах, и я докладывал уже по первым результатам. Ну а сегодня, наверное, наша задача, наверное, показать те проблемы и те болевые точки, подводные камни, с которыми мы столкнулись. Потому что они есть, и чтобы не наступать на грабли, наверное, задача нас, как имеющих уже такой небольшой, но очень уверенный опыт, передать, что вот эти возможности и недостатки вот этих вот вещей. Но прежде всего я бы хотел
сказать, что... Значит, прежде всего могу сказать, что мы ворвались в мобильное образование в сентябре прошлого года, и у нас просто, грубо говоря, не было выбора. Это, кстати, оказало большое воздействие на педагогический состав и на детей, потому что вот эта проблема должна решаться комплексно. То есть не так, что вот учитель хороший, он взял и присоединился к РЭШ. Или, скажем, вот ученики выборочно. Если это не комплексная работа, то, скорее всего, успеха не будет. Отдельно, значит, локально каждый ученик работать с платформой ему будет сложно. А вот гимназия выкупила полностью с 7 по 11 класс всех учеников, и учителя все имели доступ к своему перечню предметов. Вот только тогда возможно формировать метапредмет. Только тогда. Потому что если каждый по своим комнаткам где-то что-то делает, это будет неэффективно. Но я говорю, что так как нас забросили туда, и уже 3 числа мы говорили о первых результатах, участвовали в цифровой площадке, ну и, соответственно, проводилась работа, проводились опросы, вебинары. Это очень важно. Наверное, у РЭШ такая же площадка, когда поддержка разработчиков очень мощная. И действительно, когда возникают какие-то вопросы, проблемы, ты можешь напрямую в Москву позвонить, выяснить, связаться, и всегда тебе помогут, потому что вначале всегда будут затруднения. Ну и проводились и опросы, анкетирование по вовлеченности педагогов, то есть достаточно хорошие позитивные результаты мы получили, но не просто так мы говорим позитивные результаты, потому что мы увидели, что количество педагогов, которые активно используют вот эти ресурсы и учеников, оно возрастало. Естественно, 100% результата никогда мы не добьемся, потому что есть, все мы разные, и, соответственно, кто-то использует, кто-то нет. Итогом стало проведение того, что мы в 2 этапа проводили серию открытых уроков, потому что есть такая вещь, как человеческий фактор. И пока человека не толкнешь к чему-то, да, он, как правило, стремится работать по традиционке. Как бы вы ни говорили, что мы на достаточно перспективной площадке, тем не менее, вот если надо, поставили задачу, надо провести открытый урок, человек зайдет в эту систему, человек поработает в этой системе и покажет свой результат. Ну, практически могу сказать, что порядка 70% педагогов показали свои открытые уроки, показали то, что они могут делать. Ну и, конечно же, я думаю, что мы такой эстафетной палочкой РЭШ передадим методические рекомендации. Почему? Это рекомендации по использованию ресурсов. Они, в принципе, универсальны. Они универсальны, потому что это для родителей и ученика. То есть, как зайти на площадку, как пользоваться ресурсами, каким образом наиболее эффективно построить свой образовательный маршрут. Это разработано, поэтому вы можете воспользоваться, мы вам это все оставляем. Ну, а в конце я бы хотел сказать несколько вещей по поводу тех проблем, с которыми сталкиваются все, кто начинает работать в данном контексте. Конечно же, все говорили о том, что проблема интернета, да, на этом остановиться не будем. Но тут больше методологическая проблема. Во-первых, это обучение, учеба тех участников процесса, которые бы могли грамотно использовать площадку. Компетенций часто не хватает. Поэтому я думаю, что вот предложение, может, у нас будет какая-то резолюция, да? Да. Вот предложение, может быть, не делать вот магистратуры и так далее. Это не каждый учитель пройдет. А вот в курсах КЛИРО предусмотреть, может быть, небольшие, но вполне внятные, для чайников, поэтапно, да, обучение учителей, которые бы включались бы в МЭШ или в РЭШ. Вот это было бы полезно. Ну и надо вот эту инертность учителей преодолевать, потому что, во-первых, должны быть специалисты в каждой школе, должен специалист, на которого можно было бы опереться, и который бы преодолел ту инертность учителей, да, или неготовность, или, как говорят, да, готовность к освоению новых технологий. Поэтому мы говорим, что пока это удел избранных, то это немного учителей, которые готовы окунуться в такую новую для себя стезю. Тем более по всем предметам. Ну, а говоря о МЭШ, мобильной электронной школе, она продолжает работать. И я просто рекомендую всем параллельно с РЭШ, да, бесплатной системой, купить недорого, это стоит 700 рублей на год,
Но вам могу сказать, что это очень наполненная система. Пока РЭШ сегодня пока еще не так сильно наполнена, и этот процесс только становления происходит. А эта платформа разработана в Сколково под эгидой товарища Кондакова, идеологов ГОС. И действительно, по отзывам учителей, реальным отзывам учителей, которые поработали плотно год этот в гимназии искусств, это очень хорошая платформа, которая соответствует федеральным государственным стандартам, при которой вы можете подготовить ребенка к ЕГЭ, и которая представляет из себя действительно полновесный урок, избыточный с информацией урок, к который вы приходите. Это свобода для учителя, это право выбора для ученика тех материалов и тех дидактических единиц, которые он осваивает. При этом в конце урока он получает конкретный результат. То есть это чисто по желанию. Я, например, остался в этой платформе и буду, конечно, работать и с РЭШ. Это неизбыточно. Можно собирать большой ложкой со всех ресурсов. Спасибо за внимание. Если есть вопросы. Это ученику по всей его линейке. 6 класс. Алгебра, все предметы. Кроме музыки, технологии, физкультуры. Вот таких предметов. Скорее всего, они будут даже, да. То есть ученик получает полностью от начала до конца. И могу сказать, что сейчас я работаю вот в этой платформе, работаю на международном уровне, как раз на этой платформе, даем уроки, изучаем. И, конечно же, реализация перевернутого класса – это просто великолепно. Это ты практически не сам пашешь и тащишь ученика за собой, а он работу делает, а ты идешь сзади, только немножечко корректируешь, поправляешь то, что у него не получилось, его, скажем, что называется, где-то затруднения исправляешь. Очень легко работать в этом плане, результаты хорошие, сразу чувствуется мотивация самого ученика и свобода самого учителя. Ты можешь очень много интересного рассказать. Я их передам в институт, конечно. Ну а так тоже перешлем. То есть там поэтапно, делай раз, потому что не все родители компетентны. Там отдельно для ученика, для родителей. Делай раз, делай два, зайди туда. И вот так поэтапно. Спасибо. Благодарим. Не-не-не. Для следующего выступления мы приглашаем Игоря Анатольевича Муртазина, кандидата педагога, заведующего кафедрой общетехнических дисциплин и методики обучения технологии Сыктывкарский государственный университет имени Екатерины Сорокина. Игорь Анатольевич расскажет о массовых открытых онлайн-курсах, которые разработаны университетом и предлагаются нам для открытого пользования. Здравствуйте, коллеги. Я прежде всего чуть-чуть оговорюсь, немножко записал, может быть, я ошибся, когда передавал доклад. Все-таки это презентация платформы, первая презентация платформы массовых открытых курсов Сыктывкарского государственного университета имени Екатерины Сорокина. О самих курсах немножко скажу, конечно же, но это не суть сейчас. Данная платформа и предпосылки ее создания вообще. Сегодня уже многие говорили о электронной образовательной среде, о платформах, различных платформах образовательных для школы. Для вузов, я вам скажу, существует платформ гораздо больше, которые можно применять по массовым открытым онлайн-курсам. Это и зарубежные платформы, также и отечественные платформы. И предпосылок для их создания много. Россия немножко отстает от мирового опыта использования таких платформ. Но не включаться в эту работу нельзя, иначе мы потеряем, наверное, можем даже потерять вплоть до того, что абитуриентов своих, или какую-то их часть. В университете какие были предпосылки для создания данной платформы? Где-то 2014 года, начиная, я руковожу Центром дистанционного обучения Сыктывкарского государственного университета. И в этот момент поставили передо мной задачу развернуть дистанционное обучение для студентов. Были развернуты две платформы, так исторически сложилось. Это Moodle и Front. И путем практического применения мы выявили то, что система eFront, развернутая в университете, она не особо подходит для создания открытой образовательной платформы. И преподаватели, наиболее продвинутые преподаватели в области дистанционного обучения, в ней свои курсы не размещают. В связи с ее отсталостью
именно той версии, которую используем мы. Я не говорю, что вам в целом не подходит. Вот. Кроме того, существуют еще объективные предпосылки, которые продиктованы открытой национальной платформой «Открытое образование России». Да? Вот данные предпосылки взяты оттуда, мы к ним полностью можем присоединиться, и именно это распространение знаний, реализация социальной миссии университета и так далее. У нас есть еще собственные предпосылки к созданию данной платформы. В прошлом году Сыктывкарский государственный университет стал опорным вузом нашего региона. Соответственно, есть программа развития этого университета. И в рамках этой программы мы должны делиться опытом, накопленным преподавателями, профессорами университета с регионом. Ну, в том числе при помощи данной платформы мы это делаем. То есть на ней выкладываются лекции, на ней выкладываются какие-то курсы по разным областям науки. Конечно, большая часть их в информационных технологиях, да, но, например, по релиоведению есть, по биологии есть курсы и лекции. Вот. Это вот одна из предпосылок. Кроме того, преподаватели наши, ну не столько преподаватели, сколько, наверное, кафедры и институты заинтересованы в абитуриентах, которые будут поступать к нам. И многие кафедры стараются с абитуриентами работать еще когда они в школе. Да? И ко мне обращались, начиная еще с 14, да и до этого уже, можно ли как-то школьников в нашу систему завести, в нашу систему Moodle, для того, чтобы дистанционно с ними поработать. До того, как вот данная платформа открылась, я говорил им нет, ни в коем случае, потому что статистика студентов, она, ну там только, это внутренние ресурсы, и там только наши преподаватели и только наши студенты были. После того, как мы развернули открытую платформу, вот этот момент мы смогли обойти, и, например, преподаватели Института педагогики и психологии проводят заочный, наверное, этап олимпиады для детей, для младших школьников, да, через платформу Moodle, к которой они все привыкли работать. Ну, вот такие предпосылки, такие объективные есть. Но, кроме того, вот на следующем слайде представленные предпосылки, это все-таки монетизация. Ну, рано или поздно к этому, я думаю, мы придем. Да, для этого монетизация вот опыта нашего, чтобы можно было продавать все-таки эти курсы так, как это делают другие платформы. Да. Но для этого нужно решить административные вопросы, нужно решить технические вопросы. Ну, например, прокторинговую систему запустить, систему определения пользователя курсом с другой стороны интернета, да, определение его личности, ну и так далее. То есть эти вопросы, пока мы не решаем, они стоят в будущем перед нами, как предпосылки развития платформы. Теперь посмотрю, каким образом мы используем ее в нашем образовательном процессе. Моделей использования онлайн-курсов в образовательном процессе достаточно много. Но если самый высокий уровень, это чистое применение МООC в образовании, тогда нужно поделиться часами, поделиться финансами, купить курсы, ну, например, на НКО «Открытое образование» в России, да, перевести туда часть денег, сократить преподавателя или забрать у него часы. Или, например, решить проблемы образовательной программы, которая к аккредитации уже подходит и не хватает профессорско-преподавательского состава, чтобы защитить эту программу на аккредитации. Тогда мы можем подключить профессора с МГУ, например, который разместил свой курс на одной из платформ и разместить это у себя. Да. Ну и самый низкий уровень, на котором пока мы находимся, это где контент и наполнение платформы используется для самостоятельной подготовки студентов. Конечно, размещение онлайн-курсов в образовательных программах нам диктует сверху, в том числе и Министерство образования Российской Федерации. То есть ежегодно идут отчеты, сколько таких курсов применяется в образовательных программах и так далее. И сейчас в университете механизмов перезачета, а это обязательный механизм, чтобы онлайн-курс в полной мере, в чистом виде был использован, в университете таких механизмов нет. Наш учебный отдел пока и юристы сомневаются, что это нужно делать, хотя шаги предпринимались, но не смогли договориться на сегодняшний день.
Но я думаю, что если будут свои курсы разработаны, и, ну, допустим, на одной из программ он разработан, на других программах по информатике те же самые курсы можно будет использовать. Пойдет это за отчет или нет, не знаю. Здесь уже сложный вопрос, и он административный скорее. Вот, что такая модель предусматривает? Модель, когда самостоятельная подготовка студента идет, используя МООК. Это онлайн-курс как вспомогательный материал рассматривается. Дальше промежуточная аттестация в этом курсе не проводится, проводится преподавателем. Никакой оплаты студент не производит. В принципе, вот по этой модели можно взять любой открытый массовый онлайн-курс и встроить в любую программу. До момента промежуточной аттестации все эти курсы бесплатны. Ну и у нас будет так же, и в данный момент так же. А как только доходит дело до аттестации, там уже нужны либо вступают финансовые какие-то отношения. Ну а теперь немножко о платформе, из чего она состоит. Пока она небольшая и ей еще даже нет года, состоит она пока из 3 модулей. Это массовые открытые онлайн-курсы. Их там немного, в основном они по информационным технологиям, и не больше 8 на сегодняшний день. И они не могут быть зачтены, как, например, повышение квалификации курса. Потому что количество часов на этих курсах ограничено, до 12. Да? И вы все понимаете, что это невозможно. Но я уже говорил, по каким причинам. Дальше, открытые образовательные ресурсы. И вот этот ресурс наполнен достаточно сильно, порядка 50 ресурсов. И вот в ближайшее время планируем там размещать еще достаточно много лекций. Ну, например, порядка 70 лекций видео будет размещено по микропроцессорной технике. Эти лекции будут доступны и школьникам, читаются достаточно интересно и хорошо. И я думаю, что есть смысл обратиться, у кого из детей к робототехнике влечения, то есть как программируются микроконтроллеры, там на пальцах буквально объясняют наши преподаватели. Ну а конкурсы и олимпиады, они есть, и этот ресурс используется. Я уже говорил, что раньше это было сложно сделать, но на сегодняшний день вот мы позволили нашим преподавателям привлекать учащихся школ вот в такой форме работы. Далее. Характеристика системы. Она развернута на платформе Moodle. Причину я сказал. Данная версия Moodle одна из последних. Год назад была последняя, да, то есть за год там порядка 5 релизов вышло, но за этим гоняться мы не будем. Количество учащихся вот на сегодняшний день, я не говорю, сколько их получилось всего, потому что люди удаляются, вот сейчас это порядка 500 человек зарегистрировано студентов. Ряд курсов подразумевает, здесь моя мышка нужна, получение электронного сертификата, и это удобно как раз для организации олимпиад, чтобы можно было чем-то ребенку отчитаться. Сертификат сейчас выйдет, автоматически создается, но это шаблон, да, но для каждого ребенка будет автоматически выведен такой сертификат, подтверждающий о том, что он задание по олимпиаде решил верно. Прокторинговой системы нет, поэтому мы здесь, это заочный тур, да, очно потом дальше проводятся нормальные туры уже. И где ребенка мы видим, да, и знаем, и получаем знания напрямую от него, ответ. Ну а здесь, как вот... Все, да? Но у меня это последний слайд. Система в Moodle... Сейчас я вернусь назад. Наверное, сюда. Это крайний слайд, последний. Для генерации электронных сертификатов были добавлены модули, называются они сертификат и простой сертификат, и это вот только на этой платформе. Если брать общеуниверситетскую, там нет у нас таких сертификатов. Пока. Спасибо за внимание. Благодарим. Пожалуйста, вопросы? Есть одно уточнение. Да. В курсе, который разрабатываете, используете, сказали, что лекционный материал размещают. Да, лекционный. Это чисто такой
компоновочный материал, или это видеокурсы, которые сам преподаватель читает на видеосъемке? Вот получается два варианта теперь уже, да, если раньше в основном это был текстовый материал, ну или графический, да, то в этом году планирую разместить порядка 70 лекций в видео курса, но преподаватель там за кадром читает, то есть живым голосом, и демонстрирует экран компьютера, поскольку это микропроцессорная техника. Вот такие. Но в основном, конечно, видеолекции пока не размещены, там размещены некие наши записи конференций преподавателей, где участвуют. И вот мы размещаем такие видеоматериалы. Тоже для интереса, но в основном, не в основном, а по работе в системах дистанционного обучения. Почему я спрашиваю? Да. Статистики занятий и материалы другие можно, а вот чисто лекционные материалы, без авторские права соблюдать, нам что очень трудно, поэтому как соблюдать, если просто взять материал, любой преподаватель может отказаться, имеет право. Это понятно. Мы без разрешения преподавателя, во-первых, этого не делаем. Во-вторых, ну, по религиоведению, например, там лекции загружены. И преподаватель, доктор наук, да, он имеет публикации на этот счет, то есть у него защищено уже все. Проблема возникает всегда, конечно, когда мы видео да. Спасибо. Есть еще вопрос? Можно вопрос такой, как вы говорите, есть возможность включать онлайн докторантуру, особо центральных регионов, чтобы они выезжали сюда в СПК, да, они дистанционно обычно начали. В принципе, снижают расходы, правильно? Ну, оптимизация такая происходит. Да. А не повлияет ли это на снижение качества образования, поскольку приезжая сюда на месте и проводя интенсивы, это не дает свой такой и харизму, и опыт, чего обычно не наблюдается? Но здесь вообще, да, я отвечу, но это такой вопрос, вопрос открытый, риторический, на который, отчет не открытый. Здесь уже много раз говорили, что лучше, конечно, видеть вживую человека и с ним работать реально нормально, но не всегда мы это можем, да, и это дорого, вы правильно сказали. А доступ к образовательным ресурсам на сегодняшний день открывается именно при помощи онлайн-курсов, открытых онлайн-курсов. Это просто доступность, и тот, кто мотивирован, он все равно получит то, что ему нужно. Не для всех, наверное, да. Ну, 2 раза для отчета должен приехать докторант. Ну да. Себя показать. Остальное можно в онлайн. Благодарим еще раз, Юрий. Спасибо. Вячеслав Алексеевич скажет несколько слов о том, куда направлять предложение в резолюцию нашего форума. Да, коллеги, у нас есть сайт форума minom.sectsu.kriro.ru, и здесь есть любой участник форума и не участник форума, любой учитель может, значит, кнопочка «Подать предложение в резолюцию», выбрать площадку, фамилия, должность, организация, роль, модератор, участник, эксперт, и записать сюда те предложения, которые вы хотите внести. Кнопочка «Отправить». Поэтому компьютеры сейчас есть. Если у вас какие-то мысли есть, вы уже можете, так сказать, их сформулировать. Так, а далее мы начинаем презентацию единой системы дистанционного обучения Республики Коми. Одной из составляющих проекта современная цифровая образовательная среда. О том, что такая система создана, говорила в своем выступлении Виктория Александровна Быстрова, и сейчас Вячеслав Алексеевич представит ее основные возможности. Да, коллеги, добрый день, уважаемые коллеги. Значит, многое из того, что я хотел сказать, уже было сказано. Я просто хочу заострить ваше внимание на 2 стратегических документах. Это указы президента Российской Федерации, которые говорят о том, что должна быть создана современная и безопасная цифровая образовательная среда, обеспечивающая высокое качество, доступность образования всех видов и уровней. И второй указ – это созданные на основе информационной и коммуникационной технологии системы управления, мониторинга во всех сферах общественной жизни, в том числе и в образовании. Есть распоряжение правительства Республики Коми, которое утвердило положение о единой информационной образовательной среде Республики Коми, что об этом уже сегодня было сказано, поэтому несколько слайдов я просто полистаю, потому что было уже в выступлении. Значит, цель единой
информационной образовательной среды, ее системообразующие компоненты. И одним из компонентов, если вы видели, это единая система дистанционного обучения. Приоритетный проект современная цифровая образовательная среда, о котором сегодня говорилось. И один из компонентов этого проекта – это создание единой системы дистанционного обучения. У нас есть много сайтов, уже разбросанных, так сказать, сайтов именно дистанционного обучения, которые сделаны, в общем-то, в том же режиме. Это на Moodle, как и только что было представлено Игорем Анатольевичем. Это сайт Сыктывкарского государственного университета. В КРИРО есть система дистанционного обучения, есть система дистанционного обучения в КРАКСе. То есть цель вот этого всего — собрать все в одно место, постараться собрать все это в одно место. Поэтому и была разработана единая система дистанционного обучения Республики Коми. Она создана тоже на Moodle, поэтому Игорь Анатольевич ушел, да? Вот, предложение университету будет, наверное, вместе нам посотрудничать и, возможно, работать вот именно над этой системой, потому что она, вы видите, предполагает не только сферу образования, возможно, какие-то будут открыты дистанционные курсы в медицине, в социальной сфере, в других каких-то областях, где можно было аккумулировать все это вот как раз вот здесь. Адрес на слайде, адрес этой системы на слайде eduarcomi.ru. И, в общем-то, уже здесь есть некоторые курсы, о них сегодня тоже будет идти речь, будет идти разговор. Ну, я сейчас чисто просто продемонстрирую. В настоящее время готовится положение об этой системе, готовится как бы инструкция по работе в системе. То есть, естественно, что курсы, которые будут здесь размещаться, они должны пройти экспертизу, скорее всего, нашего экспертного совета Республики Коми. Но, учитывая, что уже вот на предыдущем слайде я показывал, там была система дистанционного обучения для детей, республиканская, на которой проходит обучение дети малокомплектных школ, где отсутствуют учителя. В частности, проводит центр дистанционного обучения это обучение. И с того ресурса курсы были перенесены уже вот в новую систему. Значит, данная система полуинтегрирована, будем говорить так, с государственной информационной системой, с ГИСЭО. Каким образом полуинтегрирована? Можно использовать логин и пароль от ГИСЭО при входе в эту систему. Учителя, и на центральном слайде, на главной странице, внизу она малозаметна. То есть учителя, когда войдут в эту систему, они могут подать заявку для того, чтобы их зарегистрировать на тот или иной курс или сделать учителем на том или ином курсе. Уже войдя в систему, учителя могут прикреплять своих учеников, которые заходят в систему под логином и паролем от ГИСЭО. От ГИСЭО могут заходить. Но там единственная есть проблема, надо подтвердить адрес электронной почты. К сожалению, по законодательству там не все дети могут иметь этот адрес, да, с определенного возраста. Но мы попробовали, чисто можно такое, сонаряк, с электронной почты попробовать использовать. Значит, курсы уже некоторые есть здесь. В системе образования, в частности, мы сейчас разрабатываем электронный учебник по коми-языку. Значит, можно его использовать, он уже тоже здесь есть. В частности, есть, ну вот, о которых будет чуть ниже сказано, это за страницами учебника по подготовке к ЕГЭ. Ну и я уже сказал, учителя-дистанционщики, которые работают с малокомплектными школами,
уже вот разместили здесь свои курсы и тоже используют в работе. Значит, приглашаем вас к сотрудничеству, к наполнению. Но я уже сказал, что как бы для наполнения курсы должны будут пройти экспертизу. Так, вопросы какие будут? Да? Вячеслав Алексеевич, скажите, пожалуйста, курсы, которые разрабатывают они у вас рассказали про экспертизу? Ну, в настоящий момент вот эти курсы пока не проходили экспертизу. Как бы нам же надо что-то, будем говорить, запустить, да? Предполагается. Да. Вы предполагаете, то есть, в принципе, те материалы, которые со временем у вас будут накапливаться, они у вас будут подтверждены некой экспертной оценкой, и такая экспертная оценка будет являться, условно говоря, гарантом качества этих курсов, что они в любом случае соответствуют каким-то требованиям образовательных программ. Скажите, а может быть имеет смысл вести такое предложение, если курс прошел сертификацию, например, экспертизу на этом сайте, у вас, что учителя такие могли бы получать дополнительные какие-то баллы во время своей аттестации? Внести положение об аттестации, я не возражаю, конечно, да. которые могли бы, например, те же самые республиканские уровень, да, 2 балла дополнительно давать учителю при аттестации. Ну, более того, у меня, например, предложение, что если курс сертифицирован и прошел, так сказать, что он готов к размещению, то эта работа должна быть учителю оплачена. Вот, я считаю, что это огромнейший, так сказать, пласт работы. И, как бы Виктория Александровна сказала в своем выступлении, что они предполагают грантовую поддержку. Я думаю, что вот одно из направлений это будет вот как раз грантовая поддержка разработанных курсов. Не сможет оплатить курс, видите, размещен у вас. Нет, я имею в виду централизованно со стороны Министерства образования должны быть какие-то шаги к оплате этой работы. Коллеги, кто смотрел Московскую электронную школу, кто смотрел, заходил туда, все курсы разработаны при грантовой поддержке. Там учителя получили за разработку курсов достаточно приличные суммы денег. И, естественно, бесплатная работа, это огромный труд, сделать хороший труд. Кто работал в Moodle, не только в Moodle, а вообще при разработке курса. Даже рабочую программу учитель составляет в школе, это тоже, я считаю, огромнейший труд, который должен быть оценен. Спасибо. Спасибо. Продолжит тему по электронной образовательной среде Юлия Васильевна Королева, учитель Центра дистанционного обучения детей-инвалидов Республиканского центра образования. Уважаемые коллеги, я как раз тот учитель, который занимается разработкой курса за страницами учебника биологии. Также нас попросили разработать курсы со страницами учебника обществознания и со страницами учебника математики. То есть для чего все это было нужно? Получается, что у нас результаты государственной итоговой аттестации, да, это ОГЭ в 9 классе, желают оставлять лучше. То есть если мы посмотрим на статистику, то видно, что средний балл, средняя отметка далеко не по всем предметам является, даже достигает среднего балла 4. Вот, поэтому у нас любезно попросили в рамках проекта обучения малокомплектных школ разработать курс для работы с малокомплектными школами, с ребятами, которые будут сдавать вот эти экзамены в 9 классе. Ну, мы видим, что за последние годы также уменьшается количество детей, которые приступают ко второй части КИМов, ОГЭ, да, я как эксперт это вижу наглядно, вот, поэтому и имея опыт эксперта, да, я разработала курс вместе с другими учителями дистанционного образования за страницами учебника биологии. Какие школы участвуют в данном проекте? В данном проекте участвовали школы Краткировского района, это Визябаш поселок, поселок Нёвдино, поселок Намс и поселок Усть-Легче. Причины, да, вот таких низких результатов. Одной из причин как бы, вот этих низких результатов сдачи ОГЭ является повышение объективности проверки экспертами ответов в части
2, да, 3, и ужесточение шкалы перевода первичных баллов, а также недооценка со стороны аттестуемых уровня сложности экзамена по предмету. И, конечно же, нет времени у учителя повторять системный материал, да, за уровень 5-8 класс. Цель нашего проекта – повышение качества подготовки выпускников 9 класса к сдаче единого государственного экзамена. Одной из задач такой работы – это создание условий для формирования цифровой грамотности учащихся. В ходе работы по реализации проекта был создан как раз информационная среда. Здесь пока представлены еще скриншоты со старой среды Moodle. Сейчас работает вот новая среда, которая называется единая, да, образовательная информационная среда. То есть все материалы перенесены туда. Что мы здесь размещаем? Здесь, конечно, идет у нас теоретическая часть. Ребята изучают теорию вместе с учителем. То есть здесь получается 2 в 1. Учитель работает по скайпу, говорит, да, озвучивает, плюс ребенок работает сам. Далее идет наработка по заданию ИСКИ. То есть, в частности, вот я как учитель биологии подбирала именно задания по темам. То есть это, конечно, очень большая работа. То есть нужно подобрать по темам все эти кимы, да, разработать материалы, разместить в среду и потом уже работать. Вот, пожалуйста, представлен как раз КИМ, да, задание из КИМа типичное на ОГЭ. И здесь вот есть ответы на задание. Сетевой учитель потом проверяет и может комментировать. То есть ребенок видит свой результат, а также какие ошибки он допустил. И может проанализировать свои ошибки и, соответственно, проконтролировать свой уровень обучения. Итоги реализации проекта показали, что проект можно признать успешным. По результатам государственной итоговой аттестации по образовательным предметам основного общего образования наблюдался рост среднего балла сдачи ОГЭ обучающихся. Это в поселке Визябаш, в поселке Намск и Усть-Левче. Отрицательная динамика по результатам ОГЭ наблюдалась в поселке Нёптино. Но наблюдались, конечно же, и сложности. Так как мы первый год работали по этому проекту, это слабая материально-техническая база малокомплектных школ, устаревшее оборудование, низкая пока скорость интернета, как нам тут обещали 50, да, у них от силы 1, то есть это постоянно зависает, скайп, и приходится ребятам работать дистанционно, вот в этой как раз дистанционно-образовательной среде. Поэтому информационная среда очень выручает в такой работе. И низкая заинтересованность дистанционного обучения как обучающихся, так и педагогов МКШ. Ой, не МКШ, ну да, правильно, педагогов малокомплектных школ. Да. Они пока не совсем, наверное, воспринимают как улучшение, да, данной работы. Может быть, пока отрицательно. Это все мешает, конечно, работе. Ну и вывод, да, какой мы можем сделать. Конечно, данная работа позволяет формировать цифровую грамотность учащихся образовательного процесса, дает возможность проводить контроль и самоконтроль, позволяет решить проблему с нехваткой учебного времени у учителя. То есть это большая помощь. Можно ученику самостоятельно проходить вот эти КИМы, когда мы не всегда успеваем это сделать на уроке. У меня все. Спасибо за внимание. Ваши вопросы, если есть. Спасибо. Если вопросов нет, тогда мы предоставляем слово нашему следующему участнику. Кузнецова Татьяна Александровна, методист отдела оценки качества образования в главе Республики Коми Спиридонова, расскажет о методическом сопровождении непрерывного профессионального роста педагога в условиях цифровизации образования. Добрый день, уважаемые коллеги. Сложно для решения. В настоящее время особое значение приобретает готовность учителя к участию в инновационной деятельности, в связи с чем идея непрерывного образования или образования в течение всей жизни выходит на первый план. Профессиональное саморазвитие сегодня не может ограничиваться посещением курсов повышения квалификации или сдачей аттестационного портфолио педагога.
Сформировать компетенции, требуемые для реализации педагогических функций в условиях новой реальности цифрового образовательного пространства, возможно именно благодаря системной работе. В России требования профессиональной компетентности педагога были определены еще в 2013 году в формате отраслевого стандарта. Сегодня мы имеем в качестве объективной процедуры только одну форму оценивания. Это аттестация педагога, которая фактически предусматривает одномоментный срез профессиональной компетенции раз в 5 лет в виде портфолио либо экзамена. Между тем, в последние годы на первый план выходят процедуры независимой оценки качества образования. А подобный подход подразумевает переход от процедуры разовой экспертизы в режим мониторинга. В этих условиях процесс подготовки педагога к аттестации должен начинаться сразу после завершения предыдущей аттестации и осуществляться на системной основе. Таким образом, профессиональное саморазвитие педагога становится непрерывным. Сегодня большинство образовательных организаций как Республики Коми, так и России в той или иной степени учитывают инновационные режимы образования. Однако управление ими, которое осуществляется на основе устаревших механизмов, значительно снижает эффективность и результативность новшеств, вводимых в педагогический процесс и его инфраструктуру, тормозит перевод образовательных систем в режим открытого образования. Перед современной педагогикой стоит запрос на разработку системы диагностики, коррекции и внутреннего аудита профессионального становления учителя. До настоящего времени в образовательных организациях традиционным является объединение педагогов с целью методического самообразования по принадлежности к той или иной предметной области. Например, математика, информатика и ИКТ, филология, общественно-научные предметы и так далее. Таким образом, в одном методическом объединении могут быть вместе как молодые педагоги, так и учителя-стажисты, как учителя-новаторы и те, кто долгое время находится в состоянии профессионального выгорания. В то же время такое разделение по предметным областям не учитывает профессиональные достижения и дефициты педагогов по предметным, методическим, психолого-педагогическим и коммуникативным компетенциям. Как же объединить их всех одной целью – повышением качества образования? Как сделать эту цель значимой для каждого педагога? Необходимо определить профессиональные дефициты педагога, а это значит недостаточно развитые компетенции, которые необходимы для осуществления профессиональной деятельности, и помочь ему самостоятельно определить траекторию своего профессионального роста. Так, в 2015-2016 учебном году на базе отделения общего образования гимназии искусств при главе Республики Коми был проведен онлайн-мониторинг профессиональных компетентностей педагогов на основе разработанных Ириной Владимировной Кузнецовой под руководством Владимира Дмитриевича Шадрикова методики оценки уровня квалификации педагогических работников. Оценка профессиональной компетентности опирается на системно-деятельностный подход и осуществляется на основе анализа 6 ключевых компетентностей, являющихся основными для успешной деятельности педагога. Представленные графически, они выглядят как диаграмма ключевых компетентностей педагога. Конечно же, для предметной нашей с вами беседы я лучше сразу определю понятие, что мы имеем в виду под компетентностью. Это новообразование субъекта деятельности, которое формируется в процессе профессиональной подготовки и представляет собой системное проявление знаний, умений, способностей и личностных качеств, позволяющие успешно решать функциональные задачи, которые составляют сущность профессиональной деятельности. Благодаря социальному партнерству с Сыктывкарским государственным университетом имени Петерима Сорокина в лице непосредственно Михаила Дмитриевича Китайгородского, который руководит магистерской программой информационной технологии в образовании, в лице научного руководителя Новиковой Натальи Николаевны, доктора педагогических наук, а также непосредственном участии магистранта, выпускника этого года Анны Витальевны Нишанбаевой, мы тот мониторинг профессиональной компетентности, который прежде мы проводили в бумажном варианте, это был 2013 год, в 2015 году мы проводили его онлайн, и я также как методист
встречалась и консультировала педагогов по вопросу их профиля, профессиональной компетентности, по их индивидуальному запросу, потому что, наверное, не секрет для каждого из вас, профессиональное саморазвитие – это в первую очередь личная позиция педагога, и формировать ее извне, кнутом или морковкой, которая, как ослика, нас будет вести вперед, чрезвычайно сложно. Нам удалось с помощью Excel-опросника перевести в формат цифрового методического паспорта основы для самооценки своей профессиональной компетентности педагогов, вот эту методику. Конечно же, за столбцами диаграммы личность педагога не видна, но в любом педагогическом коллективе есть учителя, которые объединены общими интересами профессионального развития. Например, вот здесь представлена диаграмма ключевых компетентностей педагога, где на самом низком уровне находится компетентность в области постановки целей и задач педагогической деятельности. Я постараюсь более кратко. Таким образом, тех учителей, у которых эта область их профессионального развития также западает, мы можем объединить в так называемый микроколлектив, например, ВТК, МО или предметную кафедру для воплощения конкретной цели. В этом временном творческом коллективе создаются условия для командной работы, где каждый осознает необходимость вклада собственных усилий и развития личных компетенций. В 2016-2017 учебном году мы объединили наших педагогов в межпредметные методические объединения, когда педагоги сами могли по своим интересам образовать группы. Этой группой учителей руководил лидер, и они могли повышать свою профессиональную компетентность в логической последовательности. В первую очередь, начиная с информирования, потом мотивации к участию в этом проекте, в распределении зоны ответственности, выбора формы повышения квалификации или уровня компетентности, деятельность, саморефлексия, а дальше использование этих интеллектуальных приростов на практике. Педагоги были объединены в группы МПМО, руководители информировали участников о планируемых результатах. Так, например, у нас есть такой интересный опыт, когда учитель физики и информатики Дмитрий Иванович Фомин в своем МПМО, электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, помог учителю коми-языка родного создать электронное пособие по коми-языку, которое в дальнейшем могло быть полезным для данного учителя в участии в международных проектах, финно-угорских группах. Далее, по данным этого мониторинга, что нам еще удалось сделать? Мы выровняли общий компетентностный фон в нашем коллективе. Эта презентация будет на сайте, да, вы можете увидеть, что у нас есть, пускай даже может быть, незначительный прирост на 1, на 2 балла, но все-таки этот прирост является системным по учебному коллективу, который состоит из 40 человек. В динамике, а это лонгитюдное исследование в течение 3 лет, 2015 и 2018 год, всего у меня участвовало 27 человек, мы учли то, что у нас есть уход, например, да, из гимназии, и мы выбрали только тех, кто оставался на работе. Что нам позволяет сделать эта диагностика? Конечно же, мы можем наметить тренды профессионального развития учителя. Как индивидуальные тренды, так и внутри методических объединений, так и внутри нашего педагогического коллектива общей школы гимназии искусств. Когда учитель видит это все на диаграмме, визуально он сам может целеполагать, и эта деятельность по самостоятельному развитию является для нас максимально ценной. Что же мы хотим представить вашему вниманию? Как известно, мы сейчас на площадке «Цифровая образовательная среда». Систематизировать и анализировать результаты работы позволяет цифровой методический паспорт педагога. Он может использоваться как инструмент самооценки и саморазвития профессиональной деятельности, а также для совместной продуктивной деятельности с коллегами. Он может быть размещен как на облачном сервисе, так и на сайте образовательной организации, так и в модуле «Педагогический портфолио» системы ГИС-ЭО. В нем представлены следующие разделы. Это базовые сведения, например, квалификация, педстаж и профессиональная кредо.
матрица профкомпетентностей. Это повышение квалификации, чтобы учитель знал, когда у него следующая процедура аттестации, и готовил свое повышение компетентностного уровня именно в соответствии с профессиональным дефицитом, а не просто от того, что ему эта тема по той или иной причине интересна. Также здесь указываются используемые современные педагогические технологии. Есть методическая копилка, это рабочая программа учебного предмета, технологические карты уроков и их возможности, КИМы, публикации, а также лист самооценки эффективности, ну и так далее, и так далее. Все здесь есть на сайте. Базовые сведения выстроены таким образом, что учитель может увидеть внутри своей маленькой группы, каков же их профиль внутри их методического объединения. Далее, пример страницы сайта. Мы пока остановились на такой платформе, как Google. И здесь справа написаны разделы этого сайта. Это планирование, конечно, работы методического объединения. Это те декады, которые они показывают в течение учебного года. Отчетность, что немаловажно, для того, чтобы снизить нагрузку на педагога. Мы выводим это все-таки в цифровой формат, потому что BSEO позволяет нам автоматом какие-то отчеты выводить. Сам цифровой методический паспорт, педагогические гостиные, потому что мы полагаем, невозможно уходить только в цифру. Если у нас не будет непосредственного живого общения, когда мы, например, празднуем дни рождения друг друга, профессиональные праздники, определенные знаменательные даты стажа работы внутри образовательной организации, мы через педагогические авторские гостиные можем сделать начинку, содержательную наполненность именно этих всех цифровых ресурсов. Также представлены открытые уроки, семинары, практикумы, учебные конференции и демонстрационные площадки. Далее. Таким образом, цифровой методический паспорт педагога является основой для формирования аттестационного портфолио, а также совместной работы и дистанционного взаимодействия с коллегами. Перспективное планирование профессионального саморазвития педагога может быть реализовано через систему коллективных календарей, метод объединения учителей, например, с помощью программ Microsoft OneNote, или календарь Google, или календарь на Mail.ru, да, их достаточное количество. Педагоги сами выбирают участие в проведении стажировочных площадок, образовательных форумов и конференций. Создание цифрового методического паспорта педагога, а также его ведение, систематизирует методическую работу. Наполняя его, учителя выступают в роли руководителей мини-проектов, а значит берут ответственность персональную, да, за свое профессиональное развитие. А руководитель метод объединения или методист выступают в роли координаторов или наставников. Таким образом реализуется потребность самореализации учителя и возможность получения одобрения со стороны коллег, а также признания администрации. Кратко, наверное, об итогах деятельности МО «Сетевое образование» вам уже рассказал Болеслав Владимирович Скротский, мой коллега. И о чем бы мы хотели еще сказать? В результате деятельности МПМО, межпредметных методических объединений и системной работы участниками авторских коллективов были разработаны такие продукты, как методические рекомендации, воспитательный потенциал урока как фактор личностного развития обучающихся и результативности учебной деятельности. Это положение о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, о банке контрольно-измерительных материалов для оценки качества образовательных достижений обучающихся, положение о дистанционном обучении в гимназии искусств. Учителями пополнен банк заданий повышенного уровня сложности для одаренных детей, а также успешно проведена апробация комплексного электронного образовательного продукта «Мобильное электронное образование». Я благодарю вас за внимание и хочу пригласить вас на наш сайт образовательной организации, сайт гимназии искусств при главе Республики Коми имени Юрия Алексеевича Спиридонова, а также в рамках празднования 80-летия со дня рождения первого главы на конференцию, уже 6-ю межрегиональную конференцию «Спиридоновские чтения», которая пройдет 20 ноября. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы. Благодарю, Татьяна Александровна. Особенно в свете формирования национальной системы учительского роста, да, и есть чему поучиться у коллег, опыт перенять. А мы продолжаем работу нашей площадки. Также очень важными вопросами в развитии цифровой образовательной среды являются вопросы
безопасности. И мы приглашаем Екатерину Александровну Пикалеву, ведущего методиста издательства «Просвещение». Она расскажет нам о возможности организации информационной безопасности школьников в социальных сетях через совместный проект издательства «Просвещение» и лаборатории Касперского. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Все-таки, да, мы говорим о цифровой образовательной среде, мы понимаем, что у нас сейчас очень сильно меняется, да, и наше образование, и общество, и тот мир, в котором живет наш с вами ребенок. Мы понимаем, да, что когда мы говорим о цифровой среде, нельзя забывать о том, что эта среда должна быть безопасной. Собственно, сейчас я бы вам хотела показать наш совместный продукт, разработанный с лабораторией Касперского. Вы знаете, что это лидер Российской Федерации, да, безопасности в сети. Собственно, даже вот хотела показать этот слайд. Юрия Васильевна говорила о том, что в рамках национального проекта образования будут делаться первые шаги по кибербезопасности наших детей, если хотите, кибергигиене, потому что и это мы должны привить нашему ребенку. Да? И, собственно, я бы вам хотела показать, да, результаты исследований, проведенных в лаборатории Касперского по поводу того, сколько времени наш ребенок проводит в соцсетях, насколько он там задействован, да, и как это воспринимается родителями, как это воспринимается самим ребенком. Вот смотрите, уже в младшей школе у 40% детей есть страница в соцсетях. Да? Среди старшеклассников этот показатель возрастает до 97%. Хорошо, мы это все с вами знаем. Однако, да, 70% школьников получают приглашение дружить от незнакомых людей. Всегда ли мы уверены в этих людях? Нет. Да? При этом 18% школьников получают приглашение от незнакомых взрослых. Тут я повторяю, да, наш вопрос. Резко возрастает это количество приглашений, да, в возрасте 10-12 лет. А каждый 10-й школьник имеет опыт встречи с человеком, с которым он познакомился в интернете, да, вживую. Соответственно, нам необходимо сделать так, чтобы все-таки каким-то образом наш ребенок мог себя обезопасить, понять, да, что вот здесь существует риск, и я могу этот риск как-то предотвратить. Вот. Я думаю, что даже, знаете, здесь выступление не только для педагогического сообщества, да, вот эти все данные я показываю, но и для родителей. Все-таки мы с вами все, большинство, да, родителей. Смотрите, вот практически четверть родителей школьников встречают что-то настораживающее на страницах своих детей в соцсетях. Чаще всего это случается в семье с детьми 13-15 лет. Да, 24% встречали настораживающий контент, 44% родителей не встречали на странице своих детей, да, а 23% даже и не заходят на страницу ребенка в соцсетях. При этом каждый 10-й родитель отмечает, да, что тема кибербуллинга, это травля в сети, да, в той или иной степени ему знакома. Был создан опрос, да, родителей и детей по этому вопросу. Собственно, вопрос: сталкивался ли ваш ребенок с травлей в интернете? 2% родителей ответили, что сам ребенок был жертвой травли, 4% что кто-то из друзей, да, 8% были случаи среди детей из школы учебного заведения, да, то есть это мы можем объединить. 0% родителей считают, что сам ребенок участвовал в травле другого человека. Да, ну, понятно, это взгляд родителя. 69% считают, что таких случаев не было, а 19% просто не знают. А теперь посмотрим на эту ситуацию, да, глазами детей. И, собственно, тут ситуация такая, да, дети признаются, 29% детей, да, признаются, что они с этим сталкивались, против 12% знающих об этом родителей. Да? 6% сталкивались сами, 9% сталкивались друг по другу, у 16% такое было со знакомыми, 1% детей честно признался, что сами тоже участвовали в
отправили в интернете, 71% говорит, да, что такого с ними не происходило. Дальше. Здесь приведен слайд, да, о том, где гуляют дети в интернете, да, и что они ищут. Это данные о поисковых запросах детей. Слева у меня на слайде изображены данные по Российской Федерации в целом, справа по Республике Коми и Сыктывкару. Данные немножко отличаются, если по России в основном... Если по России в основном это средства интернет-коммуникации, на втором месте компьютерные игры, алкоголь, табак, наркотические вещества, нецензурная лексика. Коллеги, презентацию я вам оставлю, зачитывать, с вашего позволения, не буду, да, вы все увидите. В Республике Коми в первую очередь это программное обеспечение, аудио-видео, на втором месте также компьютерные игры, средства интернет-коммуникации на третьем, электронная коммерция. Не так много, да, поиска нецензурной лексики, да, как по сравнению с Российской Федерацией. Собственно, мы понимаем, да, что он ищет, и видим, да, что достаточно все равно большой процент, да, поиска и алкоголь, табак, наркотические вещества, это 7%. Но все-таки, наверное, возникает желание как-то оградить нашего ребенка, да, от некоторых видов информации, да, но даже, наверное, не так, скорее не оградить, а научить критически оценивать поступающую информацию и работать с ней. Половина детей признается, что скрывает от родителей что-то из своей интернет-жизни. Чаще всего это время, которое они проводят перед экраном, и сайты, на которые они заходят, сайты, которые посещают наши с вами дети. 9 из 10 школьников играют в компьютерные игры, я думаю, это не так плохо. Да, по поводу использования устройств, я говорила о том, что все-таки действительно у нас общество поменялось, и я думаю, что ничего удивительного нет в том, что 85% детей не могут обойтись без гаджетов, 70% детей, да, говорит, что не может без смартфонов, ну а к 16-18 годам, да, уже этот показатель еще больше возрастает. Собственно, совместно с лабораторией Касперского в рамках серии пособий «Внеурочная деятельность» мы разработали пособие «Информационная безопасность на расстоянии одного вируса». Данный учебный материал пособия рассчитан на детей 7-9 классов и обеспечит организацию внеурочной деятельности в основной школе. Содержание там имеет модульную структуру, каждый модуль разделен на разделы, рассчитан на классы. Рассчитан комплект, да, 34 часа в год, 102 часа за 2 года, за 3 года, прошу прощения. Какие, да, там разделы есть? Раздел фишинг, да, это мошенничество в сети интернет. Раздел основы защиты ПК, общение в социальных сетях. Все это дается с живыми примерами, даются... Да, и через кейсы, и проекты детки выполняют, например, вот пример проекта, да, разделитесь на группы по 3-4 человека, составьте список возможных путей попадания в вредоносной программы на компьютер пользователя, напишите рекомендации для каждого из этих путей, что должен делать пользователь, чтобы не подцепить таким образом вредоносную программу. Представьте свой список в классе, составьте общие рекомендации вашего класса для того, чтобы избежать заражения компьютера вредоносным кодом. Да? Или другой вариант задания, да, вот как раз безопасное поведение в соцсетях, разделитесь на группы по 4-5 человек и на листе А4 за 10 минут создайте максимально полный список информации, который опасно делиться в социальной сети. Да, таким образом мы понимаем, ребенок наш уже вот, проходя это практически, да, он понимает, что ему, может быть, как бы не стоит выкладывать фотографии каждого своего шага, да, куда ты пошел, что у тебя там за гаджет в руках и так далее. Ну, все-таки как бы себя обезопасить. Даже и физически в том числе. Потому что вы знаете, что да, есть случаи, когда кто-то размещает в соцсети фотографию, а потом его физически обворовывают даже. Вот, коллеги, есть и примеры, да, информационной безопасности пособия, и про
с примерами живыми, да, например, есть интересный вид интернет-мошенничества, лотерейские письма, он похож на классический фишинг, поскольку злоумышленникам не требуется, не похож на классический фишинг, да, поскольку не требуется никакие логины, пароли. Эта схема подразумевает прямой ответ денег у жертвы. Скажите, коллеги, кто-нибудь из вас получал такое письмо счастья о том, что пишу тебе из бедного села, там, из африканского, вы получили наследство, да, вот у меня просто были знакомые, которые действительно перечисляли деньги и так далее. Все-таки нужно аккуратней быть с поступающей информацией. Нет, ну это да, это было действительно давно, как много, мне кажется, уже людей об этом знает, да. Про пароли, да, о том, как лучше их составлять, как составить пароли так, чтобы их было тяжело взломать. Тоже вся эта информация есть. Собственно, для педагогов, что мы на данный момент сделали? Это пособие, да, рабочая программа курса, она будет размещена бесплатно на сайте. У нас есть обучающая программа Советской лаборатории Касперского на 16 часов рассчитана. И всех призываю 24 октября присоединиться к бесплатному вебинару на сайте издательства просвещения www.prof.ru с 16 до 17:30 время проведения. Тема «Готовимся к единому всероссийскому уроку безопасности в сети интернет. Советы от лаборатории Касперского». Проводит Игнатий Сергеевич, собственно, сотрудник лаборатории Касперского. Вот. А для родителей мы проводим тоже вебинары, памятки по информационной безопасности. У нас в соцсети есть ВКонтакте группа по вопросам детской безопасности в интернете, да, администраторы группы, учителя и ученики школы 1409, город Москва. Ну, Москва сейчас у нас очень активно продвигает свой опыт и делится им, за что большое-большое спасибо. Коллеги, оставляю свои контактные данные. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, информация была полезной. Да, я надеюсь, информация будет очень на нашем площадке. А вопросы есть? Спасибо большое. Мы переходим к следующему выступлению. И об инструментах Office 365 для оптимизации процессов управления образовательным учреждением нам расскажет Иван Александрович Староменко, директор ООО «Центр решений» Бедность. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Продолжая тему предыдущего докладчика, хотелось бы тоже рассказать про решение, которое на сегодняшний день доступно всем образовательным организациям Республики Коми, которое включено в соглашение «Первая помощь» с корпорацией Microsoft. Это соглашение заключено на весь 2018 год. И сейчас идут переговоры определенное продление этого соглашения в дальнейшем. Его однозначно нужно продлевать, поскольку это соглашение предоставляет организациям и права использования общесистемного, скажем так, программного обеспечения, которым пользуются все образовательные организации, и предоставляет огромное количество дополнительных возможностей, по одной из которых я сегодня немножко расскажу. На самом деле сейчас у школы есть возможность вывести уровень информатизации, уровень вовлечения школьников, уровень вот этого электронного образования на принципиально новый уровень, и причем за это даже ничего не нужно платить. У всех школ эти возможности есть, я сейчас немножко расскажу про них, как ими можно воспользоваться. Во-первых, давайте немножко еще посмотрим на ситуацию, на проблематику. Кто такие современные родители? Да, современные родители — это люди, у которых времени на развитие детей нет. Это плохо, но это факт, это так. Я скажу это как родитель тоже двух пацанов, которые сейчас учатся в школе, да, вот учатся в Ростове-на-Дону, я нахожусь в Коми, и такая ситуация примерно вот всегда. Да? Поэтому как происходит учеба, к сожалению, у современных людей нет возможности контролировать достаточно степенно. Дети, бывает, болеют, пропускают, от этого снижается качество обучения, то есть вопрос дистанционного образования, он стоит, он решается различными методами. Да? На сегодняшний день способов реализации, которые вот покрывали все эти возможности, но они либо есть, либо немножко ограничены. Есть задача обеспечить инклюзивное образование, наверняка они есть перед многими образовательными организациями, они в каждом регионе решаются по-разному, но, как правило, у школ есть задача, да, вот, подключить детей, которые находятся на индивидуальном обучении, тоже к образовательному процессу. И требования к информационным технологиям в школах постоянно растут. Да, то есть требуется проводить какие-то видеоконференции, совещания с привлечением различных информационных технологий. Вот это дает школам преимущество, и тоже определенное решение здесь плюсом. Как сказал уже хорошо прошлый докладчик, да, сейчас дети, собственно говоря, живут в электронном мире, а пропуском в этот электронный мир для них являются различные гаджеты. Они живут вот в своих телефонах, в своих планшетах,
Это их способ социализации даже, да, уже сейчас они общаются, находясь даже в одном помещении при помощи диктометра. Это уже нормально, это так. Хорошо, это плохо, об этом можно долго дискутировать, но это так, и изменить это, скорее всего, не удастся, по крайней мере, в ближайшем будущем. Итого, мы сейчас работаем в ситуации, когда школа находится в таком окружении нескольких задач. Да, это обеспечение подключения родителей, с которыми тяжело, это работа с детьми, которые живут в мире электронных гаджетов, это работа с преподавателями, работа с органами управления, взаимодействие, да, по вопросам образовательных программ, и работа с детьми, которые находятся временно или постоянно в удаленном обучении. Есть масса решений, которые сейчас используются, да, вот, наверное, у каждого класса, в каждой школе, у каждой группы в детском саду сейчас есть своя группа WhatsApp. Да, вот, это общепринятая такая практика, достаточно удобная. Вот, но те решения, которые на сегодняшний день есть, они немножко неудобны по каким причинам. Во-первых, нет средств нормально пообщаться с помощью видеоконференции, да, это решения либо дорогие, либо неудобные. Нет некоего единого портала, да, вот у нас сейчас, как поставщик решения IT, у нас есть иногда задача выйти на родителей, скажем так, да, вот, пообщаться с родителями детей, вот, в частности, по темам безопасности, о которой говорила Екатерина, да, для меня, тоже есть решения, которые позволяют, которые необходимы сейчас просто всем школьникам, которые нужно устанавливать на смартфоны, да, и нам нужно достучаться до родителей. Вот достучаться до родителей при помощи средств того же WhatsApp невозможно, потому что у каждой группы это свой какой-то каталог, нет какого-то единого центра, и вот с этим достаточно большие сложности возникают. Дети сейчас фактически выключены, многие дети, да, возможно, какие-то решения уже предпринимаются, но дети из своих гаджетов, они выключены из процесса обучения. То есть на переменах это гаджеты с играми, это интересно, а на уроках это вот какие-то учебники, что-то скучное, что хочется быстрее закончить. Сложные, малодоступные инструменты электронных расписаний, да, сейчас где-то это есть, но это либо с какими-то сложностями на веб-сайтах, не всегда это удобно, да. Вот. И, как правило, какие-то решения, которые вот эти вот моменты убирают, они требуют некой сложной инфраструктуры внутри организации. Это очень много денег, это обслуживание, это вряд ли реально. Есть решение Office 365. Решение, которое позволяет реализовывать несколько функций. Основные функции я про них чуть подробнее расскажу. Первое – это решение Skype для бизнеса. Чтобы вас не путало название, это не тот Skype, который бесплатный, который работает плохо, о котором говорили прошлые докладчики. Это принципиально другое решение, которое работает на порядок более качественно. Это решение такого корпоративного уровня, которое всем доступно. Это видеоконференции без фактического ограничения по количеству участников. Кстати, в республике Коми проходили конференции, да, возможно, кто-то принимал участие при помощи данного решения, и оно показало свою эффективность. Это решение работает на любых платформах, телефоны, компьютеры, планшеты, айфоны, айпады, андроиды, без разницы. И это некая такая закрытая инфраструктура в рамках школы, где есть общий список, где со всеми можно пообщаться, посмотреть статус присутствия и все прочее. Второе интересное решение, которое можно применять в школах, это так называемый Microsoft Exchange. Это сервер электронной почты и совместных календарей. Мы чуть позже посмотрим, что он позволяет делать. Сейчас не буду останавливаться, поскольку время весьма ограничено. Приложение Microsoft Outlook, наверняка его многие знают, многие пользуются. Приложение Microsoft Outlook – это фактически клиентское приложение Microsoft Exchange. То есть это приложение, которое можно скачать на своих клиентских устройствах и пользоваться. Также есть дополнительные решения, такие как Teams, OneDrive для бизнеса, SharePoint Online, чуть позже про них пару слов подробнее расскажу. И вот решение Microsoft Teams – это рабочая область для совместной проектной работы. Сейчас тема тоже очень актуальная в образовании, вот это, наверное, самое удобное решение, которое мы, по крайней мере, видим. Итак, давайте чуть подробнее про Skype для бизнеса. Как его можно использовать? Во-первых, это родительские собрания онлайн. Мы говорили про то, что сейчас сложно очень вывернуть с работы родителей, да, и вот собрать их при помощи вот такого решения достаточно просто. Это гибридное офлайн-онлайн мероприятие, то есть учитель проводит стандартный урок с использованием интерактивной доски. Извне подключаются школьники, которые временно либо постоянно отсутствуют в классе, и можно проводить такие вот мероприятия. И, что самое важное, можно создавать портфолио уроков, записывая то, что происходит в классе полностью. Да, это тоже абсолютно бесплатно, выкладывать это тоже в решении OneDrive. Давайте посмотрим, как это выглядит. Во-первых, как расписание делается, стандартный календарь, назначается встреча, так называемая, в терминах Microsoft, да, где приглашаются сотрудники или участники при помощи веб-ссылки, вот такой. Вот так происходит само мероприятие. Кстати, насчет мероприятия, которое проводилось в Республике Коми, можно на себя написать, что это хотя не очень хорошо выглядит. Вот так это происходит вживую, да, это мероприятие. При этом доступна масса инструментов, сейчас про все про них не буду говорить, но, вот, допустим, рисование, да, учитель может на интерактивной доске, например, рисовать фотографии, другое что-то, это видят все, кто участвует удаленно, это видят те, кто участвует сейчас в классе. И что самое интересное, это можно записывать вот в таком виде, да, то есть записывается видеоканал, записывается то, что
я прошу прощения, записывается видеоканал, записывается то, что происходит на экране, записывается голос. То есть учитель делает один урок какой-нибудь интересный, например, открытый урок, выкладывает эту же видеозапись в решении OneDrive, и потом может неограниченное количество времени этим видеоуроком пользоваться, да, предоставляя в том числе доступ тем, кто по каким-то причинам пропустил этот урок. То есть решением пользуется достаточно большое количество учреждений. Мы работаем во многих регионах, поэтому сейчас буду рассказывать немножко про школы, которые находятся южнее немножко, скажем так, в городе Ростове-на-Дону. Вот, в частности, юридическая гимназия Спиранского, она входит в топ-100 школ, да, по многим рейтингам. Также вот 11-й лицей естественно-научный, тоже многократно занимали там общероссийские рейтинги. Из этого лицея в 2016 году, по-моему, один из преподавателей занял первое место на конкурсе «Учитель года», если не ошибаюсь, в 2017 году, возможно, тоже было недавно у нас. И информационно-методический центр управления образования города Ростова-на-Дону, кстати, они используют Skype для бизнеса для того, чтобы проводить августовские конференции. То есть они постоянно запускают, да, это вот уже на протяжении нескольких лет реально работающий продукт, который им помогает. Exchange, расписание классов, помещений. Вот в таком виде можно сделать расписание, которое будет дублироваться во все устройства, во все клиентские устройства, во все смартфоны. Да. Можно его выкладывать на сайте, тоже без проблем. Это делается из одного интерфейса, очень быстро и очень удобно. Личный электронный ящик каждого учителя. Выдается, во-первых, есть вот общий список всех, да, можно сюда добавлять родителей, детей, всех сотрудников администрации школы, всех учителей, да, и всегда есть этот список общий. Это вот то, что выгодно отличает это решение от всех бесплатных решений, о чем мы говорили. Вот в таком виде это выглядит на смартфонах, то есть на любых устройствах абсолютно вся информация всегда доступна, можно общаться, можно просматривать календари, можно отсюда же позвонить по Skype для бизнеса, то есть это такая единая интегрированная система, которая позволяет этой системе работать. Следующее решение, которое включено в Office 365, это OneDrive. Это система OneDrive и SharePoint. Это система хранения информации, которая позволяет получить доступ к любой информации из любой точки. Вот OneDrive, это, грубо говоря, внешний облачный диск объемом каким-то там космическим, сейчас, по-моему, 1 терабайт. Да, то есть, ну, для того, чтобы следующих информационных технологий, чтобы такой объем хранить где-то у себя в школе, нужно организовать систему хранения данных, которая стоит там какую-то космическую сумму с множеством нулей. Вот у вас у всех есть этот диск бесплатно в онлайн-режиме, и можно пользоваться. SharePoint — это внутренний портал организации, фактически такая что-то среднее между социальной сетью и средством работы над проектами. Да? С помощью SharePoint можно организовать внутренний сайт образовательной организации, куда есть доступ только сотрудникам, и внешний сайт. То есть фактически можно вот сайт делать полностью на этом решении, только больше ничего не нужно. Нужно доменное имя только, которое стоит там совсем недорого и все. Также календари, которые выкладываются в Exchange при помощи SharePoint, можно выкладывать в онлайн-режим, внутри, вовне, без проблем, да, это все тоже делается. Вот пользуется, в частности, данным решением у нас очень активно школа 121 Санкт-Петербурга, потому что да, это вот реальный случай, реальный кейс, мы называем, которым мы готовы делиться. Microsoft Teams, тоже решение, которое позволяет работать с проектами. Вот, например, ученики, да, работают над некой презентацией совместно, это тоже вот реальный режим, реальная работа, допустим, битва за Британию. Совместно здесь ученики что-то редактируют в режиме реального времени. Но здесь это вот видите разными буквами, это значит, каждый ученик какую-то букву поменял, да? Это чтобы было видно, понятно, что немножко пример такой синтетический в какой-то степени, но как это работает, в принципе, можно понять. Отсюда же можно общаться при помощи средств видеоконференц-связи с учениками, группой или индивидуально, прямо вот из Microsoft Teams можно это все проводить. Вот, в таком виде это все проходит. Опыт использования данного решения есть в 317 школе Однородецкого района Санкт-Петербурга. Одна из таких передовых школ, она включена в программу Microsoft Showcase School. Да, то есть это такие вот передовые школы, которые то ли 15, то ли 20 в России, которые вот максимально используют технологии Microsoft. Они готовы делиться тоже, если будут какие-то, может быть, запросы, может быть, мы даже попросим их поделиться своим опытом, да, на подобных мероприятиях. В этом варианте мы будем готовы работать. Итого, мы имеем решение, которое позволяет в рамках одного какого-то решения, которое у вас уже есть, обеспечить всю вот эту инфраструктуру. Это, повторюсь, это уже доступно, этим уже можно брать и пользоваться. Технические требования какие? Это наличие интернет-канала любого. 3G даже связь уже достаточно для того, чтобы все работало. Он есть сейчас у всех, на всех телефонах, это вообще не проблема, что абсолютно никакая. И доступ к настройке своего сайта. Вот здесь может быть чуть сложнее, потому что для того, чтобы для своей школы развернуть Office 365, нужно настроить DNS-запись, так называемую. Да, это настройка доменного имени сайта. Если у вас есть сайт, который развернут на нормальном домене, да, который, скорее всего, куплен там за небольшие деньги, это стоит порядка 200 рублей в год,
вот, то, скорее всего, этот доступ есть. Если же это какие-то бесплатные решения или какой-то агрегатор, то здесь могут быть уже небольшие сложности, но тоже решаемые. Мы с этим тоже можем помочь. Сразу возникает вопрос: облачное решение, неправославное облачное решение, да, как мы называем, вопрос защиты данных. Ну, включать это решение в систему защиты персональных данных не надо, это не очень правильно, да? Но не включая это решение в систему защиты персональных данных, никаких вопросов не возникнет. Ну, все достаточно просто. По цене, значит, повторюсь, это абсолютно бесплатно, это входит в подписку «Первая помощь». Все, кто включен в текущее соглашение, берите, пользуйтесь на здоровье. Кто продлит эту подписку, ну, мы надеемся, что это будет также весь регион, да, то аналогично будете продолжать этим решением пользоваться. Если требуется наша помощь по развертыванию, мы ее готовы предоставить, стоит это небольших денег, буквально 10 тысяч рублей, то есть мы вам помогаем развернуть это решение, да, вот настроить себе записи и все прочее, и дать вам готовый продукт. Если это требуется. Повторюсь, это бесплатно, если ваши специалисты сами готовы это сделать. Вот. Итого, решение, как я уже сказал, позволяет вывести, в общем-то, информатизацию образовательной организации на новый уровень. Можно в это решение включать даже целые регионы. Да, то есть у нас есть опыт в Санкт-Петербурге, когда на базе информационно-методических центров все школы района включены. Вот. Ну, я практически вложился. Спасибо. Спасибо. Вопрос, уважаемые коллеги. Спасибо. Далее мы предоставляем слово Юрию Борисовичу Яковлеву, руководителю школьного проекта «Резидент инновационного центра Сколково», с выступлением о проблемах и решениях электронного обучения. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые коллеги. Не буду затягивать ваше внимание. Наше мероприятие проходит в Пушкинской гимназии. Вот 3 часа уже отработал. И кому интересно детально познакомиться, с 15 часов еще мы для годности сертификата отдельно проводим сессию. Значит, мне хотелось бы пару слов сказать о том, что... Сейчас. Кстати, да, вот так. Значит, ну, во-первых, как бы очень много, практически со всеми регионами России мы работаем, и сталкиваясь с системой управления образованием, выясняем, что вопрос, связанный с информатизацией, точнее не с информатизацией, с электронным обучением, ну, достаточно плохо понимается вообще, что как бы в России предлагается использовать. Вот пару минут на то, что на самом деле, что сегодня происходит. Причем не с моих слов, как бы, вот в слайде сразу нижняя картиночка справа, так сказать, министр образования Ольга Васильева поблагодарила за очень дорогой подарок, ну, господина Собянина. Подарок этот Московская электронная школа, на основе которого сейчас осуществляется контентное наполнение проекта Российской электронной школы. Ну, по тому слогану говорим партия, подразумеваем Ленин. Говорим Ленин, подразумеваем, так сказать, партия. Говорим РЭШ, подразумеваем МЭШ. А когда мы говорим МЭШ, что же там находится внутри? Я не буду охватывать проблематику цифровизации образования вообще и образовательной организации в частности, но там есть сущностный вопрос. Вот все, о чем тут говорили пока, ну, по крайней мере, тех докладчиков, которые я видел, это все около образования. А сутью его является вот тот самый пресловутый учебный процесс. Вот сущность в нем. Так вот, в соответствии со статьей в учительской газете от февраля, вот она как бы крайне, ну кому не видно, могу подарить, так сказать, ссылочки есть. Значит, статья о том, что именно этому вопросу автоматизации, что, скажем так, или цифровизации учебного процесса посвящен наш ресурс, который я представляю. Ресурс называется «Я-класс». Вот он не вообще о чем-то, а конкретно о том, как конкретному учителю помочь работать. Ну, тут кадры как бы сделаны, документы, опять же, это мои, чтобы не было инсинуации. Вот Васильева нас, Сколково, нашим генеральным, вот Собянин благодарит генерального за наш дорогой подарок, так сказать, ему. Вот эта статья. Это первое. Второе, мне хотелось бы...
хотелось бы кратко осветить проблемы, сущностно, еще раз хочу сказать. В чем вообще проблема школы? Ну не в цифре, конечно же, господи ты, боже мой. У детей, учителей, так сказать, давно уже есть девайсы, Google, там, облака и так далее. Но это как бы будни цифровой эпохи сегодняшней. Проблема старая остается, господа. В школе царствует полностью хозяйство классно-урочная система. А вот здесь все эти, извините меня, примочки, они бессильны. Значит, в чем проблема, так сказать, классно-урочной системы? В чем она противоречит ГОСу? Первое – это отсутствие индивидуализации. Ну, ясно, что при классно-урочной системе практикующие педагоги подтвердят. Захожу в класс, понимаю, что ты ноль. Индивидуально работать ты не можешь. Списывание проблемы, родовая травма. Кстати, я класс ее блестяще решил. То есть у нас задания, которые даются, они индивидуальны. В каждой системе по себе обучение в меру сил возможностей. Сам урок классно-урочной системы ориентирован на передачу информации. Но это очень далеко, как вода себе две разные вещи, так сказать. Передача информации и формирование знаний. Но еще древние это прекрасно понимали. Позволю себе процитировать Конфуция, который по поводу этих вещей говорил: услышал, забыл, увидел, запомнил, сделал, понял. В ГОСе это прописано. Системный деятельный подход. То есть для того, чтобы формировать знания из нет личности по Сократу, ребенок должен использовать ту информацию, которую ему дали. Значит, перевернутый класс, вот эта модель, она и заключается, что информацию он сам прекрасно без учителя может получить. А вот в классе нужно организовать делание. У нас как бы Я-класс, он не меняет вот так кардинально эту схему, он Богу-Богово, то есть как было в классно-урочной системе, пускай передается информация в классе, традиционный урок. Но вот делание, он как бы расширяет пространство в школе и соединяет действия учителя на уроке с действиями учащегося вовне урока. Значит, кстати говоря, по поводу эффективности, ну, общеизвестный факт, потолок классно-урочной системы, это 40% выпускников не осваивают программу высшей школы, общей школы. Значит, КПД паровоза 5%. Вот лучший показатель, идеал классно-урочный, 40 не осваивают. На местах очень часто мы общаемся, и 90 говорят, и 70, и так далее, и так далее. Ну, вспомним великого Эйнштейна, который сказал, что образование – это то, что осталось после школы. У меня таблица умножения, у вас вопросы риторические. Итак, память устроена банально. Если ты на следующий день не приступил к использованию информации, у тебя как бы информация осталась только 30%. Если на третий день ты не приступил, так сказать, ну, к уроку или к той теме, то у тебя информация 3%. Коллеги, есть технологии педагогические, которые имеют своей целью, чтобы ежедневно ребенок занимался одним предметом. Вот тогда эффект есть. А вот если, как у нас в традиционном расписании, кооператив на простыту, он просто не помнит. Вот это сущности называется, так сказать. И электронное обучение в лице, в частности, нашего ресурса, помогает их решить, и главную проблему, нечеловеческую нагрузку на учителя. У нас как бы слоган такой есть: сначала зашел, надоело проверять тетрадки, вы по адресу. Если вам хочется проверять их, ну, пожалуйста, идите. И с лучшими, так сказать, айтишными технологиями и так далее, ничего не изменится. А вот Я-класс на это как бы нацелен. Теперь, что из себя предусматривает вообще фактор результативности? Значит, 4 фактора, которые влияют на то, о чем не я сказал, я только озвучил. Это любой вам эксперт ФЕРО, так сказать, в любой стране, так сказать, в любое время по поводу 40% эффективности классно-урочной и по поводу факторов результативности. 4 фактора влияют на нее, и только один связан с личностью учителя. Все остальные находятся вне его достижения. О чем я? Да это не я, это вы, уважаемые, причем лучшие, так сказать, директора школ, победители по НПО. Весь зал мне в 2008 году сказал: Юрий Борисович, дети не хотят учиться. Мотива нету, извините меня, все лучшие начинания пропадут. Значит, нужно мотивацию делать, внутреннюю, а не внешнюю. Не кнут и пряник внешне, а внутренне. А почему я хочу в школу, хожу? А читать, писать, читать я умею. Второе дело, природосообразность. Ну, это Мария Монтессори, 20 век,
как бы она показала, что в основе формы учебного процесса должна быть игра. Вот если это игра, тогда, так сказать, есть результат. Если грызть гранит наук и терять зубы, ну, какой человек умный будет терять здоровье, так сказать, а обменивая на мнимые достижения образования. И, наконец, четвертый факт, на наш взгляд, самый важный, это создание ситуации успешности. Но здесь все банально просто. Человек занимается тем, что ему нравится. Ему нравится, что у него получается. Откуда он знает, что получается? А от вас, дорогие любимые. Или, так сказать, вот так. Круг замкнулся, и ребенок, занимаясь в учебном процессе, если у него есть ситуация успешности, развивается по спирали. Вот Я-класс, любой Я-классный учитель, он приносит с собой. Вот тот, кто использует Я-класс, он эти факторы просто приносит. Не знаю, здесь присутствует вот следующий, как бы за мной, вот уехали, да, к сожалению, педагоги с Ухты. Значит, теперь по поводу лучших школ там Microsoft. Значит, вот Челябинск 116 это реально лучшая школа Microsoft, которая по результатам прошлого года ее делегировали на B2 послали. Вот в МСО они были, так сказать, и мы работали с ними. Вот они оценивали, что им надо, уже как бы не свои слова, их как бы. Вот требуется, не буду, вы все грамотные, видно хорошо, так сказать, то, что требуется. И вот они изучали, вот они, Moodle замечательный, компетентом, там еще что-то такое, ругательные слова, которые я даже не знаю. Да? Вот они по этим критериям, так сказать, оценивали. Ну, зеленое, понятно, это как бы позитив, красное это негатив. Между ними там желтый, так сказать, находится. Они выбирали ресурсы. Вот другая наша замечательная школа. Кстати, наш проект он для того предназначен, чтобы создать ситуацию развития, создать ситуацию для школы инвестиционной привлекательности. Это школа первая, которая наш ресурс использовала эффективно, выиграла грант на 5 миллионов, прекрасно освоила, на базе нашего ресурса они построили, сделали проект. Вот они, так сказать, тоже, почему они выбрали Я-класс. Ну, это не мои слова, я просто попросил, так сказать, из презентации они показывают. Вот телешкола была, так сказать, просвещение замечательно, вот школа была, Google класс и так дальше. То есть искушенные люди, они реально себя используют. Но выбрали почему-то, так сказать, Я-класс. Почему? Ну, обратитесь к БГУ. У нас много мероприятий, вот в Саратове 25-26, там будут наши лучшие лидеры с ПФО. Значит, ну, надеюсь, из Борисоглебска, они как бы расскажут. Ну, по поводу количества школ. Здесь просто, ну, Я-класс и планеты все. Но минимум 25 школ в России их используют. Более того, нас используют не просто российские школы, нас используют, вот этот снимок сделан в апреле этого года. Мы проводили международный инновационный форум Сколково и использовали из СНГ, приехали, то есть и белорусы были, и армяне, из Европы, Европейского Союза, это Латвия, Австрия, вот сейчас Финляндия подключилась. Ну, то есть, как бы люди голосуют ногами, то есть выбирают кто-то ресурс или головой, я не знаю, тот, который им нужен. По истории успеха промолчу. Значит, ну, контакты есть, кому интересно, готов на ваши вопросы ответить. Как бы я просто в окончании, извините, что я специальную презентацию не делал, просто основная моя масса была вот там в школе. Здесь я, ну, тезис отдельно вам показал, так что не защита. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Кому-то нужно что-то дать, да. Спасибо Вячеславу Алексеевичу. Та система, которая использует электронный журнал СГУ NetSchool, она интегрирована частично с нами. Дневник и РУЖУ интегрированы. Спасибо. Благодарим Юрия Борисовича. Далее мы приглашаем к выступлению Веронику Юрьевну Есину, учитель информатики лицея ТСГУ Екатерина Сорокина. Она расскажет о возможностях и преимуществах цифровых лабораторий. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотела рассказать о цифровых лабораториях на примере наших лабораторных практикумов, которые мы проводим в лицее. С чего начать? С того, что с 2008 года у нас лицей был профильным по информационным технологиям, то есть лицей информационно-технологический. На этой базе мы набрали некоторый опыт работы
И к сегодняшнему дню мы перешли на профильное обучение в 10-11 классе, которым занимаемся второй год. То есть в прошлом году мы уже вышли на профильное обучение. Какие классы в связи с нашим опытом мы выбрали? Во-первых, это самый информационно-технологический профиль, который у нас есть. Мы взяли и сделали инженерный класс, поскольку у нас был опыт работы. И те детки, что остались и захотели пойти, они выбрали социально-экономический профиль. Отработав год в таком режиме, мы перешли в этом году к немножко другой компоновке профильных классов в 10-11 классе. А работаем мы с 7 по 11, 7-9 у нас. Мы сохранили профиль информационно-технологический, а в 10-11 у нас уже профильное обучение. Так вот, на этот год немножко перекомпоновали. Это инженерно-технологический профиль, социально-экономический, который мы сохранили, и, естественно, научный профиль, который востребован, да, на сегодняшний день. Значит, про цифровые лаборатории, если говорить, я не буду про них говорить, про те, которые у нас в лицее, это очень хорошо оснащенные физические лаборатории и именно химико-биологические лаборатории. Да, мы, поскольку базируемся в стенах университета, то отдельный химико-биологический корпус, да, он предоставил нам помещение, где у нас 2 больших класса с лабораториями, которые они есть. Но не про это сегодня речь. Накопив опыт работы, а мы работаем с самого начала обучения со специализированными курсами, направленными на углубление всех предметов, ну, то есть на сегодняшний день некоторых предметов. И если вернуться к профилю, то те ребята, которые выбирают информационно-технологический инженерный профиль, на сегодняшний день могут выбрать отдельные специализированные курсы этого профиля технического. Да? Есть 3, я сейчас покажу, профиля на каждый из этих профилей, где детки отдельно занимаются профильным обучением, думая, куда они пойдут дальше учиться, да? То есть занимаясь научно-исследовательской деятельностью. Значит, вот эти курсы, о которых я хотела сказать. Это 3 курса: программирование, основы радиоэлектроники и разработки устройств на базе Arduino. То есть такие курсы. Это только детки, выбравшие технические направления. Теперь про лабораторные практикумы. Чтобы работать с такими детками, естественно, мы разрабатываем практикумы, свои собственные. Да? Есть прекрасная база, про я вам этот класс расскажу, где мы их тоже используем у себя. Значит, что это за практикумы? Это 4 практикума. Это Arduino, да, это программирование, это IVA-3, которая, да, на базе Lego, и основа радиоэлектроники, это физический курс, который тоже у нас есть. Эти практикумы отработали уже много лет на базе нашего лицея. И что мы делали дальше? Это база нашего лицея, она достаточно комфортно, да, но тоже вот Виктория Александровна говорила по поводу обновления техники, да, меня как бы уже зацепило, потому что я думала, что у нас все хорошо. Но увидя свои любимые ноутбуки в этом году, я поняла, хорошо бы обновиться. Значит, у нас есть несколько классов, плюс лаборатория, которую в прошлом году совместно с СГУ мы используем на другом этаже, которая базируется с лабораторией радиоэлектроники и робототехники, где и студенты тоже занимаются, да, они проходят практикумы на нашем оборудовании и на своем. И мы перешли к приглашению вообще других сторонних детей, которые живут рядышком с городом и могут реально приехать. Зеленецкая школа, Вильгородские школы. У нас администрация приглашает на каникулах. У нас самая тяжелая жизнь – это каникулы. Обычная жизнь, работаешь себе. Да, а каникулы, к нам приезжают учителя, к нам приезжают школьники, и мы все каникулы по 12 часов как бы живем на работе. Да? Что мы делаем? Мы берем наши практикумы, адаптированные на наших отборных, да, вот детей, которые к нам поступают, и работаем с ними на детей, которые живут просто в сельской местности. И ничего подобного у них нету на базе. Да? Они приезжают, и в таком укороченном режиме несколько дней, да, они работают с нашими практикумами, мы адаптируем их под этих ребят и пытаемся прямо на выходе делать защиты проектов этих ребят, которые на нашем оборудовании работают в это время. Да? То есть какая проблема? Ну, проблема ведь не только в оборудовании, вы же сами понимаете, да? А проблема в обученности педсостава, да? И в опыте применения данных технологий. Да? То есть как бы вот 10 лет у нас есть, мы начали применять вовне. Значит, 3D-прототипирование, моделирование, вот к нам уже приходят из СГУ преподаватели, которые вот эти 3D-технологии
практикуют, мы их изучаем. А теперь про свой каверзный вопрос, который я хотела задать. У нас есть 2 3D-принтера, да, у нас есть наборы Лего, у нас есть Arduino, нам мало, да. Нерентабельно, с моей точки зрения, напичкивать отдельное учебное заведение серьезным оборудованием, да. И мы подумали в сторону кванториума. Да, вот у меня есть ребята, которые, я покажу сейчас, что мы делали в Москве, мы едем, естественно, как бы и вовне, работают в разных лабораториях, и нам нужно дополнительное оборудование. Да, с деньгами всегда хорошо, понимаете, да, и покупать какое-то дополнительное оборудование мы, например, не можем, и размещать у нас его проблемы, мы ограничены в помещениях. Мы попытались с администрацией выйти на кванториум, на некоторый другой уровень отношений. Не когда наши дети сами по себе туда ходят и занимаются, а когда мы свои бы занятия могли бы вести в кванториум, у нас не получилось. По очень объективным причинам. Мы не обучены работать на том оборудовании. Да? Ребята, которые работают в кванториуме, в Сколково отдельно обучались. Да? Но у них свои занятия. У них 20-часовой рабочий день, не знаю, как там они все умещают. Да? И этот вопрос повис. И вот лично мне и моим коллегам необходимо следующее, чтобы мы свои занятия не онлайн, а ногами в кванториуме могли бы проводить. Вопрос встает денег. Какой? Либо платить мне за работу за этот час, либо тому преподавателю, который в кванториуме будет с нами работать. Это понятно, да? То есть я свои деньги должна отдать тому преподавателю, окей, да я же даже согласна, да? Но он все равно не будет заниматься моими проектами. Он будет заниматься своими проектами, а мне надо, чтобы по выходу, а у нас выпускные экзамены в 10-11 классе по специализации, и ребята защищают научно-исследовательские проекты, а не то, что они будут делать с другим преподавателем в кванториуме. То есть вот такой конфликт интересов возник. Мы соглашения с ними, как наши всякие работы, да, и онлайн 3D, этот мост защищали и бухтенной интеграции. То есть мы делаем хорошие проекты, а это вот то, что мы привезли из Москвы, идею умного дома на базе системы Smart Grid. Вот девочка у нас делала, его кто водила, и мы на первых шагах у нас в прошлом году представляли этот проект, да, он получил премию. Робототехника, как бы, да, слава богу, в республике сейчас работает, и у нас есть такая лаборатория. А это то, что ребята как бы побеждают, да, вот между региональных наших турниров. Девчонки, видите, да, замечательно собирают роботов. А это, да, коллеги наши, которые уже уехали в СССР, вот, к сожалению, переманивают лучших специалистов в Санкт-Петербург, у нас Почкин уехал, да, ничего с этим не сделать. А это то, что мы используем на базе Атласа. Вот. В прошлом году мы составляли задачи сами, мы ставили себе тестовую систему. Представляете, какой-то объем работы, да? Это огромный объем работы, который ложится на организатора. И Никита Дмитриевич решил, что все, хватит, есть Яндекс, и мы перешли в прошлом году, подключили тех детей из зеленецких школ, которые приезжали и познакомились с нами к нашей внутренней онлайн-олимпиаде на Яндексе. Ну вот это то, что мы смогли реализовать на сегодняшний день. Я думаю, что мы, вот, познакомившись, будем серьезнее как бы, да, рассматривать эти возможности. Это круг задач, с которыми как бы, наши дети к нам приходят. Все-таки научно-исследовательская работа, она востребована, мы едем с детьми, защищаемся. И те дети, которые, ну вот, хорошо, в Зеленской школе он в Я-классе отработал, да, опыта работы научно-исследовательской в той школе нет. Хорошо бы, да, чтобы они могли с нами сотрудничать и на этой базе делать свои научно-исследовательские проекты. Мы ездили в МГТУ. Это школьная лига Руслана, там организовала свой филиал. И на осенней сессии движения Техномира они нас пригласили, мы туда поехали 8 человек ребят. Это был у нас 8-10 класс. Ну вот пока они свободны, 11 класс, 9, как бы, да, дети более заняты. У нас были экскурсии в технопарк в Троицке. Это целый день мы там пробовали, великолепная такая, значит, да, организация была. Есть люди, которые специально занимаются организацией этих мероприятий. Я спросила себя, ну, акваториум уже стоит у нас, красивый, да? Почему бы не организовать, не только для нас, мы в городе, и мы можем пешком туда дойти, да? Для сельских школ осенние сессии. Но это нужно административной компании. Это нужно как-то организовать так пространство, чтобы в осенние сессии местные дети отдыхали, а приезжие дети могли бы на неделю с погружением, не раз в неделю, когда он все забыл,
а с погружением работать на том оборудовании, которое есть у нас в республике и можно было бы использовать. Нам очень понравилось. Мы привезли оттуда великолепные проекты, их реализовали и уже выставляли на конференциях. Да? Это вот наша такая команда, нас еще водили на Марс. Чудесно под планетарием есть, да, новые вот эти вот полеты на Марс, где мы выполняли задание капитана, да, и полностью с погружением. Это нормальная виртуальная лаборатория, да, но она в Москве, да, мы физически туда приехали и отработали. Хотелось бы здесь, чтобы ребята, например, по субботам, какой-то день могли ходить и делать там свои лабораторные работы. Нельзя в школе сделать везде такие углубленные лаборатории, если она есть одна, да, она у нас есть на республику. Очень увлекательное мероприятие. Да, это игра, если возвращаться к предыдущему, да, докладу, это погружение. Мы провели там неделю, просто не вылезая с понедельника по пятницу по 12 часов занимались. Это очень интересно. Да, это начитка материала, это выполнение заданий, это мозговые штурмы, это выход готового проекта. Ребята защищались, скалопендры там ловили, да, в Марсе искали воду, понимали, как добывать кислород, и что, какие растения дают в хорошем объеме. А это искусственные алмазы. Ну, конечно, нашим подарили в баночке то, что сломалось. Наши счастливые меняли друг у друга. Да, я буду уже заканчивать. Я считаю, что все-таки Кванториум и площадка у нас ресурсный центр, да, обладающий некоторой технологической базой, могли бы представлять площадку для реализации творческих проектов. Да, вот такое предложение. Но оптимизм никуда мы не денем, критическое мышление вырабатывать надо, это главное. И, безусловно, нерв учителя никуда не девается. Да, обязательно должен быть человек, который зажигает детей, возит детей, показывает. Я ребят спрашивала, вам понравилось в Москве? Ну, им не все понравилось из того, что им давали. Вы говорите, ну не в этом дело, сказали они. Было очень интересно. Поэтому такие выездные вещи, не только мы в Москву, но и к нам, чтобы мы могли поделиться своим опытом работы, да, и предоставить то, что мы умеем делать. Спасибо за внимание. Благодарю. Я комментирую, да? Я вообще Веронику Юрьевну очень люблю и уважаю. Да, это такого человека, который был бы так увлечен своим делом, ну, редко когда встретишь. Я очень рада, что у нас именно в области информатизации, теперь цифровизации такие есть наши партнеры, это наши коллеги. Нам очень приятно с вами работать. Да, огромное вам спасибо за предложение. И на самом деле Кванториум, он сейчас создавался не только как некий просто центр дополнительного образования детей. У него заложена определенная миссия регионального уровня, да, который работает с детьми на региональном уровне. Да, действительно, выстроена система дополнительного образования, дети с эдукацией, с и так дальше, они туда ездят, ходят, но я поддерживаю ваше предложение. Я думаю, что мы в Министерстве образования на уровне тех, кто курирует работу, деятельность этого центра, мы обсудим задачу. Особенно мне понравилось предложение по поводу осенних сессий. Летние, осенние, да, весенние, да. зимние. Так работают некоторые учреждения, так работает у нас Центр дисциплинического спорта и туризма, профильные смены, профильные выездные мероприятия. У нас есть базы, которые позволяют выезжать детям не только в близлежащих районах, но и в других районах, на такие профильные сессии, да, на такие профильные смены. У нас есть уникальные педагоги, которые готовы поддержать это направление не только в Кванториуме. Поэтому я это искренне поддерживаю, и я думаю, что решение мы найдем. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, а у нас дистанционное подключение. Нина Станиславовна Янковева с нами, методист управления образования в Тульской области. Опробируем заодно и технологию Skype для бизнеса. Да, Нина Станиславовна, вы нас слышите? Да, я слышу вас. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Можете включать свою презентацию и начинать выступление. Мы вас слушаем. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я внимательно всех слушала. Спасибо всем. Через YouTube смотрю ход работы площадки данной. И хотела вас всех поздравить с наступающим Днем Учителя. Всем творческих успехов в реализации цифровых технологий. И немножко хотела с вами поделиться своим опытом. Подключаю свой рабочий стол. Видно? Слышно меня, да?
Слышно, все нормально? Видно? Нет пока. Мне уже показывает, что я провожу показ. Да. Появился Видно? рабочий стол, да, можно начинать. Угу. Презентация видна? Да. Итак, сетевой журнал как платформа для представления инновационной деятельности учащихся. Третий год мы работаем Коллеги, по этому направлению. О чем сегодня шла речь? И немножко вам расскажу. Что же вначале было? В марте 2016 года у нас была конференция «Оглядывая с прошлого к будущему» по направлению физика, математика, информатика. То есть те направления, которые я курирую. И очень неожиданно на этой конференции такие были работы интересные, что после конференции, как бы рефлексируя, мы посчитали, что как так, что так мало народу нас увидело, так мало народу узнает об этих интересных работах. И как раз к этому времени я обучилась на дистанционных курсах у Вячеслава Алексеевича. Очень много всего нового узнала и про Google, и про Moodle, и про ФМИ, разные ресурсы. И подумала, что можно все это воплотить, все вот эти проекты как-то в единую систему внести, чтобы это все было, чтобы народ все это долго-долго видел, мог смотреть, мог чему-то учиться. И что дети что-то если сделали, что они сделали не зря. Ну, взяли мы эту классическую версию сайта Google, потому что можно редактировать всем вместе. А раз редактировать можно, то мне как методисту это тоже хорошо, потому что учителя еще раз обучаются каким-то новым технологиям. Ну и так как все-таки физика, математика, информатика, я подумала, вдруг будет очень мало народу в районе, мы решили расширить предметные области, чтобы все предметные области там были, и расширили географию проекта, чтобы сельские районы решили привлечь. Ну, естественно, расширение зрительской аудитории одновременно получится, потому что журнал будет в интернете. Мы появились локальные акты, положения, мы в электронном виде приняли заявки. В результате где-то в течение месяца учителя со школьниками, старшие школьники сами редактировали наш сайт, и получился у нас итоговый продукт, сетевой журнал. Всего лишь 2 района у нас пока на первый раз участвовало в 2017 году, это Усть-Кулом и Ижма, Ижемский район, 10 образовательных организаций, было 27 работ по 5 предметным областям. Вот такой у нас был сайт классический, то есть он и сейчас есть. Были страницы, инструкции, новости, ссылки предметной области. По заявкам мы все эти, по заявкам, значит, участников мы сформировали шаблон вот этого сайта, потом предоставили доступ постранично к каждому, и каждый свою страницу редактировал. То есть каждая страница получилась индивидуальная. И они очень быстро там вращают все эти листочки. Видно? Нормально. Нормально все видно. Нина Станиславовна, продолжайте. Что? Продолжайте, видно, все нормально. Хорошо, спасибо. И вот мы видим, то есть каждая страница получилась своя какая-то. Вот это вот страница Ижемского района, Сизявск, здесь у нас позже, Гаскарадум. Все как могли, как-то по-своему оформили. Я, конечно, думала, что когда они сделают дизайн, в основном больше, конечно, презентации, ну, в фреймах документы, кто-то вносил свои документы, просто прикладывал к страницам, у каждого что-то было свое. И после того, как вот этот сетевой журнал у нас
был размещен, опять мы что-то долго думали, и я подумала, что надо все-таки сайт немножко в новом, наверное, формате Google взять, потому что сложно редактировать людям было. А в новой версии легче. Ну и мы создали еще раздел для педагогов, там было первый раз только для учащихся. Потом учителя у нас говорили: ой, сетевое, а дети-то не знают, как выступить потом с этим проектом. Мы дали им возможность в этом вот году уже был опять один журнал был издан, дали возможность детям выступить призерам вот этого сетевого журнала, этого мероприятия, выступить очно на конференции. Одновременно создали группу в социальных сетях для консультаций. И мы создали жюри российского масштаба. В социальных сетях нашли учителей тоже по разным профилям, и были они в жюри. То есть в этом году тоже были такого рода локальные акты, дополнительно вот эта группа ВКонтакте. И уже в этом году, в 2018 у нас участвовало 7 сельских районов, 25 образовательных организаций, было 72 работы по 8 предметным областям. Вот такой вот у нас главная страница, она уже сейчас такого рода, хотя она была очень такая, тоже со всякими инструкциями. После того, как все завершилось, мы все отсюда убрали. А какие районы, Нина Станиславовна? Районов сейчас, районов, конечно, много было, но сельские. 7, вы сказали. 7, да, 7. Сейчас вот здесь у меня нет, но я просто навскидку могу сказать: Усть-Куломский район, Ижевский, Сыктывдинский, Троицко-Печорский, какие у нас там еще дальше, да, Ударский, ну 7, Сысвельский, по-моему. Где-то у нас там все есть. Если так кто-нибудь посмотрит, зайдет потом по ссылке. Тоже было, вы знаете, главное, участникам конкурса очень подробные инструкции мы давали. Теперь уже, потому что чтобы сейчас не было возможности постранично дать редактирование. Они могли, участники, не дай бог, чужую страницу отредактировать, поэтому очень подробные инструкции давали, в том числе видеоинструкции, чтобы каждый мог более четко все это сделать. Вот был раздел «Мастерская педагогов» новый, и 8 педагогов в этом году участвовали. Ну и вот посмотрите, конечно, страницы уже более такие яркие, потому что новый вот этот формат сайта Book, он более такой красивый. Ну, я думаю, классический тоже можно привести к такому яркому виду, но его довольно, так, наверное, трудно первый раз-то. А тут сразу автоматически очень много таких наглядностей. Вот это вот, да, Выльгарская школа, я смотрю, Таударская. Тут, вот Карткиросский район. Тоже и флеш, вносили фреймы, презентации, кто-то в Google презентация, кто-то в Microsoft, то есть не меняли. Ну, вообще, каждый по-своему как-то оформлял. А вот это уже страница, посмотрите, педагогов, веб-квест, вот экспедиции по Выче, где это у Заучи тоже, мне кажется, интересный проект такой. Она, по-моему, даже первое место заняла. Потом мы всех награждали, в ВКонтакте все это выкладывали, сертификаты, и грамоты, и благодарности жюри. Все было, конечно, в электронном виде, потому что районы. Потом призерам, победителям дали приглашение на конференцию, чтобы у них была возможность выступить очно. Вот сейчас у нас на конференция. И многие приедут, но не все, потому что с Ударского, например, дороги приехать не могут. И в следующем году, естественно, вот уже в этом учебном году собираемся новый журнал, еще один. Уже тоже спрашивают. Вот пока не знаю, что-то надо опять придумать интересное, как-то немножко опять что-то обновить. Спасибо за внимание. И сейчас я вам быстренько покажу вообще сам наш вот этот вот журнал, который получился. Главная страница. Вот все наше жюри здесь указано. Вот участникам.
Вот видно вам, открывается вовремя. Да, И видно. мы здесь вот инструкции эти подробные, что все они. Что я думаю, что многие учителя, в любом случае, все участники чему-то новому научились благодаря нашему этому проекту. Городские школы вы приглашаете к участию? Пока нет. Пока нет. Мы, как вы знаете, думаем, городские более продвинутые, а мы еще не очень, поэтому сначала подумали, что сначала нам надо немножко у себя все это повариться, потом, может быть, и городские. Городские мы пока приглашали в качестве жюри. Понятно. Спасибо. Спасибо. Мы увидели, как работает сайт для бизнеса. Есть вопросы, да? Я министра Исаевна задала вопрос. Это не такие Да, я вопросы. слушаю. Да. Виктория Александровна задает вопрос. Министр Исаевна, здравствуйте, а меня слышно вам? Ну, не очень далеко, как будто вы слышны. Но сейчас погромче сделаю звук. Нет. Потому что далеко и есть. Министр Станиславовна, вы меня прям поразили в самое сердце. Я от Соколовского района такого не ожидала, честно говоря. Спасибо. Да. Спасибо. Вот. Нина Станиславовна, а можно такой вопрос? Вот сетевой журнал, да, вы используете как платформу для предоставления проектной, наверное, инновационной деятельности ваших педагогов и обучающихся. Я правильно поняла? Да. Да. Скажите, пожалуйста, а вот доступ туда, каким образом, кто туда выкладывает в этот сетевой журнал, кто является фактически администратором этого ресурса? Мы его открываем один раз в год, то есть на месяц. В течение месяца мы формируем, и я модерирую, я лично, есть еще другие методисты, которые тоже помогают мне. И потом мы закрываем доступ, через месяц подводим итоги и, получается, выкладываем сетевой журнал в интернет. А кому вы доступ открываете? Кто вносит туда информацию? Участникам. Участники подают заявки. Вы им даете доступ, да, для внесения этой информации. Да, А участники это педагоги и обучающиеся? Конечно, в основном только учащиеся. Для педагогов там небольшая площадка со своими проектами. Они дома этим занимаются или в рамках образовательной организации? Нет, они, конечно, могут и в рамках образовательной организации, но в основном дети со своими педагогами, с руководителями. Ясно. А могут и с родителями. Вот у меня, я так очень ждала ваш доклад, честно говоря, потому что все-таки вот в Усть-Куломском районе, чтобы работать такими сетевыми проектами и заниматься онлайн, да, такими ресурсами, надо все-таки иметь нормальный доступ к сети интернет. Как получается у домохозяйства, непосредственно у семей, да, в которых живут эти обучающиеся, так и непосредственно у образовательных организаций. Вот в Усть-Куломе в этом плане все не очень хорошо. Вот. Да, выкладывают дома, конечно, не в школе. Все это выкладывают дома со своих домашних компьютеров. Некоторые приезжают в управление образования. Были такие случаи, что вместе загружали. А у вас на же странице. появилась техническая возможность? Допустим, мы с Ростелекомом прорабатываем, у вас есть техническая возможность расширения каналов у образовательных организаций, у школ. Что-то вы Конечно. планируете хотя бы на новый финансовый, новый календарный год, с 19 Да, у нас точно увеличится скорость у 3 школ, Усть-Кулом, Азиатки, Баньоль, потому что у них идет профильное обучение сейчас, как-то сетевое взаимодействие. А остальные школы, конечно, очень хотят. Школы очень хотят, да, просто мы так поняли, что на уровне администрации там нет сильного желания. Ну как нет? Мы тоже внутри управления образования, мы все время тоже теребим, требуем, давайте. То есть как необходимо. Значит, я ошиблась в вашу пользу, в нашу общую совместную пользу. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо большое всем. Спасибо большое. Удачи вам. До свидания. Спасибо и вам всем. До свидания. Коллеги, мы продолжаем работу. Следующее у нас выступление. Так. Нет, еще у нас много. Вита Федоровна, а куда пропала?
не выдержала. Они сказали, что у них второе выступление на другой площадке. Хорошо, ладно. Ну тогда, может, подойдут еще. Светлана Валерьевна, ваше тогда Имеет выступление. смысл, да, что выступать? Конечно. У нас, во-первых, Нас мало, но мы у нас идет, во-первых, запись всех выступлений, поэтому потом люди не сейчас, а потом в крайнем случае смогут все это просмотреть, познакомиться с материалами. Да, сейчас. Как обычно, да, куда вперед, да? Ну, там включать. Хорошо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю Центр дистанционного обучения. В программе написано «Детей-инвалидов», но сейчас у нас с 1 сентября произошли некоторые изменения в нашем названии. Мы стали Центром дистанционного обучения при ГОУ РК Республиканский центр образования. И не случайно, потому что как раз малокомплектные школы, про которые говорили, ими мы занимаемся. Дети-инвалиды тоже мы занимаемся. И, в общем-то, вот те выступления, которые были в начале, те выступления, которые Вячеслав Алексеевич озвучивал, это как раз вот все то, с чем мы работаем на протяжении уже достаточно большого времени. И уже тоже в начале говорили выступающие, что современный мир на самом деле меняется. Да? Значит, меняются и наши современные дети. Уже не останавливая особое внимание на тех тезисах, которые записаны, продолжу. И мы прекрасно знаем, что вокруг нас и наших детей новые знания, да, новые сервисы, вот именно все эти мобильности, да, виртуальные мобильности, новые технологии, и все это вокруг нас. И вот как раз это все призывает нас к цифровизации. Но не только общество, но и школы. И, конечно, вот тоже мы прекрасно с вами знаем, что на уровне, да, высоком, в соответствии с цифровизацией многое делается. Мы тоже с вами сегодня слышали и российскую электронную школу и так далее. В общем-то, различные сервисы открываются, которыми можно пользоваться, на которых можно работать. Однако, да, все-таки, хотя большие цифры хорошие дают, но все равно, согласитесь, для того, чтобы пользоваться этими сервисами, нужно иметь высокую мотивацию. И чтобы ребенок там каждый день заходил, что-то делал, да не будет он заходить. Ему нужно вот как раз учитель. И тоже вот первые выступающие говорили по поводу того, что все равно человеческого слова, человеческих чувств, эмоций никто не заменит. И не будут дети туда заходить. Да? Но однако, да, вы не обязаны меняться, выживание – дело добровольное. А когда появляется мотивация, то тогда мы в это во все погружаемся. И для нас была мотивация, когда создают в республике центры дистанционного обучения. Мы уже действуем 9-й учебный год, начали действовать. И, в общем-то, создавая этот центр, нам необходимо было создать всю нашу образовательную среду и вообще систему работы. И вот Любовь Ивановна Канева, руководитель нашего центра, до недавнего времени со всем коллективом, в общем-то, мы тоже, получается, начинали с самого начала, Елена Валентиновна, я, вот этот первый учебный год тоже все вместе. И, в общем-то, несмотря на то, что заведующий центром я только с 1 сентября, в общем-то, в этой, во всей программе и в атмосфере, конечно же, и внутри все прекрасно знаю и нахожусь. Итак, ну и, конечно же, для создания что нужно? Нужно оборудование. И для детей-инвалидов, и вот как раз для малокомплектных школ. И когда, к сожалению, мы сейчас говорим, что у школ должен быть такой-то интернет, на самом деле Пыелдина в этом году, вот 1 октября, началось обучение. 1, не 50, не 100, 1. Так, это все должно быть и на центральный компьютер, и на компьютеры, которые дети занимаются как раз на образовательной среде, а не то, что Первомайск включился, сидят за партами и смотрят на учителя. Вы должны быть за компьютерами. Вот тогда мы говорим об образовательной среде, на которой они занимаются. Не будем отступать в сторону. Итак,
Ну и, конечно же, раз мы сегодня с вами затрагиваем вот эти вопросы цифровой грамотности, да, цифровой компетентности, и нам понятно, что здесь не только в цифровой компетентности да, дело, это и потребление, это и безопасность, о которой тоже сегодня говорили. В общем-то, это все взаимосвязанные понятия. И, в общем-то, вот в нашей системе образования, которая за 8 лет создалась, я считаю, что это вполне хорошо все реализовалось. Сейчас главное это все не потерять, и чтобы это у нас все это сохранилось при поддержке Министерства образования. Да? Да, очень хорошо. Потому что на самом деле очень много было найдено вот этих цифровых решений Центра дистанционного обучения в то время детей-инвалидов, ну и сейчас мы продолжаем это поддерживать. Во-первых, это, конечно же, сайт Центра, который является рабочим как для детей, так и для учителей. Это и материалы, это и журнал, это и платформа для различных наших мероприятий, о которых чуть позже я скажу. Конечно же, это образовательная среда. Moodle, о которой тоже сегодня говорили, у нас своя платформа, и, в общем-то, на данный момент у нас получается, что все курсы разработаны по всем предметам с 1 по 11 класс. Ну, там, может быть, где-нибудь 1 урок, 2, или там что-то потерялись. Ну, такое бывает. А так, в общем-то, вся образовательная среда поурочно, с различными видами заданий, теоретического плана, практического плана, тесты и так далее. В общем-то, это у нас все сделано. А как в свое время и было сделано в 10-11 году. Но зато государственное задание в 2010-2011 году денежки получали учителя. А это, в общем-то, энтузиазм учителей, ну и такой административный личностный ресурс, что надо. Да. Я прошу для 2 класса английский язык не дают, а школам нужны. Вот. Нет у нас английского. Да, ну и та среда, которая у вас, она же как раз вот та изначально, которая созданная была. Конечно, она модифицировалась, историю Вячеслав Алексеевич вспоминал, историю создавала я. И, в общем-то, конечно, я ею пользуюсь, потому что я в Ирайоле до сих пор преподаю уроки. И она не может быть та же самая, что в 2010 году, в 2011 году была и сейчас. Тем более программа меняется совершенно, да, и приходится это для самой же себя это делать. Но тоже, опять же, на началах энтузиазма. И вот то же самое, что за страницами учебника наши учителя создавали в прошлом году для работы в МКШ. Но это их ресурс, за который им никто ничего даже спасибо не сказал. Вот. Ну ладно. Так что есть проблемы, и вот эти озвучу. Просто это тоже так вот на фоне тех выступлений, которые были, как обратная связь, можно сказать. Ну и, конечно же, мы пользуемся не только нашей образовательной средой, но это и различные учебные платформы, сервисы, да, интернета, которые тоже есть и в свободном доступе. И, в общем-то, наши учителя этим достаточно хорошо владеют и приучают детей. И детям быть, но надо эти все сервисы осваивать, потому что ребенок наш, вы правильно тоже говорили, что у нас республика большая, тысячи километров, да, и, в общем-то, в Воркуте, в Усть-Куломе, еще где-нибудь, да, и ему все равно надо как-то образовательный процесс налаживать. И, кроме того, мы уже говорили, что главное это вот сам процесс, да, не то, чем мы пользуемся, а процесс. И этот процесс вот в такие формы облекается. И, в общем-то, ну, не знаю, тоже будем видео посмотрим, посмотрим немножечко, да? Потому что, конечно, видео тоже много разных можно посмотреть, организация обучения и по всем предметам, но тоже иногда интересно, как организуют уроки рисования, потому что математику, понятно, мы взяли тест, мы взяли какие-то задания, мы взяли Твидлу, пописали и так далее. В Твидле, в общем, ну, можно по рисованию, а вот как же... Фиолетовым. Ну, давай. Хочешь фиолетовым, да? Давай фиолетовым. Заливку. Свойства открывай, давай посмотрим. Допуск возьми 100%. Что-то по-разному реагирует иногда. 100%. Заливай. Молодец. Еще раз, еще раз. Теперь давай определимся, чтобы придать стенкам какую-то определенную объемность, да, мы должны показать, какая стенка будет находиться в тени, будет более темной, а какая более светлой под солнечными лучами. Твоя солнышко будет откуда светить, слева или справа? Слева. Слева. Значит, возьмем масляную красочку и справа покажем тень. Теперь посмотри, разбавочкой
единосвойств разбавочкой сделать так, чтобы на кисточке не было вот этих жестких полосочек. Сама. Регулируй сама. Достаточно, наверное. Да, наверное, так. Угу. Но опять же, живое слово учитель. Быстрее, быстрее работай, да. Сверху немножко еще. Угу. Давай. Так, вот так. Хорошо. Теперь возьми, пожалуйста, мастихи. Угу. Первую кнопочку. Угу. И движениями вправо-влево до середины прямоугольника. Вправо-влево. Растягиваем. Угу. Вот так аккуратненько. И донизу. Прямо одним махом, одним движением. Вот так. Прямо начиная от синенького. Ты синенькую не разгладила, синенькую. Угу. Растушевывай. Вот так. Еще. Вот так, молодец. Все, достаточно. Угу. Все. Теперь делаем треугольную крышу. Угу. Правой кнопочкой подним. Ну и в итоге получилась такая работа, да? Тут маленько был монтаж. Ну и, конечно же, да, это не только уроки, но это и внеурочная воспитательная деятельность, потому что в системе нашей работы проведение декад и по гуманитарным, спасибо, и гуманитарным наукам, и, естественно, математическим, вот сейчас на следующей неделе стартует наша декада, и причем, конечно же, сами тоже учителя стараются вот это все цифровое пространство использовать и что-то интересное придумывать. Ну и в частности, вот, например, да, такой анонс декады размещен на сайте И, конечно же, это различные наши предметные конкурсы, викторины, которые тоже проводятся с детьми, со всеми, и позволяют вот как раз детям почувствовать свою нужность, потому что все-таки в основном наш сайт работает с детьми-инвалидами, которые находятся в обучении на дому, домашнее обучение, индивидуальное обучение. И вот почувствовать частью себя коллектива, почувствовать себя успешным, потому что это все-таки конкурсы, викторины, они получают грамоты, получают, да, и это здорово. То есть происходит вот именно такая социализация ребенка благодаря вот этой всей как раз цифровой нашей деятельности. Внеурочная деятельность многочисленная, потому что это тоже все в план заложено, и, в общем-то, дети участвуют. Иногда даже, наоборот, устают от того, что много мероприятий, но, несмотря на это, все равно, конечно же, вливаются это и выполняют. И различные какие-то отдельные работы, выставки рисунков, выполненных не только, да, могут быть и красками, конечно, это отправлено, но как раз в различных программах, которые мы с вами видели из отрывка урока нашего учителя Нины Ивановны Черных. Вот. И, конечно же, вот эти проекты, они потом демонстрируют на различных конкурсах российских, которые и выполняют. Конечно, у нас оборудование тоже у детей. Практически во всех исследованиях, посвященных истории установления советской власти в Коми-крае, упоминается имя Николая Зыкова. В фондах Национального архива РК сохранился документ «Личный дневник Зыкова», представляющий собой 10 рукописных тетрадок, соединенных между собой уже в архиве общим объемом 173 страницы. В дневнике социально-экономическая и политическая жизнь в Коми-крае. Особый интерес представляет записи 1918 года, когда до севера докатилась волна создания советов и установления советской власти. Ну, вот такой проект выполняла у нас Ангелина Низеева в прошлом году на республиканский конкурс, посвященный Петерину Саратову, ну и событиям 1917 года.
Ну и, конечно же, очень удобно, когда проводятся конкурсы различные в дистанционной, заочной форме, потому что тоже наши дети в очной форме поучаствовать не могут, хотя и тоже такие возможности были, когда на конференциях наши дети выступали, иногда, правда, в записи, а иногда как-то подключаясь, тоже такое было и тоже практикуется. Но в большей части, конечно же, это российские мероприятия, которые сейчас мы прекрасно знаем, что, в общем-то, в большом количестве проводятся, и дети наши участвуют. Ну что ж, и вот благодаря всей этой системе цифровая грамотность ребенка от начального уровня, когда он не умеет пользоваться компьютером, когда он не знает его, как выключить, включить, пользоваться программами, Skype, открывать какие-то сайты, делать закладки. В общем-то, на конечный результат работает, что, в общем-то, цифровая грамотность и не только ребенка, но еще родителей повышается. Ну и, конечно, цифровая грамотность наших учителей, потому что им нужно что-то новенькое найти, интересное, чтобы детей заинтересовать. Может быть, какие-то программы тоже, вот Твидла стала, что 20 минут можно бесплатно работать, значит, она уже не подходит, если весь урок надо писать, надо что-то другое интересное искать. И поэтому, в общем-то, вот в таких разных вещах и учителя, конечно, у нас молодцы, можно сказать, они специалисты по педагогическому дизайну. Услышала летом вот этот термин, понравился мне, и на самом деле специалисты по педагогическому дизайну, да, которые учатся, которые выстраивают, которые делают, творят, и на итоге получается, в общем-то, достаточно высокий результат. Ну и вот тоже небольшая работа наших учителей, потому что все-таки в преддверии Дня Учителя, уважаемые коллеги, с Днем Учителя, радости в работе, ну и, конечно же, поддержки со всех сторон нашей работе. Спасибо. Потому что нужно поблагодарить, да, поблагодарить их, во-первых, за ту работу, когда они с нуля подняли дистанционное обучение детей-инвалидов. Это дорого стоит, эту платформу, которую вы в результате запустили. Это очень сильный сейчас инструмент для вас, ну и много для нас. Да? И еще отдельно, конечно, благодарность наша за то, что вы подхватили. Я знаю, что вам сложно, но вы это сделали. Это касается направления по дистанционному обучению в малопрофильных школах. Вам очень сложно, но мы вам очень благодарны, что это есть, и оно надежно будет. Спасибо вам огромное. Так, следующее наше выступление. Облизов Алексей Валерьевич. Инструменты цифровых и институт. Ну это прям, да, это же все. Сразу видно, пошла высшая школа, да, то есть, ну, скажем так, классика есть. Коллеги, всем добрый день. Постараюсь быть довольно-таки кратким, потому что понятно, что тематика связана с более узкой предметной областью, тем более высшего образования, может оказаться не для всех пока очень, скажем так, актуальной. Но что мы констатируем? Что вопросы, по сути, цифровизации образования, это касается всех отраслей, то есть всех направлений, то есть в том числе как раз мы говорим про высшее образование. В целом, когда говорим про высшее образование, основной показатель работы любого вуза это что? Это уровень удовлетворенности работодателей выпускниками. И вот эти данные, они как раз являются общемировыми, о том, что мы говорим, что более 40%, скажем так, работодателей в том или ином виде могут быть недовольны качеством выпускаемых, скажем так, студентов. Насколько это соответствует по направлениям деятельности. В рамках моего небольшого выступления рассматриваю подготовку студентам по дисциплине управления госмуниципальными закупками. Направление в России актуально. В основном вы, как сотрудники школ, слышали об этом, про пресловутые конкурсы аукционные, что вам не дают, что вовремя купить, потому что затягивается процесс, ну или какая-то вот иные, получается, направления деятельности. Но не говорим о том, что такое закупки в целом, но должны знать, что в целом по России это более 30 триллионов ежегодно расходуемых средств и более 400 тысяч юридических лиц обязаны соблюдать вопросы закупочного законодательства и закупочной деятельности. Значит, соответственно, им необходимы специалисты. Хорошо это или плохо, вопрос, скажем, другой. Наш вопрос – это подготовка кадров. В рамках Республики Коми реализуются различные программы как раз по формированию компетентных кадров в закупочной сфере. Это и программы дополнительного профессионального образования, базово у нас 7 учебных центров, и
программы, которые реализуются в рамках высшего образования. Сразу надо отметить, что у нас нет отдельного направления в высшем образовании, посвященного закупочной деятельности. Поэтому в данном случае мы говорим про реализацию именно дисциплин. Ну, либо в более узких случаях, может быть, в рамках российской практики, это реализация профилей по направлениям. Но отсутствие единых требований по подготовке специалистов в сфере закупок – это тот факт, который сейчас существует. Дисциплина управления государственными муниципальными закупками реализуется в Республике Коми по двум направлениям подготовки. Это госмуниципальное управление на базе Академии госслужбы и юриспруденция на базе Академии госслужбы и Сыктывкарского госуниверситета имени Петерима Сорокина. Понятно, что, как любая дисциплина, она должна подчиняться определенным требованиям. Базовый ориентир – это, понятно, федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования с теми компетенциями, которые должны быть по выпускникам. Но поскольку мы говорим про узкую дисциплину, плюс вопрос, связанный с, скажем так, выстраиванием по требованиям для будущих работодателей, то, понятно, ориентируемся на профессиональные стандарты. В данном случае есть два профессиональных стандарта: специалист в сфере закупок, эксперт в сфере закупок. И для нас, кто реализует образовательный процесс, важно что? Те трудовые функции, которые хотят увидеть от наших выпускников по конкретному направлению. Когда мы говорим про цифровизацию закупок в целом, создание институтов в закупочной сфере происходит уже последние 7 лет. Но за последние 3 года это все очень активизировалось. Когда рассматриваем вопросы, связанные с закупочной деятельностью, сейчас тоже звучат такие слова, как блокчейн-технологии, смарт-контракты и так далее, и так далее. Но это некоторое будущее, а настоящий момент – это единая информационная система, где должны быть все закупки. По сути, сейчас говорят, что ее объем – это 340 библиотек имени Ленина. Ну что, это информация Министерства экономического развития Российской Федерации. Электронные торговые площадки, то есть как раз вот где идут эти пресловутые торги, так называемые, ну, в первую очередь аукционы, скажем так, системы в сети, как раз интернет, и электронные магазины. Некоторые из вас, кто занимается административной работой в учреждениях, тоже столкнулись с этим, что в Республике Коми также начинается очень активно с этого года. Минфин Республики Коми напоминает, что закупки надо проводить даже у единственного поставщика с элементами эффективности и конкурентоспособности. И оказалось, что многие даже этого не знают. А по сути мы должны еще этому учить наших студентов. И вот этот вопрос цифровизации, с учетом того, что с 1 января 2019 года все закупки переходят в электронный формат, возникает очень много нюансов. Поэтому здесь что важно, соответственно, для нас? А чтобы студент, который изучает дисциплину и по итогам, соответственно, приходит в организацию работать по направлению, он был готов к этой работе. Ну, уже Конфуция сегодня нам обозначали, фраза на слайде представлена. По сути, идем как раз по базовой пирамиде, как раз мы обращаем внимание, что для того, чтобы был эффективный процесс, мы активно будем использовать как раз игровые методики и симуляторы. Но если уже с кейсами и так далее все вполне, скажем так, неплохо, а вот вопрос симуляторов, тренажеров и иных механизмов, особенно в гуманитарном образовании, то на самом деле это вопрос, скажем, сейчас такой неоднозначный. Когда мы говорим про тренажерное образование, эмуляторы, симуляторы, тренажеры, то есть как сейчас не вдаюсь в терминологию, мы к этому привыкли, когда мы говорим, например, про авиационное училище, когда мы говорим про подготовку кадров, там, железнодорожников и так далее. То есть когда есть отдельная комната, вот, космические корабли, да, то есть когда это все уже есть готово. Мы это понимаем, когда мы отрабатываем операцию у медиков на тренажере или откачиваемся дружно бедного Гошу, когда сдаем как, скажем так, учителя-преподаватели первую помощь. То есть к этому, в принципе, мы уже готовы. Но когда возникает вопрос тренажеров в социально-экономических дисциплинах, то здесь нюансы всегда возникают. В рамках закупочной деятельности, вот я сказал, что есть уже определенные институциональные вещи, которые необходимо, ну, скажем так, как минимум знать и уметь ими пользоваться. И вот основные требования, которые будут предъявляться к данным тренажерам для лучшего освоения этих дисциплин, они как раз представлены на слайде. Это и вопрос приближения к реальным платформам, это и динамические модели, это возможность анализировать действия обучаемого, использование современных технологий, учебного материала и так далее.
И вот что является интересным в рамках как раз нашей дисциплины, мы используем как возможности проведения электронных аукционов на электронных торговых площадках. По сути, это полный аналог рабочей боевой площадки, только в учебном формате. Но и можно похвастаться, что Республика Коми, наши коллеги, разработали учебный тренажер-эмулятор единой информационной системы. Это с чем как раз возникают очень большие вопросы. Любой специалист по закупкам сталкивается с какой проблемой? Ну, понятно, нормативная база, но это мы еще учим. А вот вопрос, когда приходит на рабочее место, ему четкое задание, он должен что-то сделать в сети интернет, если не работал с этим раньше. А там на самом деле каждое действие, оно вроде бы может казаться не таким сложным, но штраф за неправильное действие 30 тысяч рублей одновременно, да, то есть, скажем так, за каждое нарушение, понятно, что вызывает большие вопросы. И вот как раз в рамках дисциплины управления госмуниципальными закупками последние 3 года активно используем тренажеры, элементы тренажерного обучения для наших выпускников. Начинали с электронных торговых площадок, потому что они одни из первых сделали коммерческие проекты и в первую очередь вопрос цифровизации всей закупочной деятельности его активно продвигали. Учитывая, что в 2017 году был разработан тренажер ООО «Финтех», одной из организаций Республики Коми, то сейчас как раз также активно это используем в наших занятиях. Что позволяет это достичь? Увлечение вовлеченности, то есть когда не просто смотрят закон и буквы некоторая последовательность действий, а конкретное понимание, а отработка профессиональной терминологии, то есть как обычно всегда возникает свой, ну, мягко скажем, сленг, и, что самое главное, выработка практических навыков, умение анализировать, стрессоустойчивость, то есть когда делают неправильное действие, чтобы уже понимал, что необходимо, последующие шаги, и самое главное, востребованность на рынке труда. Для меня в этом году опять получился очень такой показательный пример, когда нескольких студентов по направлению госмуниципального управления, которые захотели работать в закупках, мало того, что для них сразу нашлись работодатели, для студентов был выбор, куда пойти. Вот это, соответственно, один из тех показателей, которые можно будет смотреть. С точки зрения вот этих результатов, которые представлены на слайде в цифровых показателях, то есть динамика, процессы, что же у нас с точки зрения методических единиц, то это можно будет с вами обсудить в 2019 году, поскольку сам являюсь еще магистром как раз той программы, которую представлял Михаил Дмитриевич Китай-Городский. Вот как раз в рамках магистерской это все в следующем году, когда еще будет определенный срез в рамках динамики, можно уже будет представлять вот именно на таком цифровом материале. Но с точки зрения фактических показателей, то это однозначно. Возможности использования тренажерного обучения, особенно когда это весь процесс закупочной деятельности, это 60-70% работы в системах интернет, различных системах, и когда это отрабатываем на практике, дает нам возможность готовить высококвалифицированных специалистов, готовых к работе сразу, здесь и сейчас. А вот это как раз и является тем результатом, к которому мы очень стремимся. Выступление, скажем, кратко, если есть вопросы, готов ответить. Спасибо. Замечательно. Коллеги, есть вопросы? Спасибо. Я вам позволю в одном моменте не согласиться. Может, такого. Да. Это как раз Да, потому что в самом начале выступления вы сказали, что это касается в основном там, организации высшего образования. Неправда, у нас все образовательные организации занимаются закупочной деятельностью, и я думаю, что такой тренажер был бы всем полезен. Прежде чем запускаться на своем уровне, сначала пилотировать на тренажере. Не, ну это понятно, да. Да. Хорошо, Спасибо. Новый сервис. Надо вначале раздать. Ну, кто же знал-то? Я же не могла кому-то. Так, добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Анна Александровна Хлад. Я методист корпорации «Российский учебник». Хотела бы сначала немножко сказать о том, что такое корпорация «Российский учебник». Вам она, скорее всего, более близка и знакома под другими названиями. Это издательство «Дрофа», «Вентанограф», «Астрель» и цифровая образовательная платформа «Лекта», о которой сегодня большей частью я говорить как раз и буду. Миссию я немножко перелистну. С этой информацией вы сможете знакомиться. Моя презентация будет в доступе. Итак, что нам дает Лекта? Это цифровая образовательная платформа, которая является инструментом для формирования навыков и компетенций 21 века. Причем не только у учащихся, но и у учителей.
Мы знаем, что мир у нас стремительно меняется, часть профессий устаревает, на их место приходят новые. И постепенно, сменяя одно другое, да, у нас появляются новые требования к нам самим и, конечно же, к выпускникам, которых мы готовим. Каким же образом соответствовать этим требованиям? Так вот, в качестве некого инструмента, да, который поможет нам хорошо и быстро войти в цифровой мир, является Лекта. Цифровая образовательная платформа Лекта, она знакома своими тремя принципами. То есть тот самый треугольник учитель, ученик и родитель, он здесь, собственно, может показать нам следующее. Во-первых, для учеников мы даем яркий, доступный и, самое главное, обязательно оцифрованный материал. Причем делаем процесс обучения ярким и увлекательным. Для учителей у нас есть разные возможности, в том числе это проведение захватывающих уроков. Это разные возможности в качестве повышения своей квалификации, об этом я тоже скажу. Это различные вебинары, которые идут на сайте корпорации Росучебник бесплатно, причем с выдачей сертификата. Для школ и органов управления это большой анализ статистических данных, причем методом сборки именно вот в нашем сервисе, например, контрольная работа, я об этом тоже расскажу и скажу. Это, конечно же, формирование единого большого образовательного пространства. Лекта. По тому, какое место занимает Лекта в федеральном перечне, данные, как вы понимаете, не совсем новые, поскольку федеральный перечень у нас давно не менялся. Да? В предыдущем перечне мы занимали 52%. Туда входят, соответственно, электронные издания Графы, Винтонограф, Астрель, Бином есть, Петерсона, есть также учебники ВАКО, об этом я скажу позже. Вот так выглядит электронная форма учебника. Навигация во всех предметах, во всех учебниках у нас идентичная, она интуитивно понятная, она проста. Вот так выглядит нижняя раскладка, вы можете посмотреть. Чем отличается электронная форма учебника от печатного? По сути, почти ничем. Там идет полное соответствие страницы в страницу, картинка в картинку. Но в электронной форме есть электронные образовательные ресурсы. Они делятся на 3 блока. Информационные, синенькие, практические, зеленые и красные, контрольно-измерительные. Они добавлены ко всем параграфам учебника в качестве помощи учителю. Причем информационные вы можете посмотреть, их достаточно много. Это и видеоматериалы, аудиоматериалы, карты, изображения и так далее. В практической части задания на соответствие из выпадающего списка, различные, например, схемы, которые надо будет дополнить, и таблицы. Это все есть. Лекта сегодня также предлагает сервисы «Классная и контрольная работа». Они идут на безвозмездной основе, совершенно бесплатно, в помощь учителю. Что это за сервисы? Сервис «Классная работа» – это бесплатные рабочие программы, в которых вы можете использовать как обычный уже предоставленный вам тематический план на урок, календарно-тематическое планирование на год, где вы просто вставите свои значения по факту и, соответственно, календарная дата имеется в виду. Там есть внутри уже разработанные нами, это имеется в виду методистами и авторами учебников, готовые презентации к уроку по предметам. Причем они есть как привязанные к нашему МК конкретным, также они есть и универсальные, которые вы можете использовать вне зависимости от того, какой учебник у вас на столе, какого издательства. Причем совершенно на безвозмездной основе, повторюсь. Сервис «Контрольная работа» – это готовые задания контрольные разного уровня и типа. С ними вы можете работать в 3 форматах. Первый формат – распечатать, раздать на класс. Второй – вывести на доску через проектор или на интерактивную доску. И третий формат – это создать виртуальный класс. И сама система за вас посчитает, сколько баллов ученик набрал, как он выполнил работу, какие у него есть темы, которые западают в этой работе и так далее. Сейчас покажу, соответственно, уже более подробно. Классная работа, вот мы видим, да, вот здесь я вставила скриншот как раз той самой презентации,
Так, если мы посмотрим, это, по-моему, у нас история. И как раз эволюция человека, тема, вот он конструкт. К нему расписаны цели, задачи, виды деятельности, ключевые понятия, план урока, который можно скачать в 3 форматах: PDF, Word, Excel. И что самое важное, в эту презентацию вы можете спокойно вставить свои материалы. Я понимаю прекрасно, у каждого педагога есть свои наработки, да, и их с опытом становится все больше и больше, когда они могут, соответственно, свой собственный материал использовать в уроке уже в готовой презентации. Просто поменять местами, убрать лишние слайды, которые вам не надо, то есть скрыть их, или добавить ту очередность, которая вам нужна, и плюс свой материал. Так они на самом деле уже систематизированы, и причем полностью подобраны и по возрастному варианту, и по тематике, и при этом там даже прописаны домашние задания внутри презентации. Это вот как раз сайт, извините, сервис «Классная работа» на сайте Лектов во вкладке «Росучебников». Вот те предметы, которые у нас уже доступны по классам. Есть универсальные, мы видим, есть УМК, Воронцова, Велиминова и так далее. Астрономия одна из актуальных. Есть вот 2-я страничка. С ними вы можете ознакомиться. В контрольной работе, как я уже сказала, 3 формата. Вот там есть созданный виртуальный класс. Мы видим список учеников, видим, соответственно, количество и оценки, которые рекомендованы. Что здесь важно? Также, когда вы создаете виртуальный класс, можно посмотреть, а активировался ли ваш ученик, зашел ли он и выполнил ли он работу. Вот тот значок, сейчас попробую лазером навести, вот видите, желтенький треугольничек, говорит о том, что данный ученик не зашел и не зарегистрировался. Да, он вам сказал: Мария Ивановна, я все сделал, но не получилось. И вы можете ему сказать: нет, Сергей, ты меня обманываешь, у тебя не получилось даже зарегистрироваться. Что еще? Вот список тех контрольных работ и предметов, причем они есть по разным типам. Есть текущий, тематический, итоговый контроль, есть тренажеры ВПР. Сейчас готовится ОГЭ и ЕГЭ подготовка задания по предметам, и они разбиты также, соответственно, внутри у нас сервиса. Причем сервисы остаются с вами даже тогда, когда вы можете не покупать или не использовать электронную форму самого учебника. Вы просто заходите, создаете свой личный кабинет, и сервисы у вас остаются в доступе онлайн. Что еще есть? Есть разные приложения, такие как Atlas+. 2 предмета уже есть. Это интерактивный атлас по географии и по истории. Сейчас выйдут в свет к концу декабря. Это астрономия и экология, новинки наши. Они доступны также бесплатно, вы можете их использовать на уроке в процессе. Вот, что еще есть? Есть разные приложения, например, тренажеры и контроль ВПР. Причем в 2 вариантах. Тренажер, он просто помогает по типовому заданию подобрать те темы, которые западают у ребенка, а по контролю также посчитать количество баллов, которые он набрал за выполнение этих заданий. Вот так выглядит раскладка на сайте. Вы можете с ней ознакомиться. Синим подсвечено то, что уже есть в доступе, серым то, что готовится к выходу. Курсы повышения квалификации для учителей. Дело в том, что если мы у вас проводим семинар, мы с вами начинаем общаться. И вот эту работу с вами методическую мы ни в коем случае не бросаем. То есть мы вас поддерживаем на протяжении всего нашего общения. У нас есть курсы повышения квалификации, они разные по предметам, разбиты на блоки. Стоимость 36 часов стоит 550 рублей, 72 часа 750 рублей. Официальные корочки удостоверения придут к вам по почте России, когда вы выполните к модулю итоговое тестирование. Причем у нас есть лицензия на ведение этой деятельности, то есть все официально, все как надо, причем дистанционно, что наиболее важно и удобно. Что еще есть? Собственно, это то, к чему мы стремимся, Лектозавтра. Это формирование различных траекторий индивидуальных развития как у учителя, так и ученика. Также у нас есть сервис, который называется «Книговыдача». Это сервис для юридических лиц. То есть каким способом школа может закупить электронную форму учебников. Стоимость одного учебника по книговыдаче 75 рублей на 500 дней. Школу могут также нам написать и сказать, если это как раз вот малоукомплектованные школы, да, о чем мы говорили сегодня, то вы можете заказывать не минимальные 50 учебников, а просто написать нам письмо, и мы в рядовом порядке рассмотрим и, соответственно, с вами
Обговорим все условия покупок. Для физического лица стоимость учебника 149 рублей. Это федеральный закон, выдержка из него. О закупках как раз вы можете познакомиться, все есть, все юридически грамотно, верно. Также у нас есть, немножко похвастаюсь, заключение РШБА, Ассоциации школьных библиотекарей русского мира, о том, что сервис книговыдачи и сервисы, вот как раз о которых я говорила, контрольная и классная работа, они рекомендованы к использованию, причем это положительное заключение. Наш продукт, он достаточно высококачественный, он интересный, яркий и простой в использовании. Что еще есть? Вот это статистические данные, это количество выданных ЭКО за 17-18 год поквартально, вы можете посмотреть, да, количество возросло. Мы знаем, что в Российской Федерации более 2 миллионов учителей, 10% из них уже пользуются ЛЕК, да? Количество по регионам тоже доступно, вы можете его посмотреть, в презентации это будет. Индивидуальная траектория развития учащегося, то есть если мы посмотрим, что мы пытаемся сделать, то, к чему мы идем. Мы создаем тренажеры для учащихся, это новое направление для нас, но не в плане, что приди, реши задание, да, а возможность расти или, соответственно, какую-то тему восполнить. Как это работает? У нас есть индивидуальная траектория, у нас есть предметы, да, в году, которые мы преподаем в том или ином классе. Если ученик интересуется темой более глубоко, он идет выше, на порядок выше и ознакомливается с материалом, который ему необходим. Либо это стык знаний на нескольких предметах, чтобы создать общую картину научную. Если у ребенка западает та или иная тема, то он может вернуться и повторить ее. Ну или пройти заново, если он ее вообще в целом не повторял, точнее, простите, пройти с нуля, если он ее не изучал. Что еще есть? На самом деле на Лекто достаточно много других возможностей. Там есть и вебинары, как я уже говорила, бесплатные. Там есть разработки программы уроков. Причем есть различные видео от учителей. Они все есть в доступе на сайте. Вот здесь мои контакты. Вы можете сфотографировать. Также я сегодня предлагаю вам взять памятку о методическом семинаре, я их передала, соответственно, я не знаю, вы получили или нет. С помощью нее вы получаете сертификат на электронную почту о том, что вы сегодня здесь присутствовали, что вы меня слушали. Сертификат идет на 6 часов. С помощью сайта Росучебник вы заходите, просто регистрируетесь, вводя свою электронную почту, подтверждаете и, соответственно, заполняете небольшую свою анкетку. То есть кто вы, ваш статус, методист, учитель, библиотекарь, ученик и так далее. Вы сами вручную вводите свою фамилию и имя, чтобы не было ошибок, и к вам приходит на электронную почту сертификат. И вы уже по необходимости его предъявляете руководству или, соответственно, в свое портфолио вкладываете. Также в письме будет скидка 20% на художественную и учебную литературу на Бук24, магазин интернет с доставкой на дом. Вот, это, собственно, мои контакты. Во второй части, если необходимо, мастер-класс покажу, соответственно, онлайн, как работать с сайтом Росучебника и с сайтом Лекто. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Коллеги, вопросы? Не вопрос, а благодарность. На самом деле и российские учебники, и Лекто вообще молодцы. Вот почти все, что перечисляли, пользуемся. Ну и кроме того, еще летом была на летней школе у нас. А я и думаю, очень знакомое лицо, да? Так что спасибо. В следующем году тоже планируется летняя школа. Она будет для библиотекарей, для учителей и для заместителей директоров. Видеопрезентации у вас каким образом организуются? Видеопрезентации, вы имеете в виду именно учителей, они нам разработки присылают, кусочки нарезанные. Они есть, предоставлены на сайте. Можно у вас, либо... Можно зайти на сайт Росучебник, и там будет методическая копилка по предмету, и там будет прям целым списком. Хотите, посмотрите контрольные работы, хотите, посмотрите, подберите в УМК себе, хотите, посмотрите видеоуроки. Вебинары тоже бесплатные. Если вы смотрите... Первоначально они размещаются где-то в каком сервисе? Они первоначально размещаются у нас на сайте, на нашем сервисе, да. То есть и платформа цифровая тоже создана. И видеорекламы у вас есть там? Все есть. У нас даже YouTube-канал есть.
Скажите, а вот у вас, допустим, ну, вам не присылают свои, я так понимаю, видео и другие материалы учителя, а кто занимается этой экспертизой? Там специальное жюри экспертное, причем у нас есть разные договоренности по поводу того, кто проверяет, потому что есть и авторы учебников, и есть методисты, методологи. У нас есть, например, выход на Высшую школу экономики, мы с ними сотрудничаем очень тесно. То есть тут достаточно большой спектр того, То есть, что... если у нас уверены, что все материалы, они как бы надежно проверены и Конечно, соответствуют, конечно, в ГОС мы обязательно проверяем. То есть без этого материал, он просто не уйдет на сайт. Это обязательное есть требование. платформы, которые предлагаются, сама лично видела, смотрела материалы, но там, конечно, и содержание этих материалов подлежит обсуждению. Ну да, здесь как раз вот этого нет, потому что экспертное жюри, есть реально заключение и так далее. Даже когда вы участвуете у нас в конкурсах, присылаете нам свои работы, например, тематическое планирование мы там требуем, там, или технологическая карта урока, у нас есть цифровой урок с лектором, например, новый конкурс, ему, правда, всего 3 года, вот, он с 1 ноября сейчас будет, в этом году запускается. Там мы проверяем все. То есть вы сами оформляете заявку, вы к нам присылаете эти материалы, жюри отсматривают, и участники по итогу получают, соответственно, какие-то ценные призы. В том году мы подарили 6 планшетов и много, по-моему, каждый учитель по 50 учебников точно получил на 500 дней. Для себя, на класс, чтобы удобно было. Причем не конкретных, а они сами отбирали, какие необходимы для работы. Вячеслав Алексеевич, у вас есть соглашение о взаимодействии с ним? По-моему, да. Да. Есть, да? Ну, не подскажете, Михаил, есть? По-моему, есть, да. Спасибо. Спасибо. У нас мастер-класс онлайн. Я прям стараюсь. Так, еще одно выступление, коллеги, по созданию цифрового ресурса. Бадокин Константин Викторович. Константин Викторович, ты свой аккаунт помнишь? Что-то у меня не заходит в мой аккаунт. Так, ну, Сюда. Сейчас. Вот сюда давай. 10 минут я включил секундомер. Так, первоначально я всех вас приветствую и буду вас читать последний из Матика. Так, что же, значит, меня зовут Константин Бадокин. Прежде всего я хотел бы избавиться от бумажных технологий. Вот есть у меня вот такая фотография 80-го года, где изображен Вячеслав Алексеевич, который принимает, которому вручается диплом. Диплом ему вручает преподаватель СГУ Рузов Владимир Петрович. Так, я от этого избавляюсь и отдаю на вечную память, либо сканируйте Вячеславу Алексеевичу. Спасибо. Дальше всех вас присутствующих. Так, девушка, вы не уходите. Так, поздравляю с Днем Учителя. С Днем Учителя. Наша организация, ОНО «Сплав», некоммерческая организация. «Сплав» переводится так: спортивно-профилактика-лечебная ассоциация волонтеров. Сплав души, ума и тела. Наш альтруист Юрий Калинин написал песню, музыку «Вы учитель» с буквы большой. И мы призываем всех вас стать соорганизаторами фестиваля «Омега». О с 2 точками. Коми-буква называется Так, я ее назвал генетическая гравитация, в то же время, исходя из всяких ассоциативных конкретизаций, ее можно назвать так. Есть такое высказывание. Творец дал человеку 2 колена, одно преклонять перед учителем, другое перед целителем, а оба вместе перед самим Творцом. Сегодня вы прослушали интересную информацию, вы являетесь учителями. В то же время я считаю следующее, что и знаю, что Вячеслав Алексеевич был и учителем, и директором, но если его ученики благодарные запишут видео, разместят в YouTube, либо в вашей среде, либо где-то еще. То есть я предлагаю каждому из вас создать такое кармическое портфолио. Слова благодарности отцу и матери, можно сказать так, что мать является целителем, отец учителем, либо наоборот.
Это вот исходя из этой ассоциации. В ВКонтакте у нас создана группа, фестиваль Омега, фестиваль При общении с Натальей Алексеевной Министерство образования, молодежной политики и науки, либо науки и молодежной политики поддержала наш проект. Ваши организации, вас лично я призываю, прошу стать соорганизаторами данного проекта. Вопросы? Ты свой контакт помнишь? Так, Контакт, чтобы тогда показать. просто в Яндексе слово «обучитель». Значит, слово «обучители» ничего не понятно, о чем я сказал. Это все понятно. Непонятно, что за проект. Не уходи от камеры. Так, набираем. Значит, следующее. Проект называется так. Что в имени в твоем учителе. Проект имеет 3 аспекта. Первый аспект. Так, слово «обучители». Так, пока... Либо тогда давай, набирай контакт, и я сейчас тебе... Ты помнишь свой контакт? Помню. Вот, возьму очки. Так, а где мои очки? Вот они. Значит, прошу, вы можете встать. Можно слушать меня стоя. Когда я проводил занятия, вот в таком режиме нарушения санитарно-гигиенических норм, это проблематично находиться. Вот через каждые 15 минут, как все могли вставать, делать зарядку, либо вставать и ходить по... Потому что я удивляюсь вашей выносливости. Значит, я предлагаю сделать фотографию в конце. Можем сейчас это сделать. Так, и можем сделаем такой коллективный ролик. Поздравления с Днем Учителя ваших коллег. Если вы не против, значит, мы вот такой ролик. Так, у нас еще одно выступление. Давай быстренько. Так, быстренько. Все быстренько. Это болезнь нашего века. Быстренько. Так, девочка у нас. Значит, здесь присутствует вот Юрий Николаевич Сахаров, которому за 80 лет уже. Так, вот у нас, так, это вот моя страничка. Константин Бадокин. Вот это фестиваль. Значит, первый аспект. С нами рядом, недавно совсем, жила Прасковья Ивановна Чисталева, которая была женой Прометея. Я считаю, что женщины делают мужчин в том плане, когда мужчина становится мужчиной настоящим. И в прошлом до войны 80% в школе работало мужчин. К сожалению, прошла какая-то война, сейчас 80% женщин. Так, значит, следующее. Вот это объявление. То есть первый аспект. 7 декабря в 18:20 в Доме дружбы народов будет фестиваль, посвященный памяти Прасковьи Ивановны Чисталевой. Помимо того, что она была учительницей с большой буквы, она была учительницей моей учительницы. Она занималась еще творчеством. Прометей писал музыку, а она писала стихи. Здесь альтруисты, волонтеры разместили ее некоторые произведения на портале Стихи.ру. Так, дальше уже, значит, ваша функция какая будет? Если вы на фестиваль можете прийти в качестве гостей 7 декабря. В то же время, значит, следующее, что слово «обучители» мы проводили уже фестиваль по комбинациональной борьбе «Зум и дождь», посвящали памяти учителя Панева, Зосима Васильевича Панева, он тоже был учителем. Дальше вот подобные ролики, слово «обучители», здесь есть
Значит, следующее, что вот представители Краснодарского края Александр